Здравствуйте, вы смотрите программу «Фокус» на информационном портале LAF.MD. Сегодня мы поговорим о политической ситуации в Гагаузии и о том, состоятся ли выборы депутатов Народного собрания автономии, которые были назначены на одной из последних сессий на 22 марта 2026 года. И сегодня наш традиционный гость, доктор административных наук, господин Николай Георгиевич Катишан. Здравствуйте, Николай Георгиевич, рад вас видеть. Добрый день, Виталий, спасибо. В студии. В общем-то, как бы все ждали даты выборов, вроде бы она назначена, но вопросов меньше не стало, к сожалению. Да. К сожалению, к радости, не знаю, но, в общем-то, наверное, у каждого из политических игроков свое восприятие этого решения, но все же к дате выборов, если как таковых вопросов нет, кроме того, как это обсуждалось, и Великий пост, не Великий пост, кто-то хотел до 9 мая, кто-то после 9 мая. Но, в общем-то, в итоге дату определили, но все же к выборам остается много вопросов. То есть, смогут ли пройти выборы, потому что, да, мы знаем, что депутаты мотивировали, что задержка была связана, что они ждали решения Высшей судебной палаты. Оно в аккурат должно было быть тоже 27 ноября. В итоге решение Высшей судебной палаты было, но я не знаю, что ожидали депутаты, потому что в самом решении, если не ошибаюсь, по-моему, листов 16 или 18, то коллегия Высшей судебной палаты даже не рассматривала заявление Народного собрания, потому что пришло к выводу, что там не было никаких новых аргументов, кроме тех, которые уже были поданы как в суде первой инстанции, так и в апелляционной палате. Поэтому нового, по сути, депутаты ничего не узнали, но вопросов после решения стало еще больше, чем было до этого. Не знаю, насколько вы будете согласны с теми вопросами, которые у меня возникли, например, потому что, как мы поняли и выяснилось, что полномочия Центральной избирательной комиссии, которая якобы восстанавливается по решению суда, истекает 26 февраля 2026 года. И здесь опять вопрос, то есть зачем было ждать решения суда, если и так понимали, что у них полномочия истекают. И если они истекут, успеет ли Народное собрание сформировать новую Центральную избирательную комиссию, если выборы 22-го, то есть не соблюдается ни срок ни в 60 дней, ни в 90, потому что там меньше месяца. И плюс есть другая инсайдерская информация, что 5 из 9 членов уже написали заявление о сложении полномочий, и в том числе из тех 4 тоже ходят слухи, что некоторые из них тоже планируют или написали, или планируют написать заявление о сложении полномочий. И вот на ваш взгляд, с точки зрения закона, с точки зрения политической составляющей этого момента, верите ли вы в то, что 22 марта будут выборы депутатов Народного собрания? Верю наполовину, Виталий, что выборы состоятся, и они когда-то состоятся, но состоятся ли они 22-го, у меня тоже есть сомнения, как и у вас, по двум моментам. Может быть, даже случится так, что выборы отодвинут еще на некоторое время, возможно, с целью совмещения выборов Народного собрания и Башкана. Мы не знаем, что делается еще и как примет оборот решений с окончательным решением по отношению к Башкану. У нас же цель-то была в Гагаузии совмещение выборов и депутатов Народного собрания, выборов депутатов Народного собрания и Башкана. Это первое. Но что касается второго, Виталий, да, несколько вопросов на плаву. Кто будет администрировать, кто будет, скажем так, администрировать эти выборы? Все-таки Центральная избирательная комиссия Гагаузии или все-таки примется решение о том, чтобы на территории Гагаузии все-таки согласиться с созданием окружного избирательного совета, который будет напрямую администрирован, будет, скажем так, административной единицей Центральной избирательной комиссии Гагаузии. Есть вопрос, Виталий. Обратите внимание, Центральная избирательная комиссия Гагаузии, как вы сказали, суд принял решение, но теперь есть вопросы с его формированием. Дальше будут еще проблемнее. Конечно, вот если вернуться к решению суда, потому что там есть интересные пункты в мотивационной части. Потому что там коллегия Высшей судебной палаты, и в том числе и апелляционная палата, ссылается на положение избирательного кодекса Молдовы. И одним из аргументов, почему они приняли решение отменить изменения в избирательный кодекс Гагаузии, приводится о том, что Центральная избирательная комиссия как избирательный орган включена в систему избирательных органов Республики Молдова, и, соответственно, у Народного собрания нет компетенции на его распуск. И вот здесь возникает как раз вот та ситуация, о которой вы говорите. Кто будет администрировать и кто будет формировать?
Но давайте ответим на вопрос, а почему такой вопрос встает, вернее, какие плюсы, какие минусы, кто будет администрировать? Ведь если предположим себе, что в связи с изменениями в избирательный кодекс Республики Молдова в регионе предполагается создание, значит, Центрального избирательного совета, да, который является, безусловно, еще раз говорю, в административном подчинении Центральной избирательной комиссии, и тогда не возникает вопрос ни с финансированием, об экономике, когда говорил господин Константинов, ни с финансированием, ни с администрированием, ни с назначением, это прерогатива Центральной избирательной комиссии, ни со списками избирателей. Обратите внимание, Центральная избирательная комиссия Гагаузии администрирует только выборы депутатов Народного собрания. Выборы президента, выборы депутатов парламента Республики Молдова и выборы примаров администрирует избирательная комиссия, Центральная избирательная комиссия Гагаузии. И самое главное, Виталий, обратите внимание, сейчас у нас примары всей территории Республики Молдова, это первая партия примаров, которые легитимность выборов, которые утверждали окружные избирательные советы. Центральная избирательная комиссия Республики Молдова соглашалась с этим, принимала. Но они утверждались не на судах. В силу того, что избирательный кодекс Республики Молдова были внесены изменения, что выборы в органы местного публичного управления Республики Молдова утверждаются в окружных избирательных советах, а ЦИК признает или только не признает, то по законодательству Республики Молдова Народное собрание тоже относится к органам местного публичного управления, хотя и с особым уровнем. У меня возникает вопрос, а кто будет утверждать результаты выборов в парламент, в Народное собрание Гагаузии? Большая часть депутатов, как и апеллировалось, апелляционная палата Камрад, которой нет, хотя это юлячество и больше ничего. Апелляционная палата Камрада есть, просто она в подчинении не напрямую уже к центральному органу власти, а к центру Кагула, то, что было изменена карта судов. Вопрос. Все-таки... Но апелляционная палата в Камраде – это не коллегия по административным гражданским делам, а коллегия административных и гражданских дел, которая должна утвердить выборы, находится в Кагуле. Теперь продолжу свои мысли, потом вернусь к этому. Возникает вопрос, а все-таки кто будет утверждать результаты выборов и будет ли это решение легитимным? Ведь один из депутатов, помните, во избежание рекламы, была сказана очень интересная фраза на последнем заседании Народного собрания. Да, по закону выборы должны были проводиться в этом году. Выходит, что если выборы проводятся в будущем году, они незаконные тогда, судя по фразе, которую он бросил. Ведь выборы же должны были состояться ровно 16 ноября, с которым 15 августа депутаты Народного собрания не согласились. Они даже не включили в повестку дня данный вопрос. Ведь возникает вопрос, если год назад депутаты Народного собрания внесли очень существенные изменения в уложение Гагаузии относительно даты назначения выборов, в избирательный кодекс Гагаузии, внесли изменения даже в регламент Народного собрания о том, что депутаты избираются ровно на 4 года. Об этом говорил господин Жильзов и Тарнавский об этом говорили. Ровно на 4 года. И это 4 года отчет начинается с первого заседания, да, с 12 ноября 2021 года, и 1 воскресенье проводятся выборы, то 16 ноября должны были быть выборы. Вопрос. Если 15 августа, в последний день, Народное собрание не приняло решение о дате проведения выборов, а что, никто не думает о том, что оттягивание выборов и назначение выборов не по закону грозит, а может быть, у кого-то возникнет мысль возбудить уголовные дела за оттягивание, за захват власти? Может быть, искусственная ликвидация Центральной избирательной комиссии в 2023 году, да. Может, это было преднамеренно? А может, 15 августа преднамеренно исполнительный комитет не представил своих членов избирательной комиссии Гагаузии? А может быть, это была инсценировка или игра по специальному оттягиванию выборов, что, еще раз говорю, противоречит тем изменениям, дополнениям, которые были приняты этим же составом Народного собрания, еще раз говорю, в уложении Кодекса выборов Гагаузии и в регламент Народного собрания. Возникает очень много вопросов. Если возникают эти вопросы, то они все приходят к вопросу о легитимности избираемого органа, который 22 марта или 5 мая, неважно, будет избран, то есть к нему могут быть вопросы с точки зрения легитимности. И здесь, конечно, идет следующий ряд вопросов, потому что
мне сложно предположить, что некоторые депутаты Народного собрания не понимали ситуацию, к чему она может привести. Ну да, конечно. Это одна сторона медали. Вторая центральная власть, которая по сути является, берем, допустим, президента и парламент, которые по сути должны нести ответственность, в том числе за соблюдение прав граждан, которые включены в Конституцию. Почему центральные органы власти не реагировали на этот вопрос? И давайте посмотрим правде в глаза, и не реагируют до сих пор, потому что приезд директора СИПа, может быть, был катализатором или началом каких-то процессов, которые пошли в Народном собрании, но мы в любом случае не получили решений, потому что до решения суда были вопросы, что дело в суде, после решения суда вопросов не стало меньше, их стало больше, а решений нам никто не предложил. Потому что, например, звучали же разные идеи, да? Помните, господин Леевич предлагал один вариант ЦИКа, предлагал потом временный ЦИК создать, который, кстати, мог бы быть одним из решений вопросов, но президиум не включил этот вопрос даже в повестку дня и не стал обсуждать. Не могло бы, мне кажется, президиум не согласился бы включать, потому что предложение о временном ЦИКе нарушал тот сценарий, который заранее себе определил президиум Народного собрания. Оно не было заинтересовано в проведении выборов ровно 16 ноября. И сейчас, на мой взгляд, большая часть или подавляющее большинство Народного собрания не понимает, мне кажется, не понимает, где они находятся в правовом понимании. Ведь, Виталий, посмотрите, если предположим себе, что если сейчас выборы в Народное собрание пройдут по сценарию Народного собрания, то есть представьте себе, заработает наш местный, скажем так, региональная центральная избирательная комиссия, ведь посмотрите, если идти по этому сценарию, где списки готовят органы местного публичного управления совместное избирательное бюро, хотя в компетенции у местных органов власти, у примарии нет никаких компетенций в формировании избирательного списка, абсолютно. Хотя в нашем местном законодательстве оно присутствует. То есть лазейка для признания каких-то отхождений при выборе Народного собрания от законодательного поля Республики Молдова уже существует. Это первый момент. Второй момент. Как этот ЦИК, поработав, дальше результаты будут утверждены на окружном избирательном совете, потом переданы в суд, и суд принимает легитимность. Здесь есть вопросы по спискам. Вы помните последний выбор Народного собрания, когда они прошли сразу за выборами примаров? Помните, по некоторым населенным пунктам списки, которые были предоставлены для избрания примаров, и списки по избранию депутатов в некоторых населенных пунктах разнились 800, а то и 1000 голосов. То есть это нонсенс. И мне кажется, то, что хотела и хочет сделать центральный орган власти Республики Молдова, то есть унифицировать, есть Центральная избирательная комиссия Республики Молдова, есть окружные советы. В данном случае, мне кажется, если бы пойти по этому пути и принять бы чуть раньше это решение, да, мне кажется, мы бы решали вопрос, еще раз говорю, с экономией финансов, легитимность, признание легитимности. Мы действуем в одном правовом поле тогда избирательном и в законодательном, да, здесь. И было бы легче и лучше нам. Одна боязнь есть, и она тоже имеет место быть, что председатель окружного избирательного совета и секретарь являются назначаемыми лицами, то есть администраторами со стороны центральных органов власти. Но нам-то какая разница, кто будет администрировать? Самое главное, чтобы правила выборные, скажем так, правила игры, назовем ее так, но и избирательный процесс, что при выборе всех выборов президента, депутатов парламента, органов местного публичного примаров и депутатов проводились по аналогии с единой системой. Мне кажется, это был бы самый вариант по признанию легитимности и по систематизации, что ли, избирательных процессов в Гагаузии. Но вот вы сейчас затронули вопрос списков. К ним в Гагаузии всегда были вопросы на всех выборах, не только на последних выборах Народного собрания. Мы можем вспомнить и башканские некоторые выборы, когда, помните, я не помню, в какой каденции Башкана глава автономно проходили выборы в парламент, потом президента, потом Башкана Гагаузии, и с каждыми выборами списки там к башканским выборам, которые были третьи по счету по очередности, там почти 18 или 20 тысяч избирателей. 18 было 22, да. Сейчас ситуация такая же, потому что давайте сравним с последней переписью по Гагаузии, 103 тысячи там с чем-то населения. То
То есть я понимаю, что в Республике Молдова действует другая система, потому что исходят из того, что все граждане, которые прописаны по тому или иному адресу, независимо от того, проживают они временно на территории Молдовы или за границей, но они включены в списки, потому что Республика Молдова, согласно законодательству, в лице Министерства иностранных дел и правительства имеет право организовать избирательные участки за границей. Да. Если мы говорим о гагаузских выборах, то такого права у Гагаузии нет. И потому что у Центральной избирательной комиссии Молдовы есть, что окружной Центральный избирательный совет входит в состав органов, но в то же время там не прописана процедура избрания главы Гагаузии Народного собрания в избирательном кодексе. И, соответственно, мы сейчас опять приходим к спискам избирателей. По факту населения 103 тысячи, а дадут нам из регистра избирателей молдавского, где будет 126, как было, 124 избирателей. Да. И Гагаузия не имеет участков за территорией автономии. То есть мы по факту имеем вопрос к легитимности и состоятельности выборов, потому что со 126, допустим, 30%, или с фактических 80 тысяч, которые имеют право, условно говоря, Виталий, очень последняя фраза у вас прямо в точку. Именно процент выхода и процент признания от чего? В Республике Молдова от Государственного реестра избирателей Республики Молдова. Ведь если мы говорим о выборах на локальной территории, просто из этого общего реестра выбираются локально эти избиратели, которые проживают на этой территории. Если мы вклинимся в эту избирательную систему со своим списком, как предполагает создание региональной избирательной комиссии, без государственного Какой орган? Центральная избирательная комиссия Республики Молдова или окружной избирательный совет Гагаузии? Они не признают, потому что нету базового понятия, нету списка регистра. И если этот регистр даже, примарии, когда мы последние выборы проводили, мы брали из государственного регистра и предоставляли тот же список нашему Центральной избирательной комиссии Гагаузии, которая всегда полагала, чтобы местный орган власти примарии дали им список, ибо местное законодательство это предполагает, что не прописано, еще раз говорю, функциональных обязанностей примарии, местных органов власти. Поэтому здесь, хотим мы или нет, у нас времени мало, мы не успеваем, но колоссальная работа лежит перед президиумом Народного собрания по унификации, по решению вот этих проблем. Иначе у нас, еще раз говорю, я не ухожу от идеи, что возможно в органах центральной публичной власти есть люди, которые хотят бы продолжения данного бардака, который у нас продолжается. Надо учитывать этот момент. Но и надо вспомнить и выражение представителя парламента, который никак не хочет контактировать с этим составом Народного собрания, о котором идет речь. Ведь что предполагает центральный орган власти? Предполагает, что большая часть данных депутатов не смогла участвовать в предыдущих выборах. Это же не секрет, это же да. Что предполагает? Отсечение нынешних депутатов Народного собрания от участия в дальнейших выборах. Только заведение каких-то дел, нарушение каких-то моментов. Кстати, надо признать, что когда мы говорим о Народном собрании, Виталий, вы правы, мы не говорим о каждом депутате Народного собрания. Безусловно, среди депутатов Народного собрания есть люди, которые здраво рассуждают, понимают, о чем идет речь. Когда мы говорим в общем о Народном собрании, мы имеем в виду большинство. Кстати, когда вы просмотрели, если помните, 15 число и 15 августа, когда заседал Народный собрание, и сейчас, когда господин Кадын стал вопрос о включении первым относительно привилегий, сколько проголосовало? Из 28 присутствующих 10 проголосовало против. 28 минус 10 – это 18. Это как раз то большинство, которое сформировано, и оно продолжает заказывать музыку и, возможно, играть саму. Если даже говорить, мы в любом случае, во всяком случае, мне не есть уверена, что выборы пройдут в 2026 году. Вопрос 22 марта выборов депутатов, здесь есть сомнения, потому что все-таки я больше соглашаюсь даже с той точки зрения, которую вы сказали вы, что центральная власть где-то заинтересована в том, чтобы совместить выборы Народного собрания и главы Гагаузии, поэтому ждут какого-то решения уже окончательного по делу. Не только совмещение, но, мне кажется, я прошу прощения, но и центральная власть еще ждет второго. Все-таки центральная власть ждет, что в Гагаузии отойдут от некоторых таких политических пафосных заявлений и все-таки вклинятся в единую избирательную систему республики.
Республики Молдова. Независимо мы проводим выборы Башкана, выборы депутатов Народного собрания, выборов примаров. Это все три составляющие в Гагаузии являются... Они должны выбираться по единой системе, это понятно. Мне кажется, Республика Молдова ждет второго. Все-таки, что Гагаузия согласится вклиниться в общую избирательную систему, в общее избирательное право, и у нас не будет никаких вопросов относительно, кто признает выборы. Единая система, единая технология, единый алгоритм. Но здесь вопросы в любом случае, даже если выборы не будут в марте, а будут в мае, то законодательство на сегодняшний день четко не регулирует эти процессы, потому что то, о чем мы сейчас с вами говорим, оно как будто вытекает из того, что есть закреплено в избирательном кодексе Молдовы создание и функционирование избирательного совета Гагаузии. Но процедуры, о которых мы говорим, они все равно не нашли конкретного отражения ни в законодательстве Гагаузии. А могут найти, Виталий? Но сегодня, судя по всему, что Народное собрание нелегитимно, то не может быть изменений в избирательный кодекс Гагаузии. Да. Соответственно, здесь только могут быть изменения в избирательный кодекс Республики Молдова, который расширит там полномочия избирательного совета или оговорить полномочия. В этом вопрос. Чем занималось Народное собрание до 15 августа тогда вот вопрос, да? Ведь в корне-то изменилось что? Если до этого года, как, Народное собрание депутаты Народного собрания исполняли свой мандат 4 года, и после исполнения можно было в течение 90 дней назначить выборы. Но с внесением изменений, еще раз говорю, в уложение, по-другому поработала система. За 90 дней до истечения мандата Народное собрание назначает итоги выборов. И поэтому 15 августа, когда прозвучал вопрос от одного депутата, очень знакомого, близкого мне, о том, чтобы лучше этот вопрос снять с повестки дня, неужели в зале никто не нашелся и не задал вопрос? Мы не следуем ни уложению, ни кодексу, ни своему регламенту. Слушайте, к чему это может привести? Вот это решение не включение 15 августа, утверждение даты 16 ноября. Это же за этим последовало полностью дисгармония. Правильно сказал один из депутатов, что мы надеялись на президиум Народного собрания, но оно оказалось, что ввергло нас в этот хаос. Слушайте, если вас группа людей, депутатов Народного собрания, даже члены президиума, вводят вас в хаос, вы не только показываете пальцы на президиум, вы показываете на себя, что вы поддались. Вы не проанализировали то, что вам предоставлял тот президиум. Поэтому сейчас, еще раз говорю, на мой взгляд, без центральных органов власти, без парламента, без Центральной избирательной комиссии Республики Молдова и без здравомыслящих людей, которые находятся в Народном собрании, этот вопрос не решить. Потому что, еще раз говорю, 15 августа, если вы заметили еще раз, был задан вопрос, почему 3 представителя Народного собрания в ЦИК есть и они утвердили 15 августа, а вот представители со стороны исполнительного комитета, когда были заданы вопросы исполняющим обязанности, мы в ближайшее время соберем и утвердим. Это означает, что в 15 августа вы их еще не утвердили. То это уже можно расценивать как саботаж, как срыв выборов 16 ноября. То, что вот на неделе было заявление Илона Шора о том, что он называет политическую поддержку тем должностным лицам или публичным служащим, которые избирались, и были аффилированы теми или иными партиями, которых контролировал Илон Шор. На ваш взгляд, как-то это повлияет на политическую ситуацию в Гагаузии? Потому что после этого последовала, допустим, отставка мэра Таракли, мэра Аргиева. Но мы не увидели, допустим, отставки Евгении Гуцул, хотя как бы ее вопрос очень завис, но она же ведь тоже была с политической поддержкой именно партии Шор, которая была признана неконституционной, даже не от Возрождения, ни какой-либо другой переформации партии Шор, а именно от партии Шор. Означает ли это, что... Потому что мы же понимаем, к чему идет разговор, потому что если говорить прямо и честно, то выборы Башкана должны были уже пройти после 60 дней ее ареста, конечно, потому что она не имела возможности исполнять обязанности, таковы были изменения в уложении. И то, что депутаты, как признает Игорь Георгиевич, в августе делали политическое заявление, а не руководствуются уложением, уже как бы тоже не утаишь в мешке. Да. Но выборов главы Гагаузии нет. Формально они считают, что Евгений Гуцул еще Башкан Гагаузии. Я имею в виду Народное собрание. По факту мы уже практически год имеем ее в местах не столь отдаленных, и она не может выполнять обязанности главы автономии. И здесь вопрос, тогда как бы было бы целесообразно, если она такой борец за Гагаузию, как минимум после отзыва политической поддержки заявить об отставке.
Вы имеете в виду продолжить ту тенденцию, что мэр Аргеева, да, мэр и Таракли... номинально мы говорим о том, что Гуцул лишилась поддержки политической Илона Шора. До сих пор она везде и всюду говорила о том, что и исполком должен был последовать, потому что всех этих членов исполкома, извините, представлял Илон Шор с экрана на площади перед исполкомом. Это не что иное, как намерение. Это если бы политические фигуры и административные фигуры, которые находятся во власти, если они обладают некоторым мужеством или обладают некоторым, скажем так, порядочностью, подали бы. Но не тот случай. Не тот случай. Скорее всего, у меня своя точка зрения. Кстати, не было еще в отставку не подан ни один советник местного совета, ни один депутат даже Народного собрания, который тоже был аффилирован с этим движением. Этого не будет. Мне кажется, даже уход этих людей, о которых мы знаем, и, как вы говорите, связанные с закрытием некоторых социальных программ, магазинов и тому подобное, мне почему-то кажется, что это не что иное, как просто спешат уйти, ибо ждут громкие дела, в том числе, может быть, уголовные и другое. Ни с чем это не связано, ни с закрытием каких-то уходом политических фигур. Только это. То, что закрываются некоторые социальные проекты, я не думаю, что это больно будет бить по нашему населению, ибо я, работая в административной системе, скажем, населенного пункта, я знаю величину, скажем так, оказания той помощи, я имею в виду магазины, социальные магазины и тому подобное. Много вопросов было и там. Поэтому не будем ждать. Вопрос центральных органов власти у нас в Республике Молдова есть одна задача – не допустить просачивания этих людей, аффилированных Шором, просачивания во власть. Об этом говорит и глава регионального, скажем так, нашего офиса, госканцелярии, да. Но у них такая задача. Но решая эту задачу, на мой взгляд, может быть, вполне вписывающуюся в политическую стезю, да, нельзя упускать самое главное. Народное собрание, отсрочено выборы Народного собрания. Выборы Башкана не назначены. Мы уже живем, как вы сказали, год. А не создается ли специальная группа людей, мнения, и не вдавливается ли это мнение в народную массу о том, что, посмотрите, у вас нету ни Башкана, у вас исполком, в кавычках, левый, народное собрание у вас, вы прекрасно живете и продолжаются реализовываться и проекты, вот 4 проекта, которые сейчас пройдут, вы и так живете. Слушайте, а может быть, если вы год живете без них, а может быть и без них вообще, и ничего не изменится. Вот обесценивается полностью региональные органы власти, полностью. Поэтому это не так. И еще раз повторюсь, может быть, я и не прав, но я хочу обратиться к закону об особом правовом статусе, к 25 статье. Все-таки за соблюдение всех полномочий автономного территориального образования Гагаузии в первую очередь гарантом выступает правительство Республики Молдова. И все, что происходит на территории автономного территориального образования Гагаузии, в том числе и в законодательной сфере, в том числе и по гармонированию, унификации региональной законодательной системы с республиканской, все-таки первейшая обязанность и ответственность лежит, на мой взгляд, на центральных органах власти, в данном случае, согласно закону, на правительстве Республики Молдова. Поэтому здесь первый шаг. Не надо ждать, пока региональные власти здесь проснутся, и надо первый шаг сделать Республике Молдова по отношению к региону. Надо 22 марта, чтобы выборы все-таки состоялись, центральные органы власти и правительство, и парламент могут и обязаны, им выше и лучше им видно весь законодательный процесс. Они должны сделать все возможное, предоставить дорожную карту, что должно сделать Народное собрание, что должен делать парламент, что должен делать ЦИК, для того, чтобы эти выборы все-таки состоялись. И вы правы, чтобы все-таки легитимность данных выборов не вызывала ни у кого сомнений. И, безусловно, чтобы состав этого Народного собрания был как можно в меньшей степени аффилирован с различными политическими силами. Николай Георгиевич, вот продолжая тему Илона Шора, вы думаете, что вот, его заявление вот недавнее об отзыве политической поддержки, я понял вашу позицию, потому что вы считаете, что это не что иное, как определенный технологический прием, который призван может быть, освободить от ответственности определенных лиц, потому что мы знаем, например, что господин Лупов нет в стране, и, в общем-то, какой-то исход должен был быть. Я не верю, что лиса когда-то переродится в гуся. Это невозможно. И в этой связи вы думаете, что его влияние на выборах Народного собрания будет сохраняться в Гагаузии? Я думаю... Удастся ли центральным властям, наконец-то, если не искоренить, как минимум
свести к минимуму влияние тех технологий, которые использовал ШОР на региональных выборах. Я понял. Вы сказали свести к минимуму. То, Ну, что... не хочу быть очень окей, оптимистом. Я понял вас. Я бы выразился таким образом. То, что есть влияние региональных властей на минимизацию, процесс есть. Я не знаю, насколько он наберет, скажем так, тенденцию в дальнейшем, а может быть, наоборот, снизится до 22-го. Я не могу предположить, да? Ибо могу сказать, что мы не уверены до конца, по крайней мере, мы большинство, ну, не большинство, но есть определенные люди в Гагаузии, которые думают, что все-таки в искренности центральных органов власти все-таки процесс должен будет продолжаться или он будет свернут во вред региону. Такая точка зрения тоже есть. Но то, что влияние есть, а вот минимизируется ли вопрос, то есть не попадут ли в Народное собрание то количество народных избранников, которые будут в дальнейшем существенно влиять на те же политические процессы последующие 4 года, которые осложнят политическую жизнь Республики Молдова, в том числе через разжигание каких-то конфликтов внутри Гагаузии и в Гагаузии между. Это возможно есть. Но то, что изменение идет в лучшую сторону, по минимизации, да и само заявление господина Шора о том, что сворачивается вот этот моменты, это результат. Но результат сам говорит за себя. Насколько это удастся, я не могу сейчас, у меня нет бабушки, нет тех, чтобы гадать. Гадать на этом, да, не беру за себя это самое, но тем не менее я предположу, что мы, по крайней мере, определенная часть избирателей Гагаузии понимает, что нам надо переходить на нормальные рельсы, на цивилизованные рельсы взаимоотношения регионального и центрального. Еще один важный вопрос, у нас не так много времени, но все-таки мне хотелось бы узнать ваше мнение, потому что помимо вот этих всех программ институционального и законодательно-правового характера, есть и очень фундаментальные проблемы, потому что мы понимаем процесс формирования Народного собрания, да? То есть он давно уже не соответствует требованиям времени, потому что мы пользуемся законом о особо-правовом статусе 1994 года и уложением, и который уже, в общем-то, далеки от реальной ситуации, которая была на тот момент в автономии. Да. Это в том числе и по количеству избирателей, и сколько, допустим, за каждого депутата голосуют, потому что мы имеем примеры, когда 130-150 голосов являются решающими, чтобы стать депутатом, и на противовес, допустим, там 2,5-3,5 тысячи, как это происходит в городах или больших селах. И здесь тоже возникает вопрос, равнозначно ли голос этих депутатов в законодательном органе, если они представляют диаметрально противоположное количество избирателей, да? Потом поправки, которые были внесены в избирательный кодекс, вы помните, когда отменили явку во втором туре. Да. И здесь тоже есть вопросы, потому что в первом туре избираются с явкой, кто-то выигрывает с первого тура, а во втором туре уже нет явки. И получается, что тоже не в равных условиях находятся кандидаты, то есть есть эти вопросы. В-третьих, сама система доказала свою нежизнеспособность, потому что, возможно, что меня сейчас будут осуждать, но Народное собрание никак не напоминает законодательный орган на региональном уровне. Большой местный совет. Да, это большой местный совет. То есть районный совет такой вот, да, который есть. Потому что даже те программы, которые выставляют кандидата сделать дорогу, колодец, отремонтировать крышу, это не уровень законодателя даже на региональном уровне. Эти проблемы никуда не ушли. То есть бог с ним, можно разобраться с Центральной избирательной комиссией. Но мы же получим по той же системе избранных депутатов. И это будет следующий избирательный цикл в 4 года. И Гагаузия, если даже решит сейчас вопрос с Центральной избирательной комиссией, она не решит структурные вопросы. Конечно. И то Народное собрание, даже если будет избрано, оно ничем не будет отличаться от этих созывов. И здесь вот возникает большой вопрос. Тогда, может быть, стоит вообще закрыть вопрос выборов на полгода, к примеру, сделать какую-то дорожную карту и провести выборы совершенно по новым правилам. Вы правы, дорожная карта нужна, но дело в том, что дорожная карта-то должен утверждать функциональное народное собрание, которого сейчас у нас нет. Оно сейчас полуфункциональное, скажем так. Итоги продолжают выполнять некоторые функции депутата, но оно не полностью функционально. Виталий, посмотрите, да, в Народном собрании заложена такая хитрая вещь, как первоначальная структурная дисфункциональность. Депутаты 2 уровней.
12 депутатов. У нас 9 постоянных комиссий, 2 заместителя, 1 председатель. Это 12 человек. Да? 12 человек, которые сидят на окладе, на зарплате. И приходят на заседание Народного собрания вот эти люди, которые вырабатывают, получают зарплату от 22 тысяч лей до 32 тысяч лей в месяц. Да, они вырабатывают. И приходят другие депутаты, которые никак не получают зарплату. И при голосовании, когда депутат несет ответственность, 2 уровня. Одни заработали, да, другие не работают. И когда получается вопрос и спорный момент Народного собрания, вы же видите это каждый раз. Вот вы получаете зарплату, вот вы несете ответственность. А моя задача прийти, поднять руку и уйти. Не так. Народное собрание должно быть однообразным. Любая административная система, любой коллектив какой-то, люди должны по некоторым позициям быть на равных, как вы говорите. Вот эти 12 человек, оставьте эти 12 человек, дайте им зарплаты, которые даже есть, пускай они несут ответственность за принятие решений. Но не делайте в Народном собрании, как вы сказали правильно, одни по зарплате, другие зарплат не получают, а за одни голосовало 3000 избирателей, за одни голосовало 100 избирателей. Это разные уровни ответственности. Если вы поднимете 4-летнюю давность, когда данное Народное собрание избиралось, у меня была вера, что это Народное собрание все-таки проведет эти структурные изменения. Я предлагал тогда, чтобы в рамках Гагаузии признать один избирательный округ и по убавлению избирать, скажем, 12 или 15 этих депутатов, которые заранее, кстати, тогда предлагал, что депутат, который в рамках Гагаузии набирает большее количество голосов, автоматически председателем данной структуры и принимает законы. Почему не просто? Такая система есть в Швеции, такая система есть в некоторых, скажем так, административных органах США. То есть такая система, она опробирована в мире, она действует. И не надо никаких населенные пункты. Вот это вот, каждый населенный пункт представляет по одному, это подходит для города или для села, где этих советников делят по округам, по улицам, где каждый там можно. А здесь, когда нужно решать региональные вопросы, депутат, который пришел только выбивать деньги из бюджета для своего населенного пункта, он не видит структурные, функциональные проблемы данного региона. Он не в силу того, что он не хочет, он просто не видит, потому что он занят своей работой. Он приходит сюда как советник, пришел на заседание Народного собрания и ушел. Вы понимаете, не тот уровень, не та система. Поэтому 4 года назад я предлагал этот момент. Давайте в рамках Гагаузии, еще раз говорю, создадим один округ и по рейтингу, 12 человек, 12 человек по рейтингу, мы их назначаем. Но эти изменения должны были внести этот состав Народного собрания. Или сейчас мы предлагаем, думая, что будущий состав Народного собрания вот этим изменением должен заняться. Если оно, скажем, за год даже проведет эти структурные изменения, не исключено, что за год мы могли бы провести повторный выбор, но уже по другой системе. Но это надо вклинивать в общую избирательную, еще раз говорю, систему Республики Молдова, в общее поле национальное. И не забудьте, ну и в общеевропейское поле, избирательную систему. Коль мы так... Вот эти все вопросы стоят перед нами. Функционально, и структурно, и по разным принципам, и учитывать и правильно, и затратные финансы. И много проблем стоят у нас. И это что касается на дальнюю перспективу. А на ближайшую, еще раз повторюсь, я очень надеюсь, что все-таки в Народном собрании найдутся, они есть, кстати, они объединятся и возьмут в свои руки вот это вот сейчас по обеспечению 22 марта все-таки выборов и обеспечению их легитимности. Надо уйти резко от многих других процессов заявлений, дабы обеспечить будущее Гагаузии. Иначе мы стоим на пороге очень больших свершений. Я благодарю вас за то, что вы были сегодня у нас в программе. Давайте на позитивной этой мысли о том, чтобы в нынешнем составе Народного собрания началась группа депутатов, которые будут заинтересованы в том, чтобы придать легитимность и уйти от этих проблем. Напомню, что вы смотрели программу «Фокус». Сегодня мы говорили о том, насколько сегодня есть предпосылки для того, чтобы выборы депутатов Народного собрания Гагаузии, которые назначены на 22 марта 2026 года, будут легитимными и пройдут в сроки, которые установили депутаты Народного собрания. Оставайтесь на LoveMD, подписывайтесь на наши платформы в социальных сетях и комментируйте активно наши программы.
Добро пожаловать в программу «Время для себя». Мы расскажем, как правильно заботиться о себе и о своем здоровье и делать осознанный выбор. Сегодня я, Алла Бюк, и наш эксперт-нутрициолог Анна Георгиев поможем более детально разобраться, как же помочь нашим внутренним органам быть здоровыми. Сегодня мы с нашим экспертом поговорим более детально о внутренних органах, о их работе, об особенностях питания для поддержания этих органов. И поэтому в первом блоке мы попытаемся более детально изучить вопрос, связанный с печенью, с кишечником. Это основные органы, о которых неоднократно наш эксперт говорил в предыдущих программах. Поэтому, Анна, вот такой вопрос. Все-таки, учитывая то, что, ну, как и вы говорите, да, что печень – это наш главный фильтр, а кишечник – это основа нашего иммунитета, да, и как все-таки эти органы поддерживать и делать так, чтобы они все-таки работали во благо нашего организма, а не во вред? Что касается печени, то тут важно учитывать и нагрузку на печень, то есть снижать нагрузку на печень, это минимизировать продукты, содержащие канцерогены, пестициды, различные химические добавки, минимизировать продукты сильно жирные, калорийные, быстрые углеводы, минимизировать и увеличить количество клетчатки, количество крестоцветных, содержащихся там брокколи, цветная капуста, редька, редис, вот такие зелень, петрушка, антиоксиданты содержащие, это ягоды, как правило, ну, в большей степени ягоды, то есть это яйца, яичный желток, это субпродукты, то есть это те продукты, которые содержат микроэлементы, необходимые для здорового функционирования печени. Что касается кишечника, тут в целом первостепенную важность имеет достаточное количество клетчатки в рационе, то есть это овощи, фрукты, это цельнозерновые крупы, они также содержат клетчатку, ягоды также будут полезны для пищеварительного тракта, да, в том числе и для кишечника. И тоже следует минимизировать, конечно, продукты, содержащие канцерогены, трансжиры, чтобы не повреждать стенки кишечника, следить за микробиомом. Также для кишечника очень полезно это различного рода ферментированные продукты, которые будут питать микробиом кишечника. Это должно присутствовать вот на регулярной основе. Очень часто специалисты говорят о том, что печень, в принципе, это как немой орган, который, в принципе, не дает сигналов о том, что есть проблема, да, то есть печень обычно не болит, да, она уже дает сигналы, когда прям уже поздно, да, уже какая-то очень серьезная проблема. Как же людям понять, что все-таки надо обратить внимание на печень, да, какие сигналы есть такие внегласные, которые могут обратить на это внимание, на этот орган? Да, действительно, печень не болит, как правило, да, если у вас есть какие-то уже болевые ощущения в области печени, это уже говорит о том, что там, скорее всего, есть уже какая-то серьезная патология, так как печень – это орган, который способен регенерировать, то есть восстанавливаться, даже если у вас целостный там небольшой процент печени остался, тем не менее, как бы она может восстановиться, можно восстановить ее функцию, поэтому достаточно продолжительное время можно не заметить нарушения в работе печени, тем более, что в организме существуют системы, которые компенсируют нехватку, да, недостаток работы какого-то органа. То же самое происходит с печенью. Да? Одна система компенсирует работу другой системы, и поэтому часто мы можем это не замечать, не обращать внимания. Первый сигнал, одни из первых сигналов, да, когда стоит обратить внимание на работу печени, это у нас может быть нарушение пищеварительной системы, да, в работе пищеварительной системы, так как у нас все-таки желчные кислоты, которые влияют также на пищеварение, образуются в печени, и если есть проблемы с перевариванием, можно также заподозрить да, некачественное формирование желчи, да, и обратить свое внимание на печень. Также, если есть нарушение стула, например, запор, да, тоже может это быть связано с желчетоком и с работой печени. Если у вас есть какие-либо проблемы кожного характера, некоторые высыпания, аллергические реакции, тоже можно обратить внимание как на печень, в принципе, так и на кишечник, да, потому что иногда избыток токсинов в организме может давать какие-то аллергические реакции, либо
высыпание на теле. Если у вас есть сахарный диабет второго типа, тоже стоит обратить внимание на печень. Вообще нарушение каких-либо обменных процессов, белковых, жировых, углеводных, имеет свое начало часто в работе печени, так как печень у нас и как орган детоксикации, также и орган, синтезирующий некоторые вещества, поэтому достаточно часто, скажем так, корень проблем бывает в работе печени. Поэтому если у вас есть определенные симптомы, симптоматика такая, тогда, или некоторые заболевания, тогда можно обратить внимание на работу печени. Там же проблемы с отеками тоже может быть одна из причин в нарушении работы печени. Либо еще может быть и жировые отложения, то есть все, что связано с лишним весом, тоже может быть как одна из причин, это нарушение в работе печени. Очень часто мы пренебрегаем состоянием кишечника, не обращаем внимания, как будто этот орган, он не такой значимый для нашего организма. На самом деле это как раз тот орган, где формируется иммунитет, да, где вся бактериальная система, которая должна быть в норме. Как же все-таки понять, да, то есть, допустим, да, если у человека постоянно вздутие, то это уже сигнал о том, что есть какие-то проблемы. Кроме таких явных признаков. Какие еще бывают признаки, что надо обратить внимание на кишечник и с ним заняться? Кишечник – это очень важный орган, его также называют еще вторым мозгом. Действительно, большая часть иммунитета формируется в кишечнике, также там синтезируются некоторые витамины, поэтому очень важно следить за здоровьем кишечника. Плюс это орган выведения, важно не забывать об этом. То есть все, что должно вывестись, все, что отравляет наш организм, должно выходить через кишечник. Если есть нарушение целостности стенок кишечника, если есть проблемы с микробиотой, есть воспалительные процессы, то эти процессы выведения могут быть нарушены. И то, что должно выйти из вашего организма, то, что вас отравляет, будет всасываться обратно и разрушать ваш организм. Поэтому за здоровьем кишечника нужно тоже обязательно следить. Симптомы, которые могут сказать о том, что у вас есть нарушение, помимо явных симптомов со стороны ЖКТ, то есть какой-то дискомфорт в области желудка, это частые вздутия, какие-то колики, болевые ощущения. Помимо этого, это нерегулярный стул, то есть не ежедневный стул уже считается нерегулярным, даже если вы ходите один раз в 2 дня в туалет, но при этом вы это делаете достаточно тяжело, это уже говорит о том, что у вас есть проблемы с работой кишечника. Частые также высыпания, аллергические реакции тоже могут говорить о нарушениях в работе кишечника. Также, потому что стенки, когда у кишечника бывают проницаемые, из-за попадания тех веществ, которые не должны проникать через эти стенки, из-за проницаемости стенок, они могут проникать, попадать в кровяное русло и давать такие воспалительные реакции в виде высыпаний на теле. Также, если есть сниженный иммунитет, тоже обязательно стоит обратить внимание на состояние микробиома кишечника и в целом на состояние кишечника. И, конечно, если есть дефицитное состояние по витаминам, минералам, конечно, стоит в первую очередь обратить внимание не только на кишечник, но и на в целом пищеварительную систему, так как именно она отвечает за усвоение и всасывание питательных веществ. Я предлагаю немножко поменять русло, поговорить о питании, но для этого посмотреть один сюжет. Печень и кишечник – это настоящие супергерои нашего организма. Печень выполняет более 500 функций. Она очищает кровь, перерабатывает токсины и участвует в обмене веществ. Кишечник – это не только орган пищеварения, но и наш второй мозг, отвечающий за иммунитет и общее самочувствие. Чтобы эти органы работали без перебоев, важно заботиться о них с помощью правильного питания. Какие продукты особенно полезны? Давайте разберемся. Начнем с печени. Ее защитники – это свекла, лимоны и ягоды. Свекла богата антиоксидантами, которые помогают выводить токсины. Лимоны стимулируют выработку желчи, а ягоды защищают клетки печени от повреждений. Кишечник нуждается в клетчатке и пробиотиках. Включите в рацион брокколи, яблоки, овсянку и кисломолочные продукты. Эти продукты способствуют здоровой микрофлоре и помогают наладить пищеварение. Не забывайте и о воде. Питье в достаточном количестве помогает печени и кишечнику работать как часы. Здоровье печени и кишечника – это здоровье всего организма. Начните заботиться о себе уже сегодня.
Говоря о питании, наверное, мне кажется, здесь очень важно затронуть, как вы уже отметили, желчный пузырь, потому что сегодня, к сожалению, очень многие люди страдают холециститом, либо вообще они подвержены удалению желчного, да, то есть если там хирург говорит, да ничего, да, там организм может и без желчного. Ну, я как человек, которому удалили желчный, вот честно скажу, как бы это сейчас глупо не звучало, я скучаю по своему желчному, потому что без него жизнь, это совсем другая жизнь. Я не знаю, есть люди, которые говорят, ой, я как бы не чувствую разницы, да, как до удаления, как после, ничего в моей жизни не изменилось. В моей жизни изменилось все, да, начиная от питания до состояния, да, до состояния физического, состояния эмоционального. Это на самом деле очень тяжело. И я периодически ловлю себя на мысли, что я скучаю по своему желчному. Если у меня была бы возможность это восстановить и вернуть в то время, я бы, конечно, не пошла бы на такой шаг. Но уже дело сделано, как говорится, уже ничего не вернешь. Теперь надо учиться жить без этого органа. Почему это очень важно? И, насколько я знаю, очень многие, те, кто лишены на сегодняшний день уже этого органа, они страдают перебойными такими состояниями в кишечнике, да, то есть то у них запоры, то у них расстройства, то у них... И причем для них это уже норма, и они с этим уже не работают. То есть, живут так, как есть. Ну, что касается желчного, действительно, это очень важный тоже орган, хоть он и небольшой, ему уделяют не так много внимания, как вы сказали, считают его не сильно важным, но это на самом деле не так, потому что помимо того, что там вырабатывается, точнее, не там вырабатывается, а через желчный выделяется в кишечник желчные кислоты, которые тоже, благодаря которым, собственно, тоже переваривается еда, да, если у нас есть проблемы с желчными кислотами, у нас не будет качественного пищеварения, особенно не будет пищеварения качественного именно жиров. Вот, поэтому это очень важно. И также функцией желчной является выведение определенных токсинов из печени, да, когда через желчные протоки и желчь, собственно, в кишечник. Поэтому нельзя сказать, что это маловажный орган, и его удаление, конечно, вносит свои коррективы, и люди без желчного должны соблюдать определенные правила в течение всей своей жизни. К сожалению, об этом не очень часто говорят, даже врачи не часто говорят об этом. В принципе, об этом вообще не говорят. Да, у меня есть, да, действительно тоже клиенты, с которыми я работала, у которых был удален желчный, и у них не было никаких рекомендаций по реабилитации, вот абсолютно никаких рекомендаций. Я лично могу сказать, что когда мне удалили, мне сказали, что первые полгода нужно держать диету, да, то есть мы первые полгода на диете, а потом живите, как и жили до этого. Но так и уже не получается. Ну, смотрите, у нас нет с вами в организме ненужных органов, да, которые можно вырезать и сказать, что да, он не сильно важный, не сильно нужен, будь то желчный, будь то аппендицит или еще какой-то орган. Каждый орган для чего-то нам нужен, в том числе и желчный. Что касается желчного, удаления желчного пузыря, во-первых, поддерживать здоровье желчного важно. Это тоже, опять-таки, рацион питания, это качественные жиры обязательно, это горечи в рационе, то есть если вы употребляете жирную пищу, совмещаете ее с горькими какими-то продуктами, содержащими горечь, это может быть зелень какая-то, там руккола, это могут быть чеснок, это могут быть и пряные травы, то есть какими-то горечами для лучшего... Это не острый, да? Это просто... Нет, это горечи, да, острые и горькое, это немножко разные, да, вкусы. И мы должны, тем самым мы стимулируем выброс желчи, да, когда у нас переваривается, особенно жирная еда, чтобы для лучшего усвоения. Также важно обязательно достаточное количество жидкости, да, потому что у нас желчь в основном своем состоит более чем 90% состоит из воды, поэтому достаточно поступления чистой воды. Это для поддержания здоровья желчи. Также важно следить за здоровьем печени, так как эти органы связаны непосредственно. Поэтому за этим важно следить и профилактировать, да, такие состояния, как воспалительные процессы в желчном и камнеобразование, чтобы потом не пришлось удалять этот орган. Потому что все-таки, и тоже не спешить с удалением, да, есть определенные строгие показания, это наличие камней определенных, которые не растворяются, потому что есть два вида камней. Одни камни можно растворить определенными препаратами, другие камни не растворяются, да, в таком случае рекомендуется удалять орган, чтобы избежать риски, да. Вот. Если же орган у вас удален, да, первое время там идет определенная диета. Далее постоянно вам нужно помнить о том, что у вас уже нет органа, где хранится желчь. Раньше у вас желчь вырабатывалась в печени, она хранилась, вытекает в желчный, и при приеме пищи она выбрасывается в двенадцатиперстную кишку, где, собственно, происходит переваривание. Когда у вас органа нет,
у вас нет места, да, для хранения Резервуара желчи, такого. да, и она постоянно у вас, грубо говоря, подтекает, то есть постоянно течет. Постоянный доступ. Это все-таки кислоты, да, они раздражают стенки кишечника, об этом надо помнить. То есть важно следить за здоровьем кишечника, за целостностью стенок, за достаточным количеством клетчатки, которая будет эту желчь сорбировать и выводить, то есть чтобы не вредить клеткам кишечника. И это нужно делать постоянно. И вот здесь вот я хотела, наверное, задать очень важный вопрос. Очень многие специалисты традиционной медицины, да, они рекомендуют частое питание, да, то есть дробное, но частое питание, допустим, каждые 2 часа. Насколько я знаю, работа кишечника длится часов 4, да, и если мы, допустим, к примеру, поели сейчас, да, и через 2 часа мы опять поели, мы прекратили процесс переваривания, да, остановили, и процесс начинается заново. То есть мы помешали своему кишечнику доделать свою работу, которую она должна доделать в течение 4 часов, и мы с вами в том числе об этом говорили, и вы тоже рекомендовали, минимум 3-4 часа должен быть перерыв между приемом пищи. Так вот, эти частые перекусы, да, частая еда, не приведет ли она, во-первых, к инсулинорезистентности, и не будет ли больше вреда потом для организма, или все-таки для тех, у кого нет желчного, лучше придерживаться такого вида питания? Ну, смотрите, что касается удаления желчного и более дробного частого питания, это рекомендуется в постреволюционный, то есть на момент Первый реабилитации. Ну, там индивидуально смотрится, конечно, по состоянию организма, ну, примерно там может быть от полугода до года, то есть может быть даже меньше, зависит индивидуально от случая. Такое дробное питание для того, чтобы, потому что у вас, опять-таки, чтобы не нагружать, да, у вас постоянно желчь постоянно вырабатывается, она не накапливается, она постоянно потекает и питается чаще, но небольшими порциями, важно, да, и там тоже определенное количество по жирам соблюдать, там по качеству жиров и так далее. Далее уже по истечении реабилитационного периода вы можете возвращать полноценное питание с более редкими приемами пищи, но тогда у вас уже со временем, как бы на практике получается так, что со временем все-таки в зависимости от того, сколько у вас приемов пищи, уже в зависимости от этого, да, и вырабатывается желчь. То есть она уже в зависимости от этого в том количестве вырабатывается. Если у вас трехразовое питание, то примерно в это время, да, вот когда вы примерно едите, в одно и то же время желательно, хотя бы приблизительно, тогда будет эта желчь уже в соответствии с этим приемом пищи и вырабатываться. То есть поэтому организм подстраивается уже под тот да, ритм. в какой-то степени, да, подстраивается, поэтому нет необходимости держать именно дробное такое питание всегда на протяжении, там, это определенный реабилитационный период, конечно, нужен для восстановления, да, для адаптации организма работы без определенного органа, нужен, но не на постоянной основе, нет такой необходимости. Постоянно необходимо это следить за количеством жидкости, это следить за состоянием кишечника, то есть это обязательная клетчатка регулярная в рационе, следить за этим обязательно, и горечи в рационе тоже должны присутствовать обязательно, и качественные жиры. Ну, есть в организме еще тоже не менее важные органы. Это сердце, это кожа, это зрение и другие органы. Поэтому в следующем блоке я предлагаю поговорить об этом. Сердце, мы знаем, что нуждается в полезных жирах и антиоксидантах. Для кожи важны витамины А и Е, а зрению помогают каротиноиды. Да? Ну, насколько вообще сегодня наш рацион полноценен, вообще вот продукты, которые у нас доступны, да, сегодня. У нас нет моря рядом, чтобы мы, допустим, ели хорошую, качественную рыбу, да? У нас нет садов или там территорий, где растут авокадо. Ну, они доступны, но не всегда, потому что там ценовая категория, конечно, тоже своеобразная, да, красную рыбу не каждый может себе позволить. Насколько наш рацион сегодня позволяет вот получить вот эти необходимые жирные кислоты для того, чтобы сердце было здоровым? Ну, скажу вам так, если мы говорим о получении питательных веществ, на сегодняшний день это как бы можно это сделать, если вы более-менее сбалансированно питаетесь. Ну, хотя бы 80-85% вашего рациона состоит из цельных продуктов, и этот рацион разнообразный, тогда вы можете получать достаточное количество питательных веществ.
Вот. Это касается, не обязательно есть, да, красную рыбу, там даже авокадо, достаточно хорошие источники жиров. Помимо этого, это может быть даже обычная вот сельдь, скумбрия, они содержат даже больше жирных кислот, чем любой вид красной рыбы. Она по ценовой политике тоже более доступна, как бы можно и ее есть. Орехи, также семена содержат тоже достаточно большое количество жиров. Можно получать жиры также некоторые вот из продуктов животного происхождения, там яйца, в мясе некоторые содержатся в определенных сортах. То есть есть источники достаточно, которые вот можно масла, получить. например, масло льняное. Растительные масла тоже содержат много достаточно полезных жиров, но тут вопрос в том, что много масла вы не сможете использовать, да, ввиду его калорийности. Поэтому тут стоит вопрос уже, да, в количестве. Поэтому чем разнообразнее, допустим, получить с одного из двух источников достаточно тяжело, потому что, как правило, продукты, содержащие жиры, недостаточно калорийны. Поэтому здесь важна ротация продуктов. Чем разнообразнее ваш рацион, тем лучше, потому что в каждом определенном продукте то или питательное вещество содержится в разной форме, где-то лучше усваивается, где-то хуже, поэтому говорить, что вот о каком-то одном источнике не стоит. Можно включать и масла, и орехи, и семена, и яйца, и субпродукты, и морепродукты, даже вот можно какую-то речную рыбу, либо вот, как я говорила, скумбрия, селедка, да, более мелкие такие рыбы. И более доступные. И более доступные, да, и включайте регулярно в свой рацион. Я предлагаю посмотреть один сюжет, где мы поговорим и предложим свои варианты. Наше тело – сложный механизм, где каждый орган играет ключевую роль. Сердце – это мотор нашего организма, обеспечивающий кровообращение. Кожа – наш естественный барьер, защищающий от внешнего мира. А зрение открывает нам красоту вокруг и помогает взаимодействовать с окружающим пространством. Сегодня мы расскажем о продуктах, которые поддерживают здоровье этих важных органов. Для здоровья сердца выбирайте продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, такие как рыба, орехи и семена льна. Они снижают уровень холестерина и защищают сосуды от воспалений. Кожа нуждается в антиоксидантах, которые защищают ее от старения и вредного воздействия окружающей среды. Добавьте в рацион ягоды, орехи и авокадо. Они улучшают эластичность кожи и поддерживают ее здоровый вид. Для зрения особенно важен витамин А, который содержится в моркови, сладком перце и шпинате. Эти продукты поддерживают здоровье сетчатки и снижают риск возрастных изменений. Сбалансированный рацион – это путь к здоровью всех органов. Заботьтесь о себе через то, что вы едите, и ваше сердце, кожа и зрение скажут вам спасибо. Ну, вот в нашем сюжете было сказано про то, что рекомендуется есть ягоды. Да? И очень часто я вот замечаю один факт, что мы летом, когда сезон ягод, обычно мало ягод едим, но мы обязательно их консервируем. Мы там купим по 3-4 коробки, допустим, той же клубники или там малины. Да? Обязательно мы их пастеризуем, обязательно мы их стерилизуем. Либо это варенье, либо это в собственном соку. Но очень редко, когда мы вот прям полноценно затариваем свои морозильники, допустим, той же ягодой, чтобы зимой это есть. Какие ягоды можно, допустим, себе позволить зимой? Потому что они, в принципе, доступны сегодня в магазине, насколько они сегодня полноценны и полезны. Ну, я всегда рекомендую употреблять сезонные фрукты, овощи, вообще сезонные продукты по сезону. Тогда, когда они должны созревать, тогда их и употреблять. Да, есть клубнику зимой, как бы это не сильно про пользу. Вот, поэтому... А если размороженную? Допустим, если мы летом ее заморозили? Да, что касается хранения, конечно, лучше есть как можно больше в сезон. У нас, когда есть сезон, у меня ежедневно в рационе присутствует как можно больше ягод. Чем больше цветов, как-то правило радуги на тарелке соблюдаем, чем больше цветов, тем лучше. Ягоды – это отличный источник антиоксидантов, это полезно абсолютно для любого органа и для любой системы организма, в целом для молодости, да, для борьбы со старением. Вот, поэтому еще и также ягоды, плюс еще потом хранение, консервация, плюс сахар. Говорить зря потраченные деньги. Да, это просто вкус. Это просто вкусно, это для удовольствия, но это не про сохранение питательных веществ. Если мы говорим о сохранении питательных веществ, то это преимущественно заморозка. Можно, конечно, сушить, но там тоже есть нюансы.
можно замораживать. Если у вас есть варианты шоковой заморозки, допустим, сейчас такие есть морозилки, да, шоковые заморозки, то это еще лучше. То есть там можно говорить о сохранении питательных веществ от 60, примерно до 80% в зависимости, да, от тоже заморозки. И при разморозке эти питательные вещества, конечно, при заморозке они уменьшаются, при разморозке они тоже уменьшаются, но тем не менее там питательные вещества не менее чем 50%, они как бы сохраняются. Поэтому лучше я лично ягоды всегда замораживаю. И либо я потом отвариваю свежие, то есть я не консервирую компоты, вот как все делают обычно. Я замораживаю ягоды, я потом могу эту смесь просто довести до кипения, я ее даже не кипячу, вот, там градусов, наверное, 95-97, я выключаю, накрываю и оставляю настаиваться. Могу оставить на всю ночь, либо на 5-6 часов настаиваться, и потом вот этот отвар, ну, как Вы такой... его ничем не подслащаете? Нет, ничем не подслащаю. Когда, если это исключительно ягоды, он может быть чуть-чуть кисловатый, можно добавить немного сухофруктов, там совсем немного, тогда он будет чуть-чуть слаще, да, кто любит послаще, но без сахара. Если вы делаете исключительно компот из сухих фруктов, то там вообще не требуется сахар, потому что он достаточно сладкий. Либо можно просто размораживать и добавлять в каши, допустим, по утрам вполне. Можно делать смузи из ягод. Я, например, вишню замораживаю прямо косточками, потом ее размораживаю, мы с ребенком спокойно едим ее так в свежем виде. Иногда клубника тоже можно есть, ее сохраняет достаточно форму, ее можно есть в свежем виде, можно добавлять в выпечку. Ну, то есть использовать в рационе, и тогда сохраняет больше питательных веществ. А есть даже продают... Там, конечно, будет чуть-чуть дороже, но есть специальные фирмы, у которых есть способы шоковой заморозки, да, они замораживают, и достаточно большое разнообразие различных ягод тоже можно приобретать. Но я все-таки рекомендую в сезон приобретать, замораживать и в таком виде использовать. У меня вот такие воспоминания из детства, когда у меня бабушка каждое лето, она высушивала абрикосы, или там яблоки обязательно, сливы, и вот зимой обязательно она варила компоты. Это было просто на самом деле очень вкусно. Сегодня, к сожалению, не знаю по какой причине, то ли у нас нет времени на это, то ли очень много всего доступного, да, в отличие от тех времен, когда не так было все доступно, не было такого разнообразия на полках, но это было, конечно, более здорово и более полезно, и более вкусно, чем сегодня, то, что мы сегодня там консервируем, да, открываем, и там уже, в принципе, только вода, да, и то пользы никакой. Да, на самом деле так, лучше в сезон заготавливать, конечно, это требует времени. Это, кстати, не только фруктов и ягод, можно также делать с зеленью, различные травы, тоже ромашка в период цветения собрать, просушить, липа и так далее. Потом из этого заваривать чай, так будет гораздо больше пользы, чем тот же покупной, даже какой-то цельнолистовой чай, потому что там все равно есть свои добавки, красители, определенные добавки для придания вкуса и так далее. Поэтому есть возможность, да, сейчас просто у большинства нет времени для изготовления заготовок, но нужно помнить, что это тоже не делается постоянно. Вы один раз собрали урожай, вы один раз сделали заготовки, 1-2 раза там, может, за лето просушили, либо заморозили, и потом пользуетесь этим в течение зимних периодов. У нас есть два варианта. Да? Либо мы сушим продукцию, да, это может быть даже даже морковь, те же овощи, зелень, либо мы замораживаем, да, и уже, благо есть некоторые продукты, которые хранятся всю зиму. Да, это капуста, это морковь, это лук, чеснок и другие. Овощи, они более такие терпимые, да, к сезону, к времени. И заморозка. Да, я так понимаю. Правильно, замораживаем без сахара, без каких-либо добавок, просто в целом виде мы замораживаем, и тогда у нас есть возможность насыщать организм необходимыми веществами, которые помогут сердцу, коже и зрению. А вот какие, допустим, продукты очень круто работают с кожей, да, вот помогают? Когда мы говорим о качестве кожи, помимо того, что нужно следить в целом за состоянием здоровья, да, потому что нарушение в работе каких-то систем может сказываться внешне на системе органов, может сказываться на внешнем состоянии кожи. Если мы говорим в целом о здоровом организме, тут важно в первую очередь это водный баланс, потому что недостаточное потребление жидкости и воды будет вызывать проблемы, некрасивый, нездоровый цвет лица, тусклость лица будет давать сухость кожных покровов. И тут важно помнить, что все-таки кожа это у нас белковый орган, да, и недостаток белка в рационе будет сказываться на внешнем состоянии кожи. Это может приводить к преждевременным морщинам, опять-таки к тусклому цвету лица, то есть таким не очень упругим, неэластичным кожным покровом. Поэтому вот белок, тоже качественные жиры,
должны хорошо как бы присутствовать в регулярном рационе, потому что белок это основной строительный материал в нашем организме, он требуется для очень многих функций систем, и, конечно, важнее его пустить вашему организму, если у вас есть дефицит белка, важнее даже то, что поступает, пустить на работу, к примеру, каких-то внутренних органов, той же печени там, или сердца, чем на вашу внешнюю красоту, да, и на кожу. Поэтому всегда при дефиците белка будет страдать кожа, волосы, ногти. Вот. Спасибо, Анна, сегодня за такую интересную информацию. Сегодня мы более детально узнали, как же все-таки поддерживать наши внутренние органы. Это все-таки очень важный момент в сохранении здоровья, энергии и молодости. И, конечно, не каждый из нас должен помнить, что все-таки еда – это своего рода лекарство, которое всегда с нами, и здесь, наверное, главный правильный подход, чем больше главный правильный подход к этому, к выбору продуктов и формированию нашей тарелки. Дорогие зрители, сегодня мы говорили более детально про внутренние органы, про питание, про заботу о печени, кишечнике, коже, сердце. И я думаю, что сегодня мы были для вас полезны, и вы многое новое узнали из нашей программы, и обязательно будете это использовать в своей повседневной жизни. Я, Алла Бюк, и наш эксперт-нутрициолог Анна Георгиу попытались вам сегодня разобраться в этом, и до новых встреч! Не всегда наши водители пристегиваются, не всегда наши водители соблюдают скоростной режим, не у всех транспортные средства находятся в исправленном состоянии, в том числе, что касается освещения. Погодные условия сегодня не совсем благоприятные, проявите чуть больше внимательности. Даже если кому-то кажется, что нет нарушений, нет оснований для остановки, можно просто предоставить соответствующие документы, он должен разъяснить и соответствующую правовую норму, которую нарушил водитель. Разъяснить соответствующие правовые последствия. Что касается права на обжалование, что касается других прав, это обязанность сотрудника полиции. Полицейский не обязан предоставлять удостоверение, полицейский не обязан предоставить соответствующий значок, так скажем, как вы говорите, номер. Если человек сам себя не защищает, понятное дело, что третьи лица особо не обязаны его защищать, хотя задача полицейского, задача органов прокуратуры и суда – это защита личности, его прав и свобод. Здравствуйте, вы смотрите и слушаете подкаст на LoveMD. Вы знаете, что мы начали производить серию подкастов на разные темы, которые не политические, а в общем-то связаны с жизнью. Сегодня мы поговорим о том, как вести себя спокойно и безопасно, если вас останавливает полиция. И со мной сегодня в студии наш гость, доктор права, действующий адвокат Игорь Инак. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Алгоритм общения при остановке с полицией, что говорить, не говорить, какие документы показывать, как вежливо требовать, чтобы предъявили основания, почему была причина отставки, где граница проверки и досмотра, можно ли снимать, как фиксировать процесс и завершать контакт без конфликта. Наверное, вот это такие важные вопросы и круг тем, которые хотели бы знать очень многие наши зрители и слушатели, для того, чтобы, как минимум, находиться в рамках закона и не попадать в какие-то нестандартные ситуации, а потом
иметь дело с молдавской судебной системой, и мы знаем, что она не самая вежливая и не самая функциональная с точки зрения пользы для граждан. К сожалению, как бы имеем то, что имеем. Если, например, полиция остановила водителя или пешехода, какая должна быть первая фраза для того, чтобы не выходить за рамки закона? Что касается действий сотрудников полиции, то в первую очередь сотрудник полиции имеет право представиться. Естественно, человек, который или водитель был остановлен, он также должен представиться, должен представить соответствующие документы. Водитель, как правило, предоставляет водительское удостоверение, документ, связанный с техническим осмотром, техпаспорт с техническим осмотром транспортного средства, что касается страхового договора и так далее. То есть, что касается действий сотрудников полиции, у них есть обязанности, которые предусмотрены специальным законом о статусе полицейского и полицейской деятельности. Что касается обязанностей водителя, эти обязанности предусмотрены в правилах дорожного движения, утвержденные постановлением правительства Республики Молдова. Поэтому и у водителя, и у полицейского есть соответствующие обязанности. В последнее время бытует мнение, что полицейский не обязан представиться. На самом деле полицейский должен представиться, полицейский не обязан, может быть, предоставить документ, да, что касается удостоверения личности, что касается номера и так далее. А вот что касается представиться, что касается простых выражений «здравствуйте», да, вас остановили по такой-то, такой-то причине, это, я думаю, что и официальные, так скажем, обязанности, это и негласные такие правила, уважительное отношение. Сам полицейский должен проявить уважительное отношение к водителю, соответственно, водитель тоже должен, естественно, проявлять уважительное отношение к полицейскому, потому что тот же самый полицейский – это человек. Если начинается изначально определенная агрессия, то, соответственно, что касается последствий, скорее всего, последствия возникнут для водителя, но не для полицейского. Игорь, обязан ли полицейский предоставлять, например, номер значка, как вот мы смотрим в фильмах, да, особенно в американских, когда там даже номер значка, наверное, важнее, чем даже документ, удостоверяющий личность полицейского? Согласно последним изменениям законодательства Республики Молдова, полицейский не обязан предоставлять удостоверение, полицейский не обязан предоставить соответствующий значок, так скажем, как вы говорите, номер. Задача полицейского представиться, и задача полицейского, естественно, выполнить свои обязанности в соответствии с требованиями закона. Что касается полицейских, я думаю, что многие водители знают и полицейских, многие водители знают, так скажем, как следует себя вести. И когда начинаются лишние вопросы в адрес сотрудника полиции, соответственно, могут возникать и лишние вопросы в адрес водителей. Есть золотое правило: легко отдал права, легко получил права. Если мы говорим о том, если пешеход или водитель не нарушает прав, и его остановил полицейский, может быть такое? Или все-таки должны быть, например, или подозрения, или какое-то видение полицейского о том, что есть нарушение каких-то норм законодательства? Как правило, полицейские останавливают того же самого водителя, полицейские беспокоят того же самого пешехода, если совершается какое-то правонарушение. Может быть такое, что водитель либо пешеход добросовестно заблуждаются и считают, что они не совершили какое-либо правонарушение. Для этого есть презумпция невиновности. Они могут доказать свою невиновность в суде, либо могут доказать свою невиновность даже при составлении соответствующего материала о правонарушении. Ну и, конечно же, что касается действий сотрудника полиции, как показывает практика, как правило, останавливать тех же самых водителей, если есть определенные нарушения. Не всегда наши водители пристегиваются, не всегда наши водители соблюдают скоростной режим. Не у всех транспортные средства находятся в исправленном состоянии, в том числе, что касается освещения. И кроме того, сотрудник полиции может даже остановить просто в предупредительных каких-то целях. Допустим, если тот же самый водитель имеет какие-то проблемы в плане технического оснащения транспортного средства, может быть, где-то свет не горит, да, и полицейский может остановить и просто предупредить. Не обязательно возмущаться, потому что не всегда, когда полиция останавливает, возникают какие-либо правовые последствия.
Не всегда, когда полиция останавливает, возникают какие-либо сложные отношения. Иногда бывает так, что тот же самый полицейский просто хочет помочь человеку. Поэтому даже если кому-то кажется, что нет нарушений, нет оснований для остановки, можно просто предоставить соответствующие документы. Если нет соответствующих оснований, я думаю, что полицейский не будут создавать какие-либо проблемы, не будут создавать какие-либо вопросы, связанные именно с какими-то правовыми последствиями. Немало случаев, когда полицейские просто могут предупредить человека, что вот погодные условия сегодня не совсем благоприятные, проявите чуть больше внимательности. Или у вас, допустим, та же самая резина, сейчас летняя, допустим, шина, да, но желательно, там, скоро зима, желательно заменить, потому что в любое время могут быть осадки и так далее. То есть, с одной стороны, я понимаю, что люди не совсем доверяют институтам власти, в том числе и сотрудникам полиции, но с другой стороны, я думаю, что должно быть уважительное отношение и со стороны водителей. Игорь, если говорим о 3 вещи, которые обязаны назвать полицейские, если он остановил пешехода или водителя по запросу как бы того, кого он остановил, это представится причина или что-то другое? И как вежливо спросить? Тот же самый водитель в контексте права на защиту, он имеет право спросить полностью фамилию, имя, отчество, что касается должности, что касается места работы, потому что если будет составляться тот же самый протокол о правонарушении, надо знать, куда обращаться в рамках права на обжалование. Естественно, если водитель уважительно спросит, что касается причины остановки, как правило, те же самые полицейские не объясняют, по какой причине остановили. Редко, когда они не говорят причину остановки. Может быть, кому-то кажется, что это формальная причина, но тем не менее, эти причины, я думаю, что на практике в большинстве случаев существуют. И если водитель, допустим, имеет желание, он может ознакомиться с нормой, по которой сотрудник полиции хочет составить соответствующий протокол о правонарушении. Вообще полицейский, честно признаться, должен не только представиться и обозначить соответствующую причину, он должен разъяснить и соответствующую правовую норму, которую нарушил водитель. Разъяснить соответствующие правовые последствия. Что касается права на обжалование, что касается других прав, это обязанность сотрудника полиции. К сожалению, бывают такие ситуации, когда сотрудник полиции не разъясняет соответствующие правовые аспекты, не разъясняют право на обжалование, не разъясняют правовую норму, которая влечет определенные правовые последствия. И вследствие этого возникает определенное недопонимание, возникают определенные обиды. Я всегда рекомендую и сотрудникам полиции, и юристам акцентировать внимание на соответствующие правовые основания. Если вы человеку предъявляете, что он нарушил закон, откройте этот закон, откройте соответствующую статью, откройте соответствующую часть, прочитайте человеку. И даже если он придет домой, и у него дома есть юрист, и он спросит, что нарушил, да, конкретно, он сможет хотя бы обозначить закон, сможет хотя бы обозначить, может быть, статью, часть, и тогда, может быть, меньше вопросов будет, меньше обид будет. Но зачастую сотрудники полиции, бывают такие моменты, когда не хотят тратить свое личное время и не занимаются этим правовым, так скажем, просвещением. И вследствие этого человек бывает так, что приходит домой и сам не знает, из-за чего остановили, из-за чего составили соответствующий протокол о правонарушении. И нередко бывает так, что тот же самый протокол составляется неразборчивым почерком, предоставляют человеку копию протокола, и бывают моменты, когда те же самые адвокаты, юристы даже не могут прочитать этот протокол о правонарушении. Такие ситуации, к большому сожалению, тоже бывают. Поэтому в первую очередь и для полицейского, и для водителя надо быть человеком, и, соответственно, те обязанности, которые предусмотрены для водителя, водитель обязан выполнить, те обязанности, которые предусмотрены для полицейского, включая разъяснение прав, включая разъяснение правовых последствий, эти обязанности в любом случае должны быть выполнены сотрудником полиции. Если мы говорим о документах, что можно и что нужно показать из документов, а что не передавать лишнего или не показывать лишнего? Да, возникают иногда вопросы предоставить, передать, показать и тому подобное. Водитель обязан передать документы.
Он можете показать документы, если есть нормальный диалог, если благоприятная, так скажем, атмосфера, то сотрудник полиции может просто попросить, чтобы показали, что у него есть эти документы. Но, как правило, должен передать документы, чтобы сотрудник полиции убедился, во-первых, что этот документ действительный, потому что немало случаев, когда попадались водители с поддельными водительскими удостоверениями. Были и такие моменты. Водитель должен убедиться, что соответствующие документы не просрочены, то есть срок действия еще действует, то есть нет вопросов по поводу просрочки действия этих документов. Кроме того, сотрудник полиции при получении соответствующих документов проверяет, имеются ли какие-либо нарушения до этого, потому что по правилам назначения наказания, если человек впервые совершил нарушение, ему должны, как правило, назначить минимальное наказание. Если он второй раз совершает аналогичное правонарушение, ему должны назначить наказание, ну, так скажем, средний, да, размер. Что касается уже злостного нарушения, в таких ситуациях, как правило, водителям назначается максимальное наказание. Такие правила действуют и в Европейском Союзе. Очень многие наши граждане, которые приезжают с Европы, они говорят, если первый раз нарушил, условно говоря, 40 евро штраф, второй раз нарушил 80 евро штраф за то же самое правонарушение, и третий раз уже может быть 120 или 160 евро и так далее. У нас, к сожалению, бывают такие ситуации, водители отказывают от предоставления соответствующих документов. Бывает так, что, может быть, даже вводят сотрудника полиции в заблуждение. И иногда бывает так, что человек является злостным нарушителем правил безопасного движения и правил дорожного движения, и ему назначают минимальное наказание, а кто-то впервые в жизни совершил правонарушение, и в отношении него сразу могут применить максимальное наказание. Вот полицейский получает эти документы, проверяет в том числе личностные его характеристики, то есть привлекался ли в первую очередь он раньше к ответственности за аналогичное правонарушение. Если привлекался, то там уже действуют другие правила назначения наказания. Те же самые водители должны быть заинтересованы. Если он впервые попал, он предоставляет документы, просит полицейского, чтобы его проверили по базе, и объясняет, что, ребята, я на самом деле первый раз в жизни попал сюда. Если есть возможность, назначьте минимальное наказание. Законодательство сегодня позволяет. Поэтому предоставление документов – это и в интересах самого водителя, это и в интересах, естественно, сотрудника полиции, чтобы он правильно применил закон. Если мы говорим о границах проверки документов против досмотр и обыск, как корректно спросить на основании и согласие? Что касается досмотра, что касается обыска, законодательством регламентируются соответствующие процедуры. Я думаю, что если нет оснований скрывать что-либо, то вопросов не должно быть, потому что тот же самый сотрудник полиции в рамках действующего законодательства может применить определенные принудительные меры. Поэтому для водителей есть такая рекомендация. Если у вас порядок с документами, если у вас порядок в машине, если у вас нет никаких лишних вопросов, то, естественно, вы в рамках, так скажем, своеобразного сотрудничества в целях получения истины, да, если полицейский подозревает в чем-то, должны содействовать определенным действиям. И если у вас нет никаких лишних вопросов, сотрудник полиции не сможет создать определенные проблемы, и тем более у вас не будут какие-либо правовые последствия. Но в тех ситуациях, когда отказывают, бывают определенные сложности, бывает так, что могут применить и задержание, могут применить и другие процессуальные меры. Поэтому я всегда говорю, я понимаю то, что кто-то насмотрелся определенных роликов, да, но никто не показывает ролики, как эти же водители, которые якобы создавали проблемы сотрудникам полиции, никто не показывает, как эти водители потом получали, да, за свои заслуги определенные, в кавычках, награды. И самое главное, что на сегодняшний день золотое правило. Вы можете быть уверены, что у вас сегодня, да, порядок, все лампочки горят, вы пристегнуты, скоростной режим соблюдается, все нормально. Но нет гарантии, что завтра у вас все лампочки будут гореть, и нет гарантии, что завтра вы будете пристегнуты, и нет гарантии, что вас больше никогда не будут останавливать. Если вы уверены, что вас никогда больше не будут останавливать, у вас всегда все будет порядок,
вот тогда вы можете задавать лишние вопросы. Но если вы не уверены, то в данном случае лучше не задавать лишних вопросов, потому что полицейский – это представитель власти. Фразы ловушки, которых стоит избегать, например, стоит ли говорить «я виноват», «делайте, что хотите», и если их нельзя произносить, то как это можно заменить? Что касается виновности, человек может на любом этапе признать свою вину, даже в рамках производства о правонарушении при составлении соответствующего протокола, человек может признать вину и назначить ему более мягкое наказание. Но «я виноват» или «делайте, что хотите», что касается установления виновности, это не компетенция отдельного человека. Есть определенные процедурные моменты. Тот же самый сотрудник полиции, прежде чем прийти к мнению, что человек виновен, должен собрать соответствующую доказательственную базу, должен оформить соответствующие материалы, и только после этого может принять решение о признании его виновности и назначить соответствующее наказание, как и судебная инстанция. Я считаю, что если человек на самом деле не виновен, он может поддерживать эту генеральную линию, может поддерживать эту позицию вплоть до суда, что он не виновен, и в том числе имеет право предоставлять доказательства о своей невиновности. Сотрудник полиции обязан собрать доказательства о виновности. Что касается «делайте, что хотите» фразы, да, это не совсем верная фраза, потому что каждый человек в первую очередь сам себя должен защитить. И это вполне нормальное явление, когда человек поддерживает определенную линию защиты. Если человек сам себя не защищает, понятное дело, что третьи лица особо не обязаны его защищать, хотя задача полицейского, задача органов прокуратуры и суда – это защита личности, его прав и свобод. Но при этом, если человек сам не хочет защищать свои права и свободы, я думаю, что другие лица, третьи лица, не будут проявлять столь активности, как сам человек может проявлять активность. Немало случаев, когда человек проявляет определенную активность в защите своих прав и свобод, и в конечном итоге получает справедливое решение. Бывают такие ситуации: делайте, что хотите, рисуйте, да, на схеме, рисуйте, что хотите, как хотите, я потом найду адвоката, и потом мы с этим вопросом разберемся, или я найду самого крутого адвоката. Это не совсем правильный подход, делайте, что хотите, потому что если изначально будет неправильно, да, составлена схема, то в дальнейшем, скорее всего, будут проблемные вопросы. Будут проблемные вопросы, и голова будет болеть и у клиента, и у адвоката в том числе. Поэтому с первого момента, когда возникают определенные сложности, если человек вовлекается в определенные правоотношения, допустим, там уголовно-правовые отношения, или там есть основания составления протокола о правонарушении, если он сам не может защитить свои права и свободы, он имеет право обратиться за защитой к адвокату. И в данном случае закон гарантирует право на защиту на любом этапе. Даже на самом начальном этапе он имеет право на адвоката. И, естественно, там уже адвокат с точки зрения закона, я думаю, что чуть больше разбирается и чуть больше... Если не согласен с действиями полиции, как зафиксировать это несогласие в протоколе и как корректно завершить общение? При составлении протокола там есть графа «согласен», «не согласен», и что касается замечаний, есть графа в том числе в плане замечаний. Если человек не согласен с протоколом, пишет «не согласен» с протоколом, да. Если есть замечание, в замечаниях может указать, что я не был, допустим, за рулем. Бывают такие моменты, допустим, на улице находились, сотрудники полиции подъехали и предъявляют претензии к конкретному лицу, якобы он владелец этой автомашины и он водитель. Он может написать, что я не был за рулем, да. Он может написать, что я был пристегнут, если там составляется протокол, или я не нарушал скоростной режим, я находился вне населенного пункта. Такие пункты тоже могут быть указаны. Если человек не согласен, он пишет, что не согласен. Если есть замечание, пишет замечание. Но что касается подписания протокола, бывает так, что кто-то думает, что если он не подписал протокол, значит он не согласился, и значит нет оснований для привлечения его к ответственности. Он подписывает протокол и ознакомливается с протоколом, ознакомливается своими правами и свободами, законными интересами. А когда он подписывает протокол, это не означает, что он признает вину, это не означает, что он согласен с протоколом. Если он не согласен, он пишет, что не согласен. Если он не пишет, что он не согласен и не подписывает протокол, в этом случае, в любом случае считается этот протокол действительным, и у него будут соответствующие правовые последствия. Если он напишет «не согласен», и когда придет в суд, обжалует протокол, и когда придет в суд и скажет, что я и в протоколе указал, что не согласен,
Я и в протоколе указал, что меня не было за рулем или я был пристегнут. И тем более у меня есть видеодоказательства. Вот в таком случае, естественно, к нему меньше вопросов. А если он приходит в суд и говорит о том, что я не согласен был с протоколом, судья спрашивает, а вы написали, что не согласны? А у меня есть замечания, а вы указали соответствующие замечания в протоколе? Вот этот процессуальный акт составляется сотрудником полиции, и сотрудник полиции в рамках составления этого протокола в любом случае обязан разъяснить соответствующие права и, как правило, разъяснять, что вы при подписании этого протокола просто ознакомливаетесь с этим протоколом. При подписании этого протокола имеете право написать свои замечания, вы имеете право здесь написать согласен либо не согласен. То есть в любом случае каждый человек, если имеет право и имеет желание защитить свои права, он должен ознакомиться с протоколом и в этом протоколе проявить активность и написать «не согласен», «согласен», «признаю», «не признаю» или там указать соответствующие замечания. А если очень коротко, 3 главные вещи, которые должен помнить водитель или человек, который не водитель, которого остановила полиция? В первую очередь, в любой ситуации, даже если непорядочная ситуация, надо оставаться порядочным, надо оставаться человеком, в первую очередь. Во-вторых, не забывайте, что и у сотрудника есть определенные обязанности, в том числе и у водителей, и у пешеходов тоже есть определенные обязанности. В-третьих, если сотрудник полиции требует предоставления соответствующих документов, это обязанность водителя, согласно правилам дорожного движения, обязанность водителя предоставить соответствующие документы. И, естественно, самое главное, не забываем, что если легко отдали права, то, естественно, легко получили права. Что касается определенных правовых последствий, не забываем, что полиция – это не последняя инстанция. Если вам не нравится решение констатирующего субъекта, то в этом случае вы вправе обжаловать в суд. И немало случаев, когда соответствующие протокола были аннулированы, были признаны недействительными, и соответствующие решения констатирующих субъектов были отменены. Поэтому не забываем, что право на обжалование гарантируется и Конституцией, гарантируется и другими законами. Надо использовать все механизмы защиты. Если вы считаете, что действия и решения сотрудника полиции являются незаконными, в этом случае применяйте механизм, связанный с правом на обжалование. Я благодарю, Игорь, вас за то, что вы разъяснили нашей аудитории о том, как они себя должны вести в случае, если их будет останавливать полиция и требовать предъявить какие-либо документы. Напомню, что вы смотрели подкаст на LoveMD. Сегодня нашим гостем был доктор права, адвокат Игорь Янак. Напомню, что наши подкасты записываются в рамках государственных субвенций, которые предоставлены Фондом поддержки независимых медиа при Министерстве культуры. Оставайтесь на LoveMD и подписывайтесь на наши платформы в социальных сетях. Петр Иванович! Ваня? Петр Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анна. Мне подсказали, что... Очень приятно. Мне подсказали, что вы мастер по изготовлению музыкальных инструментов. Я хочу, чтобы вы научили меня тоже. Вам правильно подсказали. Если что-то от меня зависит, то я вас научу.
делать Спасибо. инструмент. Спасибо. Не за что. Проходите. Я как бы играю на флуэре с детства. А сам начал делать, сначала делали, знаете, как непрофессионально, так находили железные трубочки, и отверстия делали и играли на нем. Ну, потом я уже, когда учился в Сороках, и мы начали играть на инструментах, и я уже играл на флуэре, ковали, на кларнете. И потом я купил книгу, где были все инструменты, такие, как изготавливать эти инструменты. И вот я заразился этим, сделал один инструмент, потом второй, третий. Ну, тем более я как бы выучился я у меня первая профессия токарь. Купил себе станок и начал заниматься. Это у меня как хобби, я дома делаю эти инструменты. Вот ковалы, гайды, каушей, флеера. Вот так. сейчас из представленных вами инструментов какой самый старый? Здесь Да. самый старый вот этот. Это средний ковал считается. Я его делал где-то лет 25 назад. А вы можете сыграть нам на каком-то из этих музыкальных инструментов? Конечно, смогу, почему нет? Вот, например, на этом ковале вам сыграю. Это ковал, на нем играют, знаете, такие жалостные мелодии. Но есть у нас флуэра, которые чабаны наши играют на нем в основном. Ну, там уже тут наши кадынджи можно, марамы можно. Вот так. Ну, я надеюсь, вы покажете нам, как изготавливают такие музыкальные инструменты. Сегодня сделаем инструмент, который называется флуир. Флуир ми минорный сделаем. Я надеюсь, что у нас времени сегодня хватит, чтобы хотя бы половину этого инструмента сделать, потому что это очень долгий процесс. Первым делом, смотрите, я сушу сначала вот такие заготовки делаю, сушу их. Это я привез с Буковины. Это дерево называется именно бук. Это из Карпат. И лет 15 назад я привез оттуда несколько штук. И вот они 15 лет высохли. И после 10 лет, 12 лет можно уже делать инструменты. И вот сейчас мы попробуем, посмотрим, что получится с этого дерева. Потому что не с каждого получается. Некоторые портятся во время работы, некоторые трескаются после работы. Ну так, я надеюсь, что сегодня у нас получится. С чего начинается процесс изготовления? Процесс изготовления начинается, это вот токарный станок специально для обработки и железа, и дерева. И вот мы сначала ставим, фиксируем дерево, фиксируем сначала здесь, на станке. Вот так это происходит, чтобы найти центр. Примерно мы находим центр. Думаю, что центр возьмет. Вот так и зажимаем. Зажимаем тут. И вот теперь можно включать станок и начинаем обрабатывать дерево. Ну вот так вручную она и делается.
Перед последним разом останавливается станок, и я смотрю, нет ли лишних трещин, чтобы потом зря уже не делать дальше. Поменять надо будет. Пойдет. В чем секрет качественного флуэра? Секрет качества – это только дерево. Если дерево хорошо сушеное, качество будет очень хорошее. Но когда уже инструмент изготавливается, после того года 3-4 на нем надо играть, чтобы он как бы созрел, этот инструмент. При игре он еще созревает, этот инструмент. Как бы становится действительно с ним же можно. Чем старее инструмент деревянный, тем он лучше изучит и качество звучания все. Ну вот смотрите, сейчас она уже почти, вот эта сторона уже готова. Сейчас я приступаю к шлифовке. Берется наждачная бумага. Можно 2, можно 3 сначала. И шлифуем. Она так шлифуется. Ну вот это предварительная шлифовка. Потом она еще будет шлифоваться нулевкой. Сейчас я сделаю, как бы подукрашиваю немножко, чуть-чуть. Ну вот мы померили. Тут у нас должно быть 19. Она у нас так и есть 19. Сейчас я его порежу. Уже какая длина должна быть. И потом развернем его и будем сверлить отверстие для создания инструмента. Все хорошо. Сейчас.
Ну вот мы завершили процесс сверления. Сейчас мы приступим к сверлению отверстий для пальцев. Для этого мы вот такую черту проводим, чтобы они были на одном уровне. Вот так. Сейчас отмечаем их расстояние. Все. Теперь приступим к сверлению. Ну вот и все. Сейчас я делаю свистковое отверстие. Это самое трудоемкое и очень точно здесь нужно. Если мы вот здесь ошибемся хоть на доли миллиметров, то этот инструмент уже не будет звучать. Вот здесь самая нужна точность. И сейчас я его начинаю обрабатывать. Он должен идти под конусом. Поэтому начало это очень тяжело. Ну а теперь мы выжигаем вот эти отверстия. Выжигаем их с помощью железного приспособления. Я их приготовил заранее. Они именно этого размера. И мы обжигаем, чтобы не порвались бока флуира. И вот оно делается вот так. Вот. Сейчас мы ставим его обратно. Пускай наберет опять температуру. И это уже другого размера. Третье отверстие должно. Вот это мы должны сделать с этим. То есть это отверстие больше, чем Да, остальные? да, они разные. Всех разные. После того, как мы обожжем вот эти отверстия, потом мы сделаем шлифовку этих с внутренней стороны и с наружной стороны вот этих отверстий. И потом дудочка должна стоять 2-3 дня и сделаем первую покраску. Она красится 6-7 раз. И пока не наберет свой цвет, 6-7 разов надо ее красить. И потом уже можно пробовать инструмент настроить. Настраиваться, вот это я же говорил, делаем вот это свистковое отверстие, и оно настраивается под камертон, чтобы оно звучало, и можно было играть на нем в оркестре, чтобы вот этот инструмент звучал. Петр Иванович, что для вас музыка?
Музыка для меня это вся моя жизнь. Я с детства любил музыку, потом пошел профессионально учиться этому. И вот уже около 40 лет профессионально занимаюсь музыкой. Знаете, пишу песни, играю на инструментах. Если бы была у вас возможность заново начать вашу жизнь, вы бы выбрали бы еще раз музыку как свое основное направление в жизни? Наверное, да, потому что, как говорится, это судьба. Наверное, да. Петр Иванович, вам спасибо за то, что приняли нас сегодня. Нам было очень интересно посмотреть, как делаются настоящие музыкальные инструменты. Огромное вам спасибо за то, что сегодня были со мной и увидели этот труд. Действительно труд, который надо вложить хотя бы на один инструмент. Вы сами увидели, что за один день невозможно сделать инструмент. Так как мы его не закончили, я вам дарю законченный один из моих инструментов. Спасибо вам на большое. память. Спасибо. Все, до свидания. До свидания. Здравствуйте, вы смотрите программу «Лав о главном» на информационном портале LAV.MD. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях и оставлять ваши комментарии под нашими программами. Все вы знаете, что полторы недели назад Илон Шор сделал заявление о том, что он отзывает политическую поддержку у тех чиновников, которые в результате тех или иных выборов занимали определенные должности. И первыми после его заявления в отставку ушли мэры Аргеева и Таракли. Некоторые политики на уровне региона отмечали о том, что этот его месседж в первую очередь был направлен в отношении Евгении Гуцул, что она якобы должна была уйти в отставку после его заявления, но не последовало таких заявлений о том, ушел ли Илон Шор из молдавской и региональной гагаузской политики. Сегодня мы поговорим с нашим постоянным экспертом Иваном Алексеевичем Терзи, председателем Общественной ассоциации «Народный контроль Гагаузии». Здравствуйте, Иван Алексеевич. Добрый день. Ну, в общем-то, наверное, заявление Шора в целом для Гагаузии, может быть, в перспективе будет нести позитивный момент, потому что возможно, что регион сможет как минимум в ближайшее время уже не отождествляться как регион под влиянием Илона Шора, хотя достаточно относительное, может быть, и ожидание, потому что многие эксперты считают, что все-таки этот ход связан с предстоящими выборами в Гагаузии, и это является ничем иным, как определенным приемом, потому что будут лишние обвинения в том, что вот благодаря нынешней власти, в кавычках, теперь люди перестали получать социальную помощь через сеть магазинов, которую контролировал Илон Шор, и в том числе те выплаты, которые сегодня властью оцениваются как электоральный подкуп, и, в общем-то, тоже пресечены многие каналы, через которые поступали эти деньги.
Давайте сейчас послушаем мнение украинского журналиста в программе на ТВ-8 Анатолия Голя о том, как он оценивает заявление Шора и стоит ли их воспринимать как истинные и его намерение о том, что он отзывает политическую поддержку и в том числе, что не будет участвовать в каких-то политических процессах. Елан Шор заявил о том, что он сворачивает все социальные проекты в Молдове, прекращает сюда давать деньги, потому что власти этому мешают. Но вчера была создана новая партия на юге Молдовы. Мэр Бессарабки, города, стал председателем партии с удивительным названием, не знаю, в курсе вы или нет. Партия названа «За страну». Это все расценивают... Я думаю, что таких проектов будет еще немало. И будет искать политиков, которые, скажем так, не опорочены, чтобы создавать некие новые проекты. Но закрытие всех этих социальных лавочек Шора, это же явная подготовка к гагаузским выборам. Это напоминание избирателям. Вот видите, мы вам так много давали, мы вам так много делали, а вот эта вот власть Майи Санду, она мешает нам раздавать вам деньги и зрелища, скажем так. А ведь Шор — это самая настоящая Хизбалла, понимаете? Только молдавского разлива. Чем Хизбалла взяла Ливан? Тем, что они раздавали ливанцам иранские деньги. Ну, прежде всего, конечно, ливанским шиитам, но вообще позиционировали себя как такая партия социальной поддержки. Понимаете, сначала давайте мы все разрушим, а потом бедным людям, которые живут в нищете из-за наших действий, будем раздавать подачки. Это вот и есть Шор. Это вот Хизбалла в чистом виде. И сначала, в общем, делается все возможное и тем же Константиновым, и другими там бывшими башканами, и парламентариями Гагаузии, которые превратили ее в такой коррупционный клондайк для самих себя. А потом Шорт людям, которые не могут нормально жить и нормально развивать свой регион, предлагает деньги. А теперь эти деньги у них забирают, чтобы они обвинили в этом Кишинев. Ну, что в этом нового? Это просто говорит о том, о чем вы говорили в своем вопросе. Россия не оставит Молдову в покое. Но в конечном счете будущее того, что Россия сможет делать в регионе, зависит от результатов российско-украинской войны. Если Россия не придет на юг Украины, ничего ни у Шора в Гагаузии не получится, ни у Красносельского в Приднестровье, ни у Шерифа. Все это придется, так сказать, возвращать в нормальное конституционное поле Республики Молдова. И это, кстати говоря, может значительно повлиять положительно на процесс вашей европейской интеграции. Но делать все это надо осторожно. Опять-таки, зная о том, что избиратели Приднестровья, избиратели Гагаузии десятилетиями, Анатолий, и мы это все прекрасно видели и знали, находился под облучением российской пропаганды, которая разными способами старалась всегда доказать прежде всего жителям этих регионов и, конечно, севера Молдовы, да, и Бельц, что единственная возможность выжить — это почему-то быть рядом со страной, которая даже не имеет общих границ с Республикой Молдова. А почему нужно так воспринимать мир? А потому что тогда мы понимаем, что Украина — это никакое не государство, а досадное географическое препятствие, мешающее русскому миру объединиться. Вот и вся простая логика той пропаганды, в которой до сих пор живут жители Приднестровского региона Гагаузии и часть жителей северных районов вашей страны. Вы смотрите «Лав о главном». Это было мнение украинского журналиста Портникова Ивана Алексеевича. На ваш взгляд, вот заявление Шора и то, что в Гагаузии, допустим, было бы вполне ожидаемо, что Евгения Гуцул, даже находясь в заключении, сделала заявление об отставке, потому что были заявления мэра Аргеева, мэра Тараклии, и, в общем-то, Евгения Гуцул, которая без поддержки Шора не имела никаких шансов никогда войти вообще в политику, а еще занять должность главы Гагаузии, потому что мы понимаем, что человек, который за 2 недели вышел и за 2-3 недели стал башканом Гагаузии, мы понимаем, что здесь сработали технологии и деньги, которые, в общем-то, ей и дали возможность занять эту должность. Хотя по факту она, находясь в тюрьме, не может исполнять уже практически скоро год как обязанности главы автономии, но Народное собрание делает вид, что этого ничего не происходит. И в том числе сами признают, что их заявления в поддержку Гуцула являются политическими, они основаны на законе, и в том числе положениях уложения.
А как, вот на ваше мнение, о том, что говорит Портников, это имеет быть право на жизнь, это мнение, и как вы оцениваете, действительно ли это так? Является ли это очередной уловкой Шора для того, чтобы каким-то образом повлиять на предстоящие возможные выборы в Гагаузии? Это более чем истина, потому что, знаете, не зря же говорят о том, что человек, солгавший единожды, солжет и дважды, и трижды, и сотню раз. Что касается Шора, это человек, который лгал, лгет и будет лгать. Поэтому он все делает то, что выгодно ему, лишь ему единственное, больше вряд ли кто. Ну да, может быть, с его действия еще имеют интерес еще и третьи лица, как внутри Молдовы, так и его за пределами. Но прежде всего он думает о себе. Он захватил этот регион гагаузский, это автономное образование, которое имеет все структуры власти. Это далеко не Аргеев и даже не Тараклия. Поэтому то, что он, скажем так, сделал вид, что отказался от Тараклия, от Аргеева, это одно. Но от Гагаузии он никогда не откажется. Почему-то я вот не вижу, чтобы весь исполком сразу подал в отставку. Ведь мэры других городов, которых поставил Шор благодаря деньгам, они подали в отставку. А вот исполком Гагаузии, которые тоже благодаря деньгам Шора стали на этой должности, они тихонечко молчат. Ну, не только деньгам, мы помним, как Шор представлял их на площади перед исполкомом с экрана. И, в общем-то, даже снивелировал роль Гуцул как главы автономии, даже таким путем пришедшей к власти. И, в общем-то, следуя как бы логике Лупова и мэра Аргеева, то исполком как минимум и Гуцул должны были заявить об отставке. Конечно, папа же сказал о том, что я ухожу. Соответственно, и лишаю вас политической поддержки. Да, и все, соответственно, должны уйти за мной. И этот так называемый папа, вот именно вот вы говорите, когда этот самый он представлял исполком Гагаузии, он реально показал о том, что кто здесь хозяин. Потому что никогда до этого момента никто не представлял исполком, кроме выбранного Башкана. И он показал о том, что даже если кто-то думал, что может быть Гуцул там где-то сама что-то там сделала, нет. Он вышел на экран и показал о том, что жители Гагаузии, жители Молдовы, вот посмотрите, кто сейчас здесь хозяин Гагаузии. Хозяином Гагаузии является то лицо, которое представляет исполком. И Гуцул тихонечко молчала, полслова не сказала. И теперь она тихонечко молчит в тюрьме. Что касается исполкома, потому что, да, мы видели на последней неделе отставку Дмитрия Константинова с должности председателя Народного собрания, он сохранил за собой мандат. И, в общем-то, как бы номинально картина выглядит, ну, не будем говорить известными персонажами, картина маслом, как говорил один известный персонаж из известного сериала. Но суть заключается в том, что номинально это все равно выглядит, как будто бы произошло какое-то переформатирование в Народном собрании, а по факту, скорее всего, мы имеем то же самое, просто Дмитрий Константинов ушел с должности председателя, но остался в составе Народного собрания, потому что его мандат... Он сделал тот же трюк, что сделал Шор. Шор не стал Башканом Гагаузии, он поставил свою марионетку. Здесь Константинов сделал то же самое. А какая разница, этот самый Константинов ушел с должности председателя Народного собрания или остался там? Его большинство депутатов Народного собрания так и сохранилось. И они голосуют так, как говорит Константинов. Какая разница? Вот я к чему задал этот вопрос и привел этот пример, потому что последние недели некоторые депутаты заговорили об отставке исполкома, о чем и вы говорили. И, в общем-то, поводом было не только заявление Шора, но и в том, что исполком
в последнее время не проявляет никакой активности, и мы не видим никаких реальных действий со стороны исполнительной власти. И в этой связи, вот как вы думаете, почему депутаты все-таки не заслушивают исполком и для того, чтобы поднять вопрос об отставке? Нет приказа. Они очень дисциплинированные солдаты. Им очень хорошо за это платят, поэтому они делают только в рамках того, что им прикажут. Ничего более. Давайте послушаем мнение Алексея Тулбери, политического аналитика, по поводу вот заявления Илона Шора. Я оцениваю вот эти его заявления, уход от молдавской реальности, уход из молдавской политики, как некое предательство. В первую очередь людей в Гагаузии, которым он обещал 3 короба. И, в общем, все эти обещания не были выполнены до сих пор. Но сейчас вообще он лишил и политической поддержки своих представителей и в Гагаузии, и по всей стране. То есть это безответственное поведение. Это некоторые комментаторы сравнивали деятельность Шора с деятельностью Хезболлы в Ливане, где Хезболла раздавала, вот так как делал Шор в Молдове, в Гагаузии, раздавала деньги Ирана социально уязвимым слоям населения. Тут он тоже социально неблагополучным стратам или группам населения раздавал российские деньги. И при этом позиционировал себя как благодетель, как герой и так далее. Но многих подставил. Вот, в частности, мы знаем эту историю с госпожой Акбаш, которая получила якобы от исполкома Гагаузии 20 тысяч евро, а потом оказалось, что это деньги какого-то соратника Шора, который исполком направил там на поддержку местных производителей. Одним словом, печальный конец мафиози Шора в Молдове. Я надеюсь, что в Молдове он уже вернется в наручниках и отсидит положенный ему тюремный срок. Больше, значит, я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы Шор в какой-то другой форме участвовал в активной политической жизни страны. Ну вот у Алексея Тулбери немного другое мнение, более, скажем так, жесткое. Вы думаете, что все-таки вот Шору поставлен конец, или все-таки, следуя логике Портникова, которого мы слушали в начале программы, что он еще вернется, обещал вернуться? Как в мультике про Карлсона. Да, конечно. Нет. Шор не ушел. Шор остался. Но если раньше он открыто находился, как говорят, под солнцем, то он сейчас ушел в глубокую тень. И будет нам гадить оттуда, из тени. А все мы знаем о том, что враг невидимый всегда страшнее, чем враг видимый. От видимого врага можно как-то укрыться, можно предпринять какие-либо действия для того, чтобы защититься. Потому что ты видишь, что он намерен в тебя метнуть, скажем так, нож или выстрелить, и ты что-то делаешь. Но если ты не видишь врага, то ты не можешь что-либо предпринять. Он будет действовать из-под тишка. Не уйдет Шор отсюда. Никогда. Если говорить о выборах Народного собрания, потому что наконец-то депутаты несколько недель назад решили вопрос с датой, но, в общем-то, меньше вопросов не стало, и как-то мы с вами об этом говорили и с другими нашими экспертами. Выборы, напомню, были назначены на 22 марта 2026 года, и депутаты объясняли, что задержка с назначением даты связана с тем, что ожидали решения Высшей судебной палаты. В итоге решение Высшей судебной палаты последовало 27 ноября, но, как оказалось, судьи даже не рассматривали по существу дела, потому что пришли к выводу, что никаких новых аргументов в заявлении у Народного собрания по пересмотру не оказалось. Да. И поэтому суд даже не стал рассматривать по существу, оставил в силе решение предыдущих инстанций.
И, в общем-то, здесь меньше вопросов не стало, потому что, как мы уже неоднократно говорили о том, что 5 членов из действующих того ЦИКа уже подали заявление об том, что не будут выполнять полномочия, и, соответственно, у этого ЦИКа нет кворума для того, чтобы заседать. Еще другой момент о том, что пока еще не совсем ясно, будет ли зачислен срок того, когда они не могли исполнять свои обязанности за срок их полномочий, потому что в данном случае их мандат истекает 26 февраля, и, в общем-то, по сути, они не смогут организовать, в общем-то, выборы 22 марта. На ваш взгляд, какова вероятность того, что в этой ситуации выборы 22 марта могут состояться, или все же это останется датой, которую потом депутаты, допустим, соберутся и скажут, мы имели проблемы с Центральной избирательной комиссией, поэтому придется поменять дату. И, в общем-то, если вы помните это заседание Народного собрания, 22 марта не всеми было воспринято. Некоторые вообще говорили о мае, после 9 мая и так далее, и так далее. То есть, после всяких праздников. Видя, как все происходит в Гагаузии, возможно, что как бы эти разговоры были не зря, а как бы в публику закидывались какие-то идеи о том, что может быть, что это май даже будет лучше, потому что закончится Великий пост, как бы не знаю, с чем связаны выборы и религиозные праздники, но как бы у депутатов свое видение. На ваш взгляд, все же, вот, если говорить о возможности проведения выборов, вы видите сейчас реальные предпосылки, что 22 марта они состоятся? Я более чем уверен, что 22 марта они не состоятся. Найдут еще ряд, причин для того, чтобы их отложить. Плюс ко всему, очень веской причиной является то обстоятельство, что Центральная избирательная комиссия Гагаузии, 26 февраля у них полномочия истекают. Соответственно, более чем уверен, что будут поданы какие-то, скажем так, иски в суд для того, чтобы установить, насколько они имеют полномочия дальше, имеют или не имеют. И будет затягиваться это дело всякими уловками. Я уверен в том, что этот сценарий с выборами был задуман еще задолго до того, как у Народного собрания истечет срок их правомочий. И главная причина в этом заключается в том, что отсутствие ответственности за совершенные преступления предыдущими народными собраниями. Я считаю, что если Народное собрание, депутаты Народного собрания были на должности депутатов Народного собрания хотя бы один день, они уже совершили преступление. Потому что четко определено в уложении, что они избираются на 4 года. Давайте вернемся обратно и вспомним, что было у нас в предыдущих народных собраниях, составах. Я, честно говоря, не помню ни одного народного собрания, который ушел бы в день. Все они хоть немножечко, хоть чуть-чуть, хоть пару дней, но старались еще находиться. А прошлое народное собрание не это, а прошлое, сколько они? Больше чем полгода затянули свое нахождение там в народном собрании. И что, кто-нибудь понес ответственность? Нет. Но они же реально узурпировали власть. И если тем было можно, и они за это ничего не понесли, никакого наказания, почему же этим нельзя? Вот они этими руководствовались. И поэтому сценарий с затягиванием выборов они специально сделали. И вот этот сценарий они сейчас воплощают в жизнь. Если помните, когда Константинов заявлял об отставке или отпуске, то есть до заседания Народного собрания, где депутаты номинально проголосовали за его отставку, он высказал мысль о том, что вот теперь пусть все подумают о том, что почему обвиняли, что затягивают выборы и так далее. А мы хотели сэкономить 5 миллионов леев и совместить выборы главы автономии и Народное собрание.
Но сегодня выборы назначены, но с вопросом отставки Гуцул так и не решен вопрос. И то есть о чем говорил тогда Дмитрий Константинов, о каких совместных выборах? То есть тогда логичнее было бы сейчас назначить выборы и главы автономии, и Народного собрания. Но главы автономии не назначены. И, в общем-то, скорее всего, наверное, уже даже и по срокам депутаты не смогут их назначить на 22 марта. Никак. То есть мы уже понимаем, что 5 миллионов, о которых говорил Константинов, что могут быть сэкономлены, это как бы, ну, были так, слово сказал, слово забрал, да, из того, что делает Константинов. Но как вы думаете, насколько есть вариант того, что если 22 марта не могут технически и законодательно состояться выборы, что все-таки будут совмещены выборы главы автономии и Народного собрания? Я скажу вам следующее, что вполне возможно, что они будут совмещены, а может быть и нет. Все зависит от того, какой поступит приказ от Шора, потому что большинство наших депутатов, это же они с руки Шура кушают и выполняют его приказы. И все зависит от Шора, более ни от кого. Вот вы говорите все-таки вот на протяжении всего нашего программы, говорите о том, что все-таки Шор не ушел и остается контроль над Гагаузией. Давайте послушаем мнение доктора права Игоря Янака тоже по этому поводу. Что касается внешнего влияния на территорию этого Гагаузии, в свое время были заявления по поводу внешнего управления. Сейчас очень многие возмущаются. Гагаузия давно находится под внешним управлением. И вот что касается внешнего управления, я не думаю, что эти люди уехали куда-то. И я не думаю, что эти люди поменяли свое мнение резко. Те, которые выступали в том числе организаторами определенных мероприятий. И я не исключаю тот факт, что если даже состоятся новые выборы Народного собрания, я не исключаю тот факт, что будут исключены вот эти все элементы внешнего влияния, внешнего управления. И к большому сожалению, ту систему избирательной коррупции, которую построили в ВТО Гагаузии, эту систему включили в избирательный процесс. Вот электоральная коррупция, которая имеет место в ВТО Гагаузии, к большому сожалению, является составной частью избирательной системы ВТО Гагаузии. То есть, что вы имеете в виду? Я имею в виду, что если рассматривать вот элементы электоральной коррупции, это не какая-то часть, отдельная часть избирательного процесса. Это составная часть избирательного процесса. Это говорит о том, что с учетом того, что до сих пор покупались определенные места в Народном собрании Гагаузии, не исключено, что и на новых выборах будут использоваться элементы электоральной коррупции. И не исключено, что эти же люди будут участвовать в этих процессах. И, к сожалению, если не будет соответствующей политической воли, если сами граждане не захотят вот честных выборов в ВТО Гагаузии не будет. Это было мнение доктора права Игоря Янака. Иван Алексеевич, вот если говорить о том, чтобы выборы в Гагаузии, даже предстоящие 22 марта или позже, пройдут ли они а пройдут ли они в рамках закона? Потому что сегодня мы видим, что центральные власти проводят определенные действия и, в общем-то, нам рапортуют, скажем так, чуть ли не ежедневно о том, что там пресечено или конфисковано там более 100 миллионов уже. Я читал на днях, что разными схемами, которые уходили на финансирование, в том числе вот этих политических процессов. Есть ли шанс, что в Гагаузии эти выборы могут пройти честно, или все же Игорь Янак в чем-то прав? Знаете, в Гагаузии честно прошли только одни выборы. Это выборы, когда мы выбирали президента Гагаузской республики. Все остальные выборы проходили путем применения всевозможных схем и методов воздействия на людей для того, чтобы люди выбирали не так, как они хотят и как они думают, но выбирали так, как нужно третьим лицам. А Шор показал, как говорят, дополнительный путь, каким образом можно прийти к власти, путем
кубометров денег. Он просто-напросто купил всю власть здесь у нас в Гагаузии. И я уверен, что он еще и купил некоторые властные структуры в Республике Молдовы, которые позволили ему покупать власть в Гагаузии. И я согласен с господином Янаком в плане того, что для того, чтобы выбрать именно достойных людей, которые что-то сделают для Гагаузии, а не тех проходимцев, которые на протяжении многих лет приходили к власти в Гагаузии, это необходимо прежде всего воля людей, жителей Гагаузии, которые не будут смотреть на то, что кто-то что-то обещает, кто-то что-то там дает, какие-то денежные средства, какие-то там продукты, товары, еще что-либо, но они задумываются над тем, что уже более 30 лет мы живем в таком хаосе, где все приходят, все обещают, но никто ничего не исполняет. То же обстоятельство относительно Шора, что он здесь пришел и просто-напросто кинул под каток жителей Гагаузии, ярко проявляется в том, как он поступил в конечном результате. Вот он взорвал здесь ситуацию своими деньгами, пришел к власти, значит, раздавал деньги людям. Ну, казалось бы, скажем так, он хотел сделать доброе дело, но каков результат? Результат следующий, что люди получают огромные штрафные санкции, с них взыскивают эти деньги, причем взыскивают деньги со всех, даже с пенсионеров, которые получают мизерные пенсии, взыскивают с инвалидов, которые вообще сводят концы с концами, которые чуть ли не вынуждены побираться. С них со всех сдирают эти деньги. А куда истинные виновники делись? Никуда. Кто-то призвал к ответу наших депутатов Народного собрания, по чьей вине это происходит. Депутаты Народного собрания Гагаузии вместе с исполкомом что-то сделали для своих жителей, для своих избирателей, для того, чтобы их защитить от этого полицейского беспредела, потому что полицейские в данном случае совершают настоящий беспредел, а прокуроры на это закрывают глаза. Соответственно, и прокуроры, и полицейские совершают в данном случае преступление. Почему? Потому что при отсутствии каких-либо доказательств, что этот человек получил деньги и именно проголосовал за партию Шор, ведь доказательств нет. Кто может это доказать? Я знаю кучу случаев, когда люди получали эти деньги не от хорошей жизни, потому что они все низведены до нищенского существования, и эти деньги были как глоток воздуха для некоторых из людей. И они брали эти деньги не от хорошей жизни, а брали для того, чтобы как бы облегчить немножко свое состояние. Но скажите мне, пожалуйста, но я знаю многих из них, которые не голосовали за Шора, потому что видели о том, что кто такая Евгения Гуцул. Знали о том, что Шор один из тех лиц, который своровал уже единожды их деньги. Поэтому эти люди принципиально не голосовали за Гуцул. Но тем не менее их тоже привлекли к ответственности и тоже оштрафовали. А где же наши депутаты, которые, по сути дела, по их вине это все случилось? Депутаты Народного собрания вместе с этим самым исполкомом Гагаузии. Они молчат. Ведь они, по сути дела, санкционировали эти денежные вливания с нарушением процедур попадания этих денег сюда, к нам в Гагаузию. Ведь они не согласовали это с Министерством иностранных дел, не приняли это самое постановление, как положено здесь, в Гагаузии,
То есть эти деньги зашли сюда с нарушением. И по сути дела центральные власти Республики Молдовы, конечно, значит, действуют отчасти в рамках правового поля, когда привлекают этих людей к ответственности. Да, среди этих людей, конечно, есть и те, которые взяли деньги и проголосовали только за деньги, за ГУЦУЛ. Но среди них есть и те, которые не голосовали за ГУЦУЛ. Так почему же их привлекать к ответственности? Почему всех под одну гребенку? Друзья мои, и это ничего не делается. Почему не привлекают уголовной ответственности Народное собрание вместе с исполкомом? Потому что если бы они не санкционировали поступление сюда этих денег, эти деньги бы сюда не пришли. Бить нужно по виновным, а не по невиновным. Алексеевич, вот завершая сегодняшнюю программу, на ваш взгляд, какой наиболее вероятный сценарий в Гагаузии в связи вот с предстоящими выборами Народное собрание и главы автономии? Я полагаю, что ШОР путем всевозможных иных манипуляций и, конечно же, денег, значит, приведет к власти, как в Народном собрании, так и в исполкоме, других марионеток. Я более чем уверен, что у него список марионеток более чем достаточный, и будут покупаться люди налево-направо, тем более, что я более чем уверен, что он уже подкупил ряд высокопоставленных чиновников, которые находятся в органах правопорядка, полиции, прокуратуры, потому что те тоже будут делать вид, как будто ничего не видят, и в результате получится подкуп населения дальнейший. Ведь не секрет, уровень коррупции у нас в Молдове, как и в Гагаузии, из года в год только растет. И что, эти люди не видят о том, что ШОР здесь до сих пор хозяйничает? Конечно, видят, но никто ничего не делает. И для того, чтобы это все прекратить, прежде всего, да, как нетрудно с этим согласиться, но для того, чтобы выжечь эту раковую опухоль, которым является вот шоровская банда, можно только радикальными методами. А радикальным методом, на мой взгляд, является именно внешнее управление, назначение внешнего управления в Гагаузии. А для этого необходимо срочно в Молдове принять соответствующие нормативные акты для этого. Но внешнее управление должно быть на короткий срок только для того, чтобы организовать и провести выборы. В противном случае, значит, мы будем иметь опять шоровскую команду у власти, опять нагнетание обстановки, опять ухудшение уровня благосостояния жителей Гагаузии. Я благодарю вас за то, что вы сегодня были у нас в программе. Напомню, что вы смотрели программу «Лав о главном» на информационном портале LAV.MD. Сегодня мы говорили о заявлениях ШОРа о лишении политической поддержки тех должностных лиц, которые избирались от разных партий, которые были аффилированы Илону Шору, и также о возможности того, будут ли проведены выборы депутатов Народного собрания 22 марта. Подписывайтесь на наши платформы в социальных сетях для того, чтобы быть в курсе происходящих событий. Just get it up.
mama uca kalkamayır. Yok. At. 9 gün oldu suyla, sat suyla yaşayız. Yüleyen narat yok. Yüleyen kızaklan sürüyeler narazı. Korkayt et çıkmaz et. Kesmesinler et. Keserdiler. Öldürürdüler. Hani yine angın açarlık. Kırk beş, 46, 47 atışık oldu. Yağmur yağmadı. Atışık oldu. Sonra 47'de başladı biraz kep ta neyse başladılar birkaç kalıcı pop söylemeye bize. Başladık yapma jandaracık onacağız bunacağız hep. Ama yoktu. Durduk. Ağaç durduk çok. Sonra başladık. Uca yavaşladık. Mamamız yatayır uca. Hasta ağaç. Sonra set diyor. Nasıl yapma diyor. Alayım diyor. Orada var bir topu da götüreyim kongaza. Da satayım da bakayım nasıl almaz diyor. Öyle yapmam uca kalkamayır. Yok. Ağaç. 9 gün oldu suyla, sat suyla yaşayız. Gitti açan orada hepsi 3 kilocuk arpa. 3 kilocuk arpa o kayada tete aldım, kayada. Siz bilmezsiniz onları. O kayaları siz bilmezsiniz ama hiçbiriniz de bilmeyin. Bir uşakla bir de bilmeyin. Çekti onu. Yaptım ama onlara yapmadım ama o arpa. Yaptım onu. Da yaptı birer çanacık kaşı bize. Mama yaptı birer çanacık kaşı. Yedik ki canlandık biraz hep. Neyse ağaç. Sonra burada nasıl yapacağız sonra yok. Mama yatayır. Der mamaya gideyim de der. Çığırla ben der. Neyse Sevlan Stepanları agentti. Derim gideyim de onlar der gelin de der bizde onlarda var lahana. Agent adamı da var lahana. Ya bizde yok bir şey. Gelin de der baklayın da yiyin koçanları var. Lahananın koçanları yiyeceğiz. Lahanayla bırakmayalım mı? Mağazada olanlar çoğalan lahana bizde yok bir şey. Yedik o lahana koçanın nasıl? Nasıl o lahana koçanı tutacaksın? Kusayırız. Ağzımızdan su geliyor. Bir kar var, bir insan var tabiyen gibi bile orada var. Şimdi kollayız biz onlara vardı, kızları iyi. Geroyları iyiymişler. Tok onlar. Şimdi girdim hadi içeri bakıyorum içeride. Girdik içeri dinlenmeye mana. Onlar da dışarıda geziyor, onlar da bizi kollayırlar korkma. Zaten girdik içeri tiple bir tepe. Neyse pazı. Güzel pazılar. Abi bizde de var 9 gün suyla neyse yok nasıl yiyelim. Şimdi o insana diyelim alacağız bir pazıyı. Yarısını da diyelim kıracağız yarısını da diyelim pay edeceğiz kimize. Gerçi kıyışır bize onlar yakındı bize. Aldık pay ettik açan. Yedik onlara bütün yuttuk Allah'a bile. Ona yarısını bazı ya. Tiple bir parça ettik bazı. Açan o kızları girdi içeri. Önce aldık attı diye. Zaroymuşlar. Der hangi safhası aldı. Der suyarız ikimiz de korkayız. Büyücükler bizi içeride şimdi korkayız. Der katı var derim. Adı katı derim. Aldım var ben aldım derim. Karıya da ben verdim derim. Yarısını da bana. Lazım yere koyarsınız. Nereden koyacağız yok. De bizi onlar var. Yeriz bize nasıl geldik bize ya. O gitti yere ben de yere.
Bize sayılana koçanı yedik, kim diyor bir partide bazı yedik. Açan geldim ya, mamı yatıyor, kalkamayır bize. Mamı уже kalkamayır. Diğer naşı yüzünüz var, orka yattı yerinde bana soruyor. Diyelim naşı yüzü yarım pazı aldık da diyelim, onda diyelim yavaş, zastavit ettiler bize bulalım pazıyı. İzin ismim var diyeyim, yedik mam diyeyim sana iz getirin, öyle ikişer bir patates pazıyı. Dur diyeyim, ben gideceğim onun mamsından isteyeceğim şimdi sana da. Gittim açan diyelim, sonra bile o diyelim. Versene diyelim, neyse bir parça pazı mamaya var diyelim. Bizden bir parça gidik diyelim, kaçtı bize bağırdı ama biz yedik onlar. Verdik öyle bir parça, o yarım pazısını yarısını onda verdi, vermez bütününü. Onda yarısını verdi. Ona načalnikle bak. Ağzım kuruyor, ben pek zor çektim. Geldim açan verdim, mam yatıyor, o pazı yedi de kaltıda oturdu. Mam bizim kaltıda oturdu, o payım. Bak kaç gün biz suyla neşedik, bizi kulağına koçan, nasıl ama. Ona o kadar da yok. Kulağına koçan da vuramazlar ya alma. Öyle biz yaşadık da. Aha. Sonra bir daha verdiler yaşanı 46, 47'ye. Bir şans o 47'de уже bize verdiler bir arasıkta neyse papşoy. Neyse çadırda neyseydi. Garaydı orada bulunardı. Orada verdiler, naroda sarardılar gitsinler de 3'er kilocuk papşoy. Biz sonra o papşoy çıkarı kollaştırıyor üzeri yok. Kayda çekiyor, tetiyor ama tetiyor da gene Allah'tan tetiyor da kantini açıyorlar. Açan gittik kantine, neyse tetiyor içirdiler. Diğer neyse ben gideyim, mamaya söyledi, ben gideceğim ama diye bizden çavun istiyorlar, bizde çavun yok. Diye gideceğim diye işte buraya avlularında vardı ya, adamlarda büyük çavunlar kantine koyma. Andacıklar narada yeme. Öyle yer narat yok. Öyle yer kızaklan Suriyeli naradı. Böyle mayıs kıza yapmışlar da naradı kuyulara. Son bir kuyu doğru gömerdiler. Bir adam geldi çirtetiyor pencere uğrayan pencereler tebile. Uzman kuf neydi hepsinizde. Tebile kar. Korkayı da çıkmaz etiyor. Kesmesinler etiyor. Keserdiler, öldürürdüler. Hani yine angın açarlık. Dedi sen kimsin diye ben seni tanımayırım. Bir yunda tüleklerim hakkında adam dedi. Mitivativa diye korkma dedi ben Marin kollerin senden çocuğu. Tibles. Büyümde yakınmasayım ben bak kaç yaşındayım. Korkma diye aç kapıyı. İşte aç kapıyı tible kar. Açtı kapıyı. Kürek ayıtta. Kürek ayıtta şimdi açtı kapıyı. Attı araladı. Diğer mitivativa korkma diye gel diye kantina diye sinçiral sen de elinden gelir bize her bir teti ustaydı bizim. Dedi senin eline geliyor diye çok işler diye geldi de yerleştirelim bir çavun. 3 çavun. 2 bulduk değilsin bir bulamayız. Diye hey gideceğiz diye burada. Bu adamda diye var diye bizim avlularında. Açan gidiyorlar orayı. Bağırıyorlar yok. Yok. Karayla adam içeri ölü. Bir de delikanlı çocukları vardı. O da yok. Dersa geldi sonra mağazına girdi. Sonra mağaza koydu onu başka ekmeri. Açan diyorlar giriyorlar mağaza. Delikanlı çocuklar mağazada ölü. O da ölü mağazada ölü. Alıyorlar çavunu. Da gidiyorlar da yerleştiriyorlar alıyorlar. Ama kar da ite bile kar üstünden geziyorlar. Gidiyorlar yerleştiriyorlar da çeketerler bizim da biz bir daha dirildik. Bize bir arası çay verirdi, bir arası kaşık getirirdi. Da kaşığı zaten getirdi, üstüne kilitlerdi. Yiyeceğiniz de derdi, birden de derdi öleceğiniz.
Kore'de biz şimdi yemeyelim. Verdi bize telefon, tele 2 saat, birer damlatık tele kasa. O getirir tele kataloglar. Kataloglar getirir de bize korkardı verme. Vakitlerdi öte anladı verirdi bize birer ikişer kaçacak da yiyelim. Sonra gene gelecek atan yüğülerine gene verirdi bize. Böyle yaşadık biz de. Присоединение Республики Молдова к Европейскому Союзу приведет значительные изменения в различных сферах общества, включая образование и молодежь. Молодежь – это будущее нации, поэтому улучшение образования и новые возможности для молодых людей имеют важное значение для долгосрочного успеха страны. Образование. Более высокие образовательные стандарты. Присоединение к ЕС потребует гармонизации молдавской образовательной системы с европейскими стандартами. Это означает повышение качества образования, обновление учебных программ и внедрение новых методов обучения. Учителя получат дополнительную квалификацию и обучение, что улучшит уровень преподавания и сделает обучение более интересным и полезным, самое главное, для учеников. Тут важно добавить, что учителя станут получать более высокие зарплаты, это важно, а студенты – более высокие стипендии, так как это является обязательным условием социальной политики Европейского Союза. Доступ к европейским программам и фондам. Молодые люди в Молдове получат доступ к различным европейским образовательным программам, таким как в том числе больший доступ к Erasmus+. Эти программы предполагают возможности для обучения, стажировок и обмена в других странах Европейского Союза. Это позволит студентам получить международный опыт, расширить свои горизонты и создать ценные сети контактов, инвестиции в инфраструктуру и технологии. С финансовой поддержкой ЕС будут сделаны значительные инвестиции в школьную и университетскую инфраструктуру. Это уже на самом деле происходит. В будущем же это будет включать в себя модернизацию классных комнат, лабораторий, библиотек, а также обеспечение доступа к современным технологиям и интернету. Такие улучшения создадут наилучшую учебную среду и сделают намного более эффективным обучение молодых инновационных людей.
молодежные возможности, новые рабочие места и стажировки. Членство в ЕС привлечет больше иностранных инвестиций, которые создадут новые рабочие места и стажировки для молодежи. Компании будут искать молодых, образованных, амбициозных сотрудников, что предоставит молодым людям возможность начать карьеру в различных сферах и получить ценный профессиональный опыт, в том числе из других стран и из других городов. Мобильность и культурный обмен. Молодые люди будут иметь свободу путешествовать, учиться, работать в других странах ЕС без визовых ограничений. Это намного упростит культурный обмен и позволит молодежи познакомиться с различными культурами, обычаями, образами жизни, что обогатит их личностное развитие и будет способствовать пониманию и принятию разнообразия. Поддержка молодых инициатив и предпринимательства. Европейский Союз поддерживает молодежные инициативы и предпринимательство через различные программы и фонды. Молодые люди в Молдове получат доступ к финансированию и консультациям для старта собственных проектов и бизнеса. Это будет стимулировать инновации и создавать новые возможности для профессионального развития молодых девушек и парней. Присоединение Молдовы к Европейскому Союзу приведет значительные улучшения в образовании и новым возможностям для молодежи. Более высокие образовательные стандарты, доступ к европейским программам и инвестиции в инфраструктуру улучшат качество образования. В то же время рабочие места, мобильность и поддержка молодежных инициатив создадут благоприятные условия для развития молодежи. Все эти изменения будут способствовать к лучшему будущему Молдовы и ее молодых граждан. Европейский Союз также давно поддерживает развитие неформального образования и инициатив, направленных на развитие молодежи. Это возможность для наших молодых людей участвовать в международных проектах, учиться лидерству, критическому мышлению и становиться активными гражданами своей страны. Я твердо считаю, что наши ученики и ученицы, наши студенты, студентки, наши дети нуждаются в том, чтобы образовательная система в Молдове изменила свой подход к обучению и развитию молодого поколения. Будучи уже много лет в работе в области формального и неформального образования, я сама видела и сама прочувствовала, как можно изменить и сделать более эффективными и значимыми подходы и методы обучения. Сделать более участвующее преподавание. Я знаю, что обмен опытом и возможность подсмотреть, подучиться у коллег из европейских стран может сильно изменить отношение педагога, тренера, фасилитатора к процессу обучения. Очень хочу, чтобы у моего ребенка было больше возможностей и более дружественная среда обучения и развития в будущем. Вместе за развитую Молдову, прогрессивную молодежь и лучшее образование. Добрый день, дорогие зрители! В эфире Лав-Зона, место, где мы обсуждаем важные проблемы современного общества. Совсем недавно прошли парламентские выборы. Наша организация АО «Медиа Берли» провел мониторинг, последний, третий этап мониторинга, о котором мы сегодня поговорим с руководителем АО «Униуня Медиа Берли» Виталием Гайдаржи.
Виталий, добрый день. Мне кажется, что самый интересный этап мы сегодня обсудим. Это третий этап мониторинга, который наша организация проводила. И здесь, я думаю, что есть о чем поговорить, и зрителям нашим будет сегодня очень интересно узнать некоторые факты. Ну, да, привет. В двух словах давайте расскажем про весь проект. Можно на «ты» общаться, как бы, чтобы не создавать иллюзий для нашей аудитории. Что это был за проект, да, и на что он был нацелен? Наш проект поддержала организация European Partnership Democracy из Брюсселя, и на протяжении, в период с февраля 2025 по 30 ноября реализовывался этот проект, и он заключался в том, что мы, группа, наша организация аналитическая, анализировала политический контент, который шел до выборов, но все, что было связано именно с выборами. Поэтому весь мониторинг охватывал период с 1 февраля по 28 сентября. То есть он состоял из 3 этапов. Мы анализировали то, что говорили политики, и, в общем-то, в всех 3 отчетах анализировались нарративы или, скажем так, контент, который был о Европейском Союзе, о Российской Федерации и гагаузская тематика, потому что нам было интересно, что все-таки политические партии и политики говорят и распространяют какую информацию про Гагаузию. Да. Ну, я так понимаю, что в течение этих 3 этапов методология не менялась, нарративы, они сохранялись, были все те же, да, или здесь есть какая-то динамика? Нет, мы ничего не меняли по логике, то есть мы могли взять что-то дополнительное, но мы анализировали эти 3 нарратива и сравнивали их во все 3 мониторинговых периода. Единственное, что первый мониторинговый отчет отличался по методологии от следующих 2, последнего и второго, потому что на момент, когда мы проводили первый мониторинг, мы не имели доступа к инструменту MetaLibrary, через который был автоматизированный сбор информации для того, чтобы не иметь персонализации, то есть чтобы не зависели результаты анализа от человеческого фактора. Поэтому в первом мониторинговом отчете использовалась другая платформа Let's Data, которым нам помогли наши партнеры, в частности, это Independent Media Support, датская организация, и были представлены через эти инструменты. Поэтому первый отличался по методологии. И в первом отчете мы не отражали, например, вопросы, сколько партий платят за рекламу, и все. В 2 последних отчетах есть суммы о том, сколько политические партии и политики тратили на расходы на 2 платформах. Это Facebook и Instagram. Ну, я знаю, что 3-й отчет, он больше всего дал динамику всего этого исследования, потому что был самый активный период. Это уже прямо перед выборами. И, конечно же, там все партии заактивничали максимально. Поэтому вот здесь хотелось бы, конечно же, остановиться чуть детальнее. В отличие от предыдущих этапов, да, какие месседжи были более активны в этот период? Ну, во-первых, активность месседжей различалась, потому что по количеству, например, динамика постов по нарративам в августе-сентябре автоматом выросла в разы по сравнению с 2 предыдущими мониторинговыми периодами. И понятное дело, что с чем это связано? Это связано с тем, что это был уже активный избирательный период, когда партии уже официально агитировали. Поэтому, конечно, количество информации выросло в разы. Поэтому это как бы отражено и в отчете. И, в общем-то, допустим, европейская тематика вышла на лидирующие позиции, хотя в предыдущих мониторинговых отчетах такой тенденции не наблюдалось, потому что, например, в первом отчете больше шла российская проблематика и война в Украине, то есть резко поменялись акценты. И если в первых 2 отчетах больше преобладали, например, негативные высказывания о Европейском Союзе, то мы отметили в 3-м отчете пропорциональный рост того о позитивных. И, в общем-то, главный посыл которых был, что ЕС — это будущее, а если не ЕС, то это закат в прошлое и, в общем-то, плохая жизнь. Ну, если говорить очень простым языком для нашей аудитории. Поэтому, естественно, что контента было больше,
И больше всего практически там, если я не ошибаюсь, по-моему, что-то около 90% из того, что мы анализировали, это был контент про Евросоюз. На втором месте была российская тематика, и она стала более нейтральной, чем в двух предыдущих отчетах. Она была больше негативная, то сейчас она была более нейтральная. То есть, скажем, условно пророссийские партии, то есть или левые, они не очень агитировали Россию, их пытались быть дистанцированы немного, а ПАС говорила чуть в более нейтральной тональности, чем это было в предыдущих мониторингах отчета. И очень мало было про Гагаузию, то есть в первых предыдущих мониторингов было больше информации и заявлений о Гагаузии. И они, а те, что были, они в основном касались, то, что центр ущемляет Гагаузию, права Гагаузии, и в основном про Гагаузию говорили левые партии, то есть это блок патриотов, куда входили коммунисты, социалисты, и меньше говорили про европейские партии. Ну вот, согласно отчета, мы видим здесь графики, где говорится о том, что про ЕС наибольшее количество сообщений, как и ты уже сказал нам, но со временем тема России все становилась менее активной и менее востребованной. В чем, как вот на твой взгляд, почему меньше стали говорить про Россию, больше про Евросоюз? Или все-таки это было то же самое, только сейчас акцент сделали на Евросоюз, но за этим все-таки скрывался месседж и про Россию? Если мы говорим, почему ЕС и меньше про Россию, это вообще не связано с тем, что российская тема стала менее значима для нашей страны. Нет. Просто сменились акценты, потому что, когда мы чуть позже будем говорить об объеме затрат тех или иных политиков и партий на продвижение этого контента, то мы получили, что все-таки, забегу немного вперед, что ПАС затратила значительные финансовые ресурсы на продвижение той повестки, которая была. Это первое. И во-вторых, в отчете мы выявили такие вещи, что ряд неправительственных организаций, которые не политические, в том числе продвигали проевропейский контент. В общем-то, поэтому получилось, что контента было больше, и, соответственно, это дало ту картину, что как будто пророссийского контента было меньше, потому что он не продвигался, а продвигался в основном европейский. То есть, если сказать простым языком, нас просто задушили информацией в период с августа по сентябрь о Европейском Союзе. Просто задушили, потому что там каждый гражданин, наверное, это таргетировалась реклама, и это вылазило во всех социальных сетях. Буквально там, если не каждое первое, то каждое второе сообщение касалось Европейского Союза. В общем-то, поэтому сложилась такая картина в реальности, но на самом деле не стало меньше там российского контента. Вопрос по Гагаузии. Почему гагаузская тема стала менее актуальной на этот период? Я думаю, что потому что если взять общее количество населения Гагаузии, избирателей, то у нас 126 тысяч, по-моему, в Гагаузии, вышло, наверное, 60 или 70, я сейчас не помню точно цифры, а это примерно 2 или 3% от общего количества голосующих по стране. И, наверное, политические партии посчитали, что Гагаузия не столь влиятельно в процессе голосования. И, в общем-то, ПАС была, наверное, не очень активна в Гагаузии, потому что понимали, что здесь не их избиратель. А левые партии, наверное, не прилагали много усилий, потому что они и так понимают, что Гагаузия традиционно голосует за пророссийские и левые политические формирования. Еще я здесь заметила в отчете, что касается языка, месседжей и рекламы. Конечно, доминировал румынский язык. Это понятное дело, что в Молдове больше всего румыноговорящих людей, но в этот раз русского было не так уж много. Почему, с чем это может быть связано? Или все-таки на самом деле акцент был, и этот месседж от партии был все-таки для румыноговорящих жителей? Потому что здесь, скорее всего, мы не имели количества, допустим, ущемления того, что не было достаточно на русском языке. Просто продвигался проевропейский контент. А он в основном был на румынском, и, соответственно... Да, 68% практически. Да, поэтому есть ощущение, как будто, что его было больше, чем обычно, просто его реально было больше, потому что его продвигали. И думаю, что это в том числе и связано с тем, что русскоязычное традиционно у нас считается
левые избиратели, и поэтому правые партии не были заинтересованы, поэтому они играли на свой потенциальный электорат. То есть можно сказать, что у них не было задачи привлечь и другую часть населения, которые сегодня думают чуть-чуть по-другому. Думаю, что как бы вопрос не стоит, наверное, так была задача или нет. Я думаю, что они пошли просто по наименьшему пути сопротивления, чтобы мобилизовать свой потенциальный электорат, потому что они понимали, что ловить им на левом электорате в любом случае нечего, и они не смогут там переубедить очень большое количество избирателей, поэтому они пошли по наименьшему пути сопротивления, я бы сказал. Ну вот больше всего коробит то, что практически менее 1% была реклама и были сообщения на гагаузском языке. Это очень маленький процент, мне кажется, что даже для автономии, то есть не было ничего, да, конкретно, чтобы чувствовалось бы, да, вот это для гагаузов, да, было создано. Но можем говорить, что вообще как бы этот 1% это и есть погрешность, то есть мы можем говорить, что на гагаузском вообще практически ничего не было. И это очень плохая тенденция как для Гагаузии, так и для политических партий, потому что, ну, во-первых, в любой нормальной демократической стране как бы языки меньшинств, в том числе на них производится любая информация. И люди, когда мы говорим, что Гагаузия меньше говорит на гагаузском, вот это есть доказательство того, что у самого населения по сути нет потребности в том, чтобы получать информацию на своем родном языке. И думаю, что это очень тревожные тенденции. Какие могут быть последствия вот такого отношения, да? Потому что если раньше мы видели, что как-то старались говорить на гагаузском языке, даже молдавские политики там учили какие-то фразы на гагаузском и создавали рекламу, где они говорили на гагаузском языке, то сейчас в этот раз мы увидели, что просто все совсем по-другому. Ну, я думаю, что, во-первых, мы должны понимать, что когда во время предвыборной кампании, неважно, гагаузская или национальная, молдавская, то есть парламентские выборы, не используется в Гагаузии гагаузский язык, то это очень плохая тенденция, потому что, по сути, уходит большой пласт, там, допустим, политической информации, которую жители Гагаузии могли бы получать на гагаузском языке. То есть мы в перспективе можем иметь, что, например, ну, так как нет потребности, например, не будут печататься бюллетени на гагаузском языке, например, не будет печататься информация о том, как голосовать или как использовать свое право избирать и быть избранным на гагаузском языке. Но это, конечно, и плохо со временем отразится на самом состоянии гагаузского языка, потому что он не будет обогащаться какой-то терминологией с точки зрения электоральных процессов и политики. То есть здесь как бы есть, я вижу много угроз и рисков, и поэтому, ну, к сожалению, в Гагаузии такая ситуация, какая есть, но думаю, что властям автономии и будущим властям нужно обратить внимание на эти вещи. Да, есть над чем подумать. Также здесь в отчете есть очень интересный раздел, как дезинформация и манипулятивные сообщения. Здесь были, я так понимаю, что в течение всей, особенно третьего периода, да, мониторинга, было много месседжей, которые были искусственно созданы, да, для того, чтобы как-то, не знаю, там, людей запутать, да, то есть были какие-то фейковые сообщения, которые очень активно продвигались, и вот, например, такие как Майя Санду готовит Молдову к войне, например, да, или будет война, придут русские, вода в Днестре пересохнет, да, исторические фейки, оккупация 18-40 годов, то есть какие-то месседжи, иногда вызывающие смех, да, и иногда вызывающие страх внутри людей. Все-таки это специально подготовленные месседжи, да, для того, чтобы запутать людей, или как вы думаете, в чем, так скажем, да, смысл этих сообщений? Ну, как бы не прискорбно было признавать, это все есть вопрос политических тенденций, тех технологий, которые используются в последнее время. И мы видим, что во многих странах опробируются такие методы политической борьбы, потому что страх, к сожалению, вошел или эмоции, которые вызывают страх и опасения, вошли очень тесно в политику. И поэтому политики используют это, потому что они играют на эмоциях людей. Потому что каждый из нас, когда смотрит, например, и что может быть война или в Днестре пересохнет вода, если вы проголосуете за ПАС или вступите в Евросоюз,
то понятное дело, что играют просто на эмоциях и на страхе людей. Ну, я знаю, что как бы есть сюжет наших коллег с Молдова УНУ. Да. С самой презентацией, мониторингового отчета. Молдова УНУ показала сюжет о нашем мониторинге, когда вы проводили отчет. Предлагаю сейчас закончить вопрос с манипуляциями и обязательно посмотреть этот сюжет. Еще у меня вопрос касаемо манипуляций вокруг Гагаузии, гагаузской тематики. Да? Центр хочет наказать Гагаузию, неуважение центра к автономии. То есть здесь, на юге, было много таких настроений, да, антицентральных настроений, где постоянно пытались показать нам, что где-то какой-то враг пытается нас в чем-то обмануть, либо использовать наш потенциал. Как вы думаете, это тоже было специально искусственно использовано для того, чтобы увести голоса? Чем Но это играли на гагаузский электорат, потому что, понятное дело, как мобилизовать голоса в Гагаузии, это, в общем-то, делать те нарративы, которые будут созвучены с жителями автономии, поэтому, соответственно, понятно, в основном это использовал патриотический блок, который входили Тарлев, Ирина Влахова, но потом ее партия была снята с участия в выборах за несколько дней, и естественно, что они изначально имели направленность на то, чтобы активизировать и использовать голоса в Гагаузии, соответственно, поэтому и понятно, почему они вели такую риторику и все время говорили с тем, что созвучно с заявлениями местных региональных политиков о том, что Гагаузию центр ущемляет, не дает денег, в общем, там, уничтожает там, гагаузский язык и так далее. То есть играли просто на настроениях гагаузского электората. Ну и мы видим, что после того, как они пришли в парламент, резко заявления закончились, и никто, по сути, никому не интересно, что происходит в Гагаузии. Ну да, к сожалению, это наша сегодняшняя реальность. Я предлагаю посмотреть сюжет наших коллег, который был подготовлен по нашему мониторингу, а потом мы перейдем к самому интересному, ко второй части, где мы поговорим о деньгах, о затратах и самых активных, так скажем, аккаунтах и страницах. Поэтому предлагаю всем нам посмотреть этот сюжет. 500 000 евро за несколько месяцев потратили молдавские политики и партии на рекламу в социальных сетях. Такие данные представила общественная организация «Медиа Берли» Униуня Медиа в своем третьем аналитическом отчете. Согласно документу, эти деньги ушли на рекламу в Facebook и Instagram с июня по сентябрь. Больше всего, почти четверть от общей суммы – это расходы ПАС. На втором месте – неправительственные организации. Нашей рекомендацией будет являться прежде всего привлечение внимания контролирующих органов. Это непосредственно Центральная избирательная комиссия, это может быть налоговая, это и другие структуры к тому, каким образом были использованы денежные средства, откуда они, скажем так, у тех или иных политических акторов. Часть отчета посвящена основным нарративам, которые в избирательный период продвигались в социальных сетях. Правящая партия рассказывала о европейском будущем нашей страны и о том, что Молдова может потерять возможность вступить в ЕС. Оппозиционные партии пугали возможной войной и так называемыми нехорошими временами в случае присоединения к Евросоюзу. Политические партии не предлагали никаких решений для Молдовы, а сконцентрировались только на геополитической повестке, которая, в общем-то, и эксплуатировала всю избирательную кампанию. Поэтому это один из самых плачевных выводов, думаю, что для граждан страны, потому что ни одна политическая сила, ни оппозиционная, ни провластная не предлагала решений. Авторы отчета рекомендуют повышать медиаграмотность граждан и улучшать избирательное законодательство в части онлайн-агитации. Сюжет немного раскрыл тему, которую мы сейчас будем обсуждать, но прежде чем перейти к интересным цифрам, хотелось бы узнать по результатам мониторинга, какие аккаунты и страницы были самыми активными в этот период. Как мы услышали в сюжете, что если мы говорим о общем бюджете, который был израсходован, я все-таки сделаю акцент, в период с 1 августа по 28 сентября, то речь идет о сумме, которую затратили молдавские политики, политические партии и некоторые общественные организации. И уточню, что речь идет только о двух социальных сетях, Facebook и Instagram. Речь идет о сумме в 563 тысячи евро. Это, мне кажется, колоссальная сумма для такого короткого периода.
24,9-25% это были затраты ПАС. На втором месте мы имеем все прочие партии, которые собрали 31%, но если говорить в суммарном, то гражданское общество это 15,4%, которые продвигали европейскую повестку, то есть это очень большие расходы. Андрей Настасьев, который потратил почти будучи независимым кандидатом, около 50 тысяч евро. И блок «Альтернатива» это 8,4, то есть это получается в пределах где-то около 50 тысяч евро. Вот это лидеры затрат, которые были сделаны. Но самое интересное, что, например, самым рекордным, потому что мы говорим об примере Андрея Настасьева, потому что расход на его одну страницу была 51 тысяча евро. То есть это, конечно, да, но когда мы говорим например, о неправительственных организациях, Watchdog, например, тратила практически где-то около 40 тысяч евро на рекламу. Блок «Альтернатива» 36,5. Инима Молдовы, сердце Молдовы под руководством Ирины Влах затратила сама Ирина Влах в июне-сентябре тратила 10 042, июль-сентябрь 14 133 евро партия и 7 146 евро Ирина Влах лично. Это несмотря на то, что ее партия за несколько дней была снята с избирательной гонки и по сути не участвовала в выборах. И что еще важно здесь отметить, потому что для сравнения, например, в период до августа, то есть 1 мая до 30 июля всего было затрачено политическими партиями что-то около 43 тысяч евро и 563. То есть мы видим колоссальную разницу за 3 месяца и всего лишь за 1,5 месяца. И что самое главное, что рекордным стал, по-моему, 25 сентября. И речь идет, что в этот день, по-моему, была затрачена самая большая сумма. Это что-то около 38 тысяч евро. Это прямо перед выборами. Да. И важно отметить, что мы отметили в отчете, допустим, во втором мониторинговом периоде были госорганы, которые тратили на продвижение в социальных сетях, но в то же время они продвигали европейскую повестку, то есть деятельность правительства, например, или того или иного министерства, и продвигали руководителей своих учреждений, например, Дарина Ричан, Игоря Гроссу, но они уже были в списках ПАС. То есть, по сути, мы имели такой скрытый вариант использования административного ресурса и публичных расходов. То есть мы не говорим о том, что это законно-незаконно, мы обращаем внимание на что это есть проблема, и в законодательстве нужно уточнять эти вещи, потому что не все кандидаты, получается, были в разных условиях. Ну, вот здесь, наверное, появляется другой вопрос, да, насколько современные технологии, большие затраты на рекламу в социальных сетях приведут к тому, что сегодня СМИ, да, телевидение, радио, газеты, сайты, к сожалению, теряют конкретного, да, рекламодателя в период выборов, как это было раньше. Это был один из хороших периодов для всех СМИ, когда они ждали, что придут к ним кандидаты, они будут рекламировать себя, они будут на этом, конечно же, зарабатывать. Но сегодня мы видим, что все СМИ остались в этом году практически без заработка от электоральной кампании, но зато Facebook и Instagram, только из молдавских выборов заработал за 2 месяца 500 000, да, то есть это огромная сумма. Для Молдовы, скажем. Ну, конечно, для Молдовы. Я представляю, если бы эта сумма ушла бы в СМИ, да, то уровень СМИ, конечно, и возможности средств массовой информации были бы уже другие. А на самом деле это очень большая проблема как для медиа, потому что деньги ушли из медиарынка, и, соответственно, эти деньги могли быть затрачены на создание качественного контента, чем страдают молдавские медиа поголовно, то есть потому что это отсутствие финансов и это большая зависимость от грантов, соответственно, и контент не столь конкурентоспособен, например, как российский, украинский медийные рынки.
Но здесь есть и другая проблема, потому что вот эти тенденции, которые приходят к нам из выборов, по сути, отдаляют политиков от электората, от простых граждан. Потому что, допустим, наша организация и платформа ЛАФМД столкнулась с проблемой, потому что мы организовывали бесплатно дебаты для конкурентов на выборах, но желающих не было. Даже бесплатно? Даже бесплатно. И такая же проблема была и на президентских выборах. То есть теперь политики поняли, зачем идти и слушать неудобные вопросы от журналистов, если мы можем просто таргетировать, оплатить рекламу в Фейсбуке, и нас никто не задаст нам никакие неудобные вопросы. И, соответственно, теперь граждане, наверное, и видят о том, что и прямых встреч с избирателями стало намного меньше, потому что все политики ушли в социальные сети. И мало что эти деньги не ходят на развитие медиарынка, плюс еще это приводит к тому, что политики оторвались от простых граждан, потому что они не доходят к ним напрямую. То есть уже, помните, много лет назад был принцип, когда многие кандидаты ходили из дома в двор, во то есть проводили встречи. напрямую были то теперь этого уже практически нет, потому что они достигают, и им не важно, потому что они проплатили, и это в любом случае звучит из каждого ящика, из каждого смартфона, из каждого ноутбука, потому что это все алгоритмы соцсетей по-любому навязывают тебе эти нарративы, которые проплачены политическими партиями. Поэтому здесь вопрос не только в том, что эти деньги не пошли на развитие медиа, но и в том числе, что эти деньги отдалили молдавских политиков от простых граждан, которые и голосуют за политиков на те или иные должности для того, чтобы они решали проблемы нас с вами. Есть ли путь регулирования такого процесса? Да? То есть это же ведь мы понимаем, что это очень плохая тенденция, и с годами это может быть все жестче и жестче, и тогда на самом деле непонятно, как все это будет происходить, как люди будут оценивать работу правительства, да, как люди будут оценивать то, что этот человек реально говорит правду, или он придумал, да, он красивую картинку. Сейчас, особенно с развитием искусственного интеллекта, можно придумать различные видео, и ты даже практически не можешь отличить, это реальный человек стоит в видео, или это создано с искусственным интеллектом. Можно ли как-то это урегулировать на законодательном уровне, или же просто надеяться на разумность политиков? Я думаю, что здесь нужно изучать опыт и других стран, потому что с такой проблемой столкнулась не только Молдова. Мы все помним выборы в Румынии, в ряде европейских стран, ну, коль мы как бы ориентируемся на страны Европейского Союза. Поэтому здесь нужно изучать опыт и других стран, но однозначно речь идет о том, что сегодня нужно задуматься о том, чтобы менять политическую систему или регулировать на уровне законодательства, потому что когда политики оторваны от общества, это ненормальная тенденция, потому что политика и политики, депутаты, президенты, они должны решать проблемы рядовых граждан. Если они не встречаются с гражданами, и они не участвуют в дебатах, где могут конкурировать идеи и те нарративы, которые должны быть реализованы, то тогда зачем людям идти на голосование, если мы понимаем, что политики туда стремятся только для своих личных целей, потому что они нам по сути ничего не предлагают. Потому что они нам навязывают какую-то повестку, и мы видим, что на этих парламентских выборах вопрос геополитики был превалирующий. То есть или мы в Европу, или мы без Европы, и тогда чуть ли нам смерть. То есть никто не предлагал, какие законы должен принять парламент, чтобы увеличить, допустим, уровень жизни, чтобы уменьшить нагрузку за коммунальные услуги, потому что мы знаем, какие они в Молдове. Мы видим в Молдове рост цен, мы видим инфляцию, и даже с большой разницей от других стран региона, потому что с той же соседней Румынии и с Украиной, где идет война, что у нас цены намного выше, чем в этих двух странах. И поэтому вот эти вещи должны были решать политики, они должны были конкурировать с этими идеями для граждан. Граждане должны были выбрать между идеями и тем, что сделать политики. Но они пошли по легкому пути. Они пошли по пути, когда сегодня через информационные манипуляции, информационных технологий ты можешь донести какие-то свои нарративы, и вы представляете, что если вам 1,5 месяца или 9 месяцев, как мы анализировали, из каждого вашего просмотра в интернете или открытия вашего смартфона вам говорят о том, что если мы не за ЕС, то мы умрем и нам будет плохо, и если мы с Россией, то у нас будет война,
то вы же понимаете, что на психологическом уровне люди начинают бояться, и они уже принимают те или иные нарративы потому что вы же согласитесь со мной, что сегодня насколько много уже стало все использоваться искусственный интеллект и манипуляции, что люди уже даже не могут различить, где реальность, а где выдумка и виртуальность. Да, к сожалению, эта тенденция, мне кажется, что она будет все жестче и жестче развиваться, и здесь, наверное, остается только надеяться на разумность наших избирателей, на разумность наших граждан, на то, чтобы, конечно же, вот как вы сказали, все-таки не идти на поводу у эмоций, да, там будет то или будет это, да, а по факту, да, у меня сегодня в кармане денег нет, да, у меня сегодня пенсия маленькая, либо мне не на что купить хлеб, а ты мне говоришь про какие-то направления, да, Россия или Европа. Мне от этого ни жарко, ни холодно, мне хочется сегодня кормить свою семью. Конечно, здесь стоит только надеяться на разумность наших граждан и избирателей, и вместе с развитием технологий, наверное, нужно и самим гражданам очень сильно развиваться и понимать, и начинать различать вот это, что сегодня является фактом, а что сегодня является выдумкой, и что нам важнее, да, сегодня кусок хлеба или прекрасная картинка, которую нам обещают. Нам много чего обещали, мы это все помним, да, и прекрасную Гагаузию, но, к сожалению, мы видим, к чему мы дошли, и что мы сегодня имеем по факту, да, то есть... К сожалению, да. Факт остается фактом. Я также в отчете вижу, что в конце периода, да, прямо перед выборами, появились новые акторы и темы. Да, то есть, если до сих пор были одни лица на арене, да, то под конец появилось еще много новичков, да, это активными стали и такие лидеры, как Лупу, Дадон, да. Да, вот если мы говорим, допустим, о новых акторах, речь идет о чем? То есть, допустим, если когда мы анализировали период февраль, первый мониторинговый отчет, то тогда как раз был арест Гуцул, и там, конечно, гагаузские политики в этом нарративе были на первом плане. То есть это Константинов, Евгений Гуцул. Но вот уже в последнем третьем отчете мы уже видим, что Дадона, Лупу, которые говорили про Гагаузию, да. То есть уже отошли там Константинов, Гуцул, но появились молдавские политики, которые стали говорить и играть на чувствах гагаузов. Ну да, и, конечно же, дезинформация в этот период эволюционировала по отчету. Ну, мне кажется, что это был один из самых интересных периодов мониторинга. Я прям по отчету чувствую, даже самой было интересно все вычитать, посчитать. Но и интересен не только с точки зрения исследований, но с точки зрения и, наверное, интереса граждан, да, что происходило. Я думаю, что эти цифры удивят многих граждан, многих наших зрителей, потому что цифры колоссальные, 500 000, да, за 2 месяца, это огромный бюджет. И вопрос, откуда эти деньги, да, то есть здесь тоже много вопросов. Ну да. И, потому что Настасья, который был независимым кандидатом и не прошел в парламент, вот мы говорим там, да, 51 000 евро, да, которые он вложил. То есть, ну, один, да. Да, ну еще Инима Молдове тоже не маленькие суммы внесла, государственные какие-то учреждения тоже внесли. То есть здесь много вопросов, откуда эти деньги, откуда они пришли, куда они так легко ушли. Ну, надеюсь, что данный мониторинг оставит след в дальнейшем развитии предвыборных кампаний. Есть ли в планах, или, может быть, вы уже предприняли какие-то действия для того, чтобы передать этот отчет в какие-то органы, которые бы имели возможность повлиять, либо скорректировать какие-то законодательные аспекты в дальнейшем? Но отчет проводился нашей неправительственной организацией. Он не является законом или нормативным документом. Но, естественно, что мы рассылаем его нашим партнерам, и в том числе заинтересованным сторонам. Это Центральная избирательная комиссия, это международная организация, для того, чтобы они, ну, как минимум, взяли во внимание эти тенденции и посмотрели, что нужно сделать для того, чтобы устранить эти проблемы в следующие избирательные периоды. Ну и вот в конце данного отчета я вижу рекомендации от команды, которая проводила мониторинг. И здесь, конечно же, рекомендации, которые, наверное, позволили бы чуть-чуть улучшить ситуацию касаемо и языкового вопроса, да, то есть повысить, обеспечить двуязычные официальные коммуникации и так далее. Ну, я, честно, искренне надеюсь, что данный отчет поможет в будущем, может быть,
Центральной избирательной комиссии или другим органам по-другому посмотреть на избирательную кампанию и внести корректировки, особенно на законодательном уровне, потому что, ну, я считаю, что это неправильно, да, такие огромные деньги отдавать не на развитие внутренних организаций, да, и плюс ко всему, как вы отметили, что, да, сегодня контакта практически не было. То есть, если был фестиваль, мы могли видеть пару лидеров, да, просто вот на фестивале, пару фотографий с избирателями. Но так таковых традиционных встреч, да, с группами людей в залах, в домах культуры, где собирались люди, слушали представителей партии и могли задать свои вопросы, рассказать о своей боли, в этом году, к сожалению, такой возможности практически ни у кого не было. Если, может быть, у вас есть какие-то дополнения или, может быть, какой-то итог касаемо этого мониторинга? Ну, во-первых, вот я все-таки повторюсь, возможно, но я считаю, что это очень плохие тенденции, потому что политики полностью отрываются от простых граждан. И, соответственно, если такая тенденция будет сохраняться, она будет масштабироваться, то мы можем прийти к ситуации, когда политики и граждане это будут как две параллельные реальности, абсолютно не имеющиеся никакого отношения друг к другу. И, к сожалению, вот мы идем по такому не очень хорошему пути. Да. Ну, факт остается фактом. Цифры, которые мы получили, они у нас, как говорится, черным по белому написаны, поэтому статистика есть статистика. Дорогие зрители, спасибо, что вы сегодня были с нами. Мне кажется, что сегодня был очень интересный разговор с руководителем общественной организации «Униуня Медиа», «Медиа Берли» Виталием Гайдаржи. Мы говорили про аналитический отчет, политический контент и реклама в Фейсбуке и Инстаграм в Молдове за период август-сентябрь. Надеюсь, что данная беседа и данный отчет даст свои результаты. И спасибо, что вы сегодня были с нами, и до новых встреч. Порой, чтобы встретиться с собой, нужно пройти через боль. Елена Бабенко – женщина, для которой борьба стала свободой. Из спорта в преподавание, из болезни в новую жизнь. Ее путь – это путь осознанности. История силы, поиска и вдохновения для других женщин. Спорт – это всегда была большая часть моей жизни. Спортом занималась с самого детства, волейболом, играла в команде в школе до 11 класса. В университете я тоже занималась фитнесом, ходила в тренажерный зал. И по сегодняшний день, когда были маленькие дети стали постарше, по сегодняшний день я занимаюсь спортом. Идея открыть спортзал, она пришла не только мне, моему партнеру Ивану. Мы вместе на базе гимназии сделали из старых бесхозных помещений огромный зал площадью в 360 квадратов. В эту идею никто не верил. Самое главное, что верили мы с партнером. И вот мы занялись и решили для села, для жителей села сделать возможность заниматься, начиная от самых маленьких до самых взрослых, женщин, мужчин и так далее. Самое интересное, что в этих процессах и в любых
процессах огромную роль всегда играют женщины. Мужчины, мальчишки, они занимались. Это был старый зал на базе гимназии, где занимались карате, дзюдо и другие виды спортивных направлений. Когда мы захотели заниматься там, нас мальчишки приняли, но, как любая женщина, приходя в определенное помещение, дом, квартиру, она начинает обустраивать, чтобы было все гораздо красивее. Поэтому мы предложили, что нам не нравится, давайте сделаем маленький ремонт. Началось с маленького ремонта и дошли до большого профессионального зала с рингом, которого практически нет равных на юге Гагаузии. Сначала, конечно, мы занимались отдельно, Иван занимался с детками, с мужчинами, я занималась с девушками, женщинами. Мы понимали, что нам тесно. Тот зал, который вы сейчас видите, такого зала не было. Здесь были подсобные старые помещения, оставшиеся с советских времен в школе. И благодаря поддержке руководителей школы мы получили разрешение от необходимых инспекций на то, что мы какие-то простеночки здесь снимаем, мы не нарушаем основной конструкции и, в принципе, начинаем расширять зал. Было много пыли, мы все это почистили, после чего, когда уже тут касалось уже косметического ремонта. И таким образом вот с того дня мы дальше вместе двигались по этому помещению и решали. Преимущество этого зала для школы, не только для тренеров лично, является то, что можно разгрузить основной спортивный зал. Он большой, в прохладное время там для детей прохладно, поэтому Ваня предоставляет возможность для начального звена. Все начальное звено занимается здесь, а здесь тепло круглый год. Нестандартные решения, они всегда со мной по жизни. Я всегда анализирую из того, что есть, и мне хочется в любой деятельности, чем бы я ни занималась, привнести что-то новое, что-то нестандартное и необычное. Предложили поучаствовать в проекте, европейском гранте. У меня возникла идея, причем она родилась очень быстро, оснастить в этом же зале, где мы с партнером оборудовали для жителей села, оснастить студию для флай-йоги, для занятия флай-йогой. Обычно, когда у меня так легко в жизни все получается, я на это не обращаю внимания, я где-то даже в шутку это делаю или делаю и забываю. И очень через короткое время нам сказали, что у вас получилось, вы выиграли проект, нам выделили приличную сумму денег, мы смогли закупить необходимый инвентарь, и так у нас начались занятия флай-йогой в селе Кирсово. Решение поступить в Институт физкультуры и спорта родилось чуть-чуть раньше. С самого начала я начинала заниматься в этом зале сама. Потом подтянулись подружки и подружек, и у нас получилась очень большая команда. И я помню, что через месяц примерно у нас там из 3 человек команда выросла в 30-40 человек. И я понимала, что это большая ответственность, так как я веду эти тренировки. Я понимаю, что работа с людьми – это очень ответственное дело, поэтому я тут же поступила в Институт физкультуры и спорта в Кишиневе для того, чтобы знать всю основу, базу подготовки. И таким образом уже к своим женщинам на тренировке я вернулась с дипломом. К концу 2024 года у меня был очень ответственный этап в моей жизни, и мне важно было самой лично вернуться в тему спорта и дальше продолжить бдить по своему здоровью. Поэтому это была моя инициатива. Я обратилась в гимназию и спросила: а вы не хотите, чтобы я у вас читала физкультуру? Руководство было удивлено, потому что, преподаватель экономического факультета и физкультура, немного возникает диссонанс. Но это часть меня, поэтому мне было это легко сделать. Это был первый опыт работы с людьми в больших таких группах, потому что классы не маленькие. Это был новый опыт, интересный. И я очень ценю и благодарю тех детей, которые поддержали меня, давали на месте обратную связь. Я очень довольна этим опытом. Преподавание не профессия, а миссия. Или научит не только знаниям, но и честности с собой. Она дает не ответы, она учит искать.
и щедро делится светом. Здравствуйте. 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 Проходим. Проходим. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, сразу оптом вас буду обнимать, только не всех, потому что меня Всем привет, Тимурджан. Спорт закалил характер, научил преодолевать. Елена всегда шла к цели, пока тело не сказало «стоп». Началась другая борьба, внутренняя, и сила мышц превратилась в силу духа. Переломные моменты в моей жизни – это в 2024 году объявление мне диагноза онко, после чего я выбрала лечение через нестандартный способ – это сухим голоданием. К сухому голоданию я пришла немного раньше, чем в 2024 году. У меня подруга занималась этим направлением много лет, и я наблюдала за ней в Инстаграм. Я следила, как она это делает, иногда писала ей личные сообщения, советовалась. Я стала пробовать держать сухой голод по 20 часов, 30 часов, сверх 40 часов, и в принципе мне было нормально. Но к опыту более длительному, сухому голоданию, не просто для познания, не просто для профилактики, для здоровья, а именно для лечения, я смогла с этим опытом ознакомиться благодаря доктору Филонову Сергею Ивановичу и его команде, который более 40 лет смог вылечить людей, у которых были очень сложные диагнозы, где классическая медицина разводит руками. Благодаря важным словам, которые он сказал, что «Лена, это не простой выбор, но выбор за тобой. Это твоя жизнь, это твоя судьба, и итоговое решение остается за тобой. Это не просто, но знай, если ты пойдешь на химиотерапию, то, к сожалению, на сухой голод мы тебя не возьмем, потому что человеческий организм, он не может выдержать и то, и другое. Сухой голод – это очень сильный стресс, и это труд. Диагноз, страх, выбор. Она отказалась от медицины, выбрала сухое голодание. Каждый день очищение тела и сознания. Суть сухого голода состоит в том, что длительный период времени, это 7-9 дней, в зависимости, как человек выдерживает, продержаться без воды и без еды. Более того, исключается любой контакт с водой. То есть душ, чистить зубы, все это нельзя. Мыть голову, мыть руки. Когда человек решает начать сухое голодание, он готовит свой организм, он очищает свой организм, банально, принимает душ, и на этом он забывает о теме вода на длительный период времени. То есть за 9 дней нельзя ничего. Ни еду, ни соки, ни воду, ни в коем случае даже чистить зубы. То есть мы закрываем рот на 9 дней. Самое сложное – страх, который приходит или одолевает, особенно после 6-7 дня, когда не можешь спать. То есть, так как это очень сильный стресс, через некоторый период времени, когда человек начинает голодать, то самая большая проблема – это сухость, и хочется пить, и вторая самая большая проблема – человек не может спать. Поэтому после 7 дней я не спала до 9-го, получается 10-го, потому что на 10-й день мы выходим с голода. Вот этот промежуток времени я абсолютно не спала. Я много гуляла на природе, несмотря ни на что, старалась проходить 10 километров. На природе я ходила в лес, в парки, ходила босиком. Было непросто, но мы это сделали. Очень красивая природа Черногории мне очень помогла, потому что с одной стороны море, с другой стороны лес и горы. В горах не особо я гуляла. Почему? Потому что там возвышенности и очень тяжело подниматься в гору, хотя в один день я это сделала. Гуляя по лесу, я увидела горную речку.
которая протекала под основной трассой, связывающей два города. И мне стало интересно, куда впадает эта речка, да? И я приблизилась близко к реке, и я увидела, что под дорогой туннель, и река течет гораздо выше. И мне стало очень интересно, и я стала пробираться вдоль реки сначала. Но понимая, что меня настолько манила эта вода, но я знала, что нельзя трогать воду, сначала я шла вдоль реки. А потом я просто внутренне почувствовала такой вот защелк, и моя интуиция мне подсказала. То есть либо ты заходишь в воду, либо ты не сможешь продержать все 9 дней. Я не спросила разрешения у доктора, я подготовилась, я взяла рюкзак, взяла полотенце, взяла сменную одежду, и на следующий день, это, по-моему, уже на 8-й день, я пришла к реке, сняла себе одежду, осталась в белье, все эти полотенца, все закинула в рюкзак, накинула рюкзак и с телефоном в руках я стала подниматься прямо по самой реке. То есть вот я была в кроссовках, я зашла в белье, кроссовки в реку, она была такая ледяная, и я поняла, что это единственная возможность, наверное, устоять и не выгореть, потому что внутри настолько испепеляюще все жжет. Моя задача была ни в коем случае не мочить вот больше, чем внешнее тело, да? Ни в коем случае, чтобы капля внутрь меня не попала. Я вернулась в отель, я еле-еле дошла. В какой-то момент вышло такое солнце сильное, плюс вот эти влажные полотенца на мне. И, видимо, по мне было видно, что мне очень сильно нехорошо было. И просто проезжал человек взрослый на машине, он остановился и спросил на сербском: «Все хорошо?» Так как я знаю болгарский язык, мне было очень просто с сербом общаться. Я ему объяснила, что в общем все хорошо, но я чувствую себя плохо, и может ли он помочь мне довести до отеля. Он мне помог. У нас каждый день были с доктором лекции. И вот на 9-й день речь зашла снова о воде, потому что этот вопрос задают каждый день, потому что все настолько хотят пить, и у всех стержневой вопрос в каждом человеке — это про воду. И задали очередной вопрос какой-то про воду, я не помню. И тогда Сергей Иванович говорил, что исключением составляет принятие ледяной воды, да, или обливаться ледяной водой или водой со льдом, исключительно для тех людей, у кого онкология, и под наблюдением врача. Получается, что я об этом услышала на 9-й день, и я расплакалась. И вышла с этого зала. У меня была очень сильная поддержка. Очень много людей, которые... Я об этом открыто рассказывала, я не пряталась, я рассказывала по возможности в сторис, в Инстаграм делилась, в прямых эфирах, и мне все люди писали, что ты больше, чем диагноз, ты больше, чем Лена. То есть ты точно сможешь это сделать. Твой характер, настойчивость, сила духа тебе позволит это сделать. Я продержала с доктором, с его командой один подход, а потом еще 2 подхода самостоятельно в Молдове. Через 3 месяца такого режима я сдала анализы, и у меня прекрасные результаты. То есть нет. В одиночестве она встретила себя настоящую и вышла обновленной, живой по-новому. Я как-то поздно пришла с места работы и просто открыла рекламный ролик в Инстаграм и набрела на абсолютно новый инструмент. На тот момент я понятия не имела, что такое дизайн человека. Я это слышала первый раз, то есть дизайн интерьера, там, дизайн квартиры, ландшафта и так далее. Это понятные, да, понятия. А дизайн человека я не понимала, что это. Но в рекламном ролике мастер настолько четко это объяснила, что я сразу же перешла по ссылке и оплатила самый дорогой курс на то время «Дизайн человека». Он звучал так, как механик
навыки, как механика и ключи собственной личности. Я прошла этот курс, меня настолько он привлек, что я задумалась о том, чтобы уйти с постоянного места работы. На тот момент я работала преподавателем экономических дисциплин в университете, и внутри меня зрел план, как же уйти с места работы. Я прошла один курс обучения, потом мне стало интересно, я прошла курс по дизайну человека детей, потому что у меня есть дети, мне стало интересно, а какие они личности, как мы друг с другом взаимодействуем, а что важно знать по детям, по себе, чтобы это взаимодействие было качественное и улучшалось. Третий курс, который я прошла, он был про тему взаимоотношений. Насколько и как мы взаимодействуем с другим человеком, насколько мы можем вступать в партнерство в личных отношениях или в теме бизнеса. Поэтому вот эти 3 таких больших блока Human Design мне позволили распознать для начала саму себя, четко понимать свой стержень, свои сильные стороны, знать, в чем я сильна, и опираться на эти внутренние опоры, ну и также распознавать свое ближайшее окружение. Эти знания мне позволили спокойно наблюдать за людьми, признавать, что мы все разные, и видеть в людях их сильные стороны, и не обращать внимания на отрицательные моменты какие-то. Я прошла дизайн человека, и в течение полугода я решила уйти с места работы. И я люблю учиться, я постоянно в своей жизни учусь. Мне интересно работать с потенциалом человека, и я в каждом человеке вижу его огромный потенциал, в чем даже человек не подозревает, в чем же он силен, либо он забыл, либо он себе не напоминает. Поэтому я стала идти глубже, идти дальше. Я прошла обучение по все, что связано с энергетикой человека, экстрасенсорные способности, сверхвозможности и так далее. И потихонечку стала работать с женщинами в индивидуальном плане, и я ушла с постоянного места работы, ушла в никуда. Я понимала, что если я за собой, меня отговаривали коллеги, если я за собой оставлю хотя бы несколько часов, то я не уйду, я так и буду и дальше работать в университете. Но для меня было важен, я по типу личности генератор, и мне очень важно откликаться на собственный отклик. Я слушала свою интуицию, я понимала, что я точно хочу попробовать что-то новое. Поэтому спорт, дизайн человека, все, что касается энергетики человека, я стала это изучать, и основными моими подопечными были женщины. Полное имя? Полная Людмила. Так, Людмила. Значит, один клик, и бодиграф твой готов. Он выглядит вот таким образом. Вот такая вот карта, где мы видим нарисованного человечка, энергетические центры человечка и очень много цифр. Мне интересно, может, расшифруем, какие у меня качества? Дизайн человека, он настолько объемный инструмент, что нам, наверное, месяца не хватит все эти цифры расшифровать. Но самое главное, в общем виде мы можем сейчас с тобой расшифровать. Каждая женщина уникальна, но часто забывает об этом. Дизайн человека – ее инструмент возвращения к себе. Она не дает советы, она проводник. Женские круги – место, где можно быть собой, где начинается исцеление. Меня делает счастливой взаимодействие с людьми. Независимо, какое это взаимодействие, это беседа или просто чаепитие, или групповая работа, или работа в аудитории. То есть для меня очень важен вопрос коммуникации. Делиться знаниями, передавать и видеть, как улучшаются навыки других людей. Во многих этапах жизни действительно я закрывала смело одну дверь. Я понимала, что да, я боюсь, но за страхом всегда была новая дверь. Поэтому я в этот опыт новый всегда ныряла. Моя стратегия в жизни – это быть собой. Это не становиться на носочки, а стоять прочно на своих стопах. Это очень важно. И выбирать себя, слушать свою интуицию, и только после этого идти в мир. В моей жизни есть много людей, на которых я опиралась, кто были для меня авторитетами. Безусловно, это близкие люди, это родители, это моя старшая сестра и мой старший брат. Мы с ними очень близки, мы с ними очень похожи и по духу, и даже внешне. Мой супруг, который научил меня отдыхать, научил расслабляться,
выбирать ничего не делать. То есть мне в моей родительской семье это не было свойственно. Я очень благодарна тем преподавателям, которые были в моей жизни. Это те, которые брали меня на работу, это те, которые первый раз вместе со мной заходили в аудиторию, это те мастера по психологии, по human design, которые условно за ручку брали меня на первые занятия и говорили вперед. Для меня очень важными и авторитетными людьми в моей жизни являются мои дети. Во многих вопросах я в моменте, когда не знаю, как поступить, я обращаюсь к своим детям, и к сыну, и к дочери, задаю вопросы, и я, как правило, слышу нестандартные ответы. И для меня это очень важно, и это большая помощь. Жизнь может сломать, но и заново собрать. Или, например, того, как вырасти через боль. Стать собой, настоящей. Ее путь – приглашение. Замедлиться, услышать, поверить в себя. Ведь путь к себе – это путь к свободе. Сегодня посвятим целый день Чадырлунге. Ты знаешь, первое поселение чадырлунцев, оно вообще находилось не здесь, а в Лёвском районе. После они перебрались на эту сторону, и этот Чадыр начали называть Ени-Чадыр, то есть Новая Чадырлунга. А постепенно уже появилось новое название, дополнение к Чадыру. Это название реки, на которой стоит сейчас поселение. И получается Чадыр-Лунга, то есть шатер на реке Лунга. Здравствуйте, Константин Васильевич. Здравствуйте. Я опять пришла к вам с туристами, с гостями. У Маши каникулы в Гагаузии, и она услышала о вас и захотела к вам в гости. Хорошо, пожалуйста. Идемте. У лошади есть два врага. Это жир и покой. Чтобы жира не было, мы их кормим по рациону, а чтобы покой не было, запрягаем их. А вы идите его угостить сахаром. Ага. Ближе, ближе, ближе. Эй, красавец. Молодец. Еще один можно, только ближе к нему. Ближе, не бойтесь. Видите, он пальцы не тронул ваши. Нет, я не боюсь его. Ну, как будто побольше, чем остальные. Но это же тяжеловоз, это порода такая. Ну, он очень красивый. Красивый, он у нас свадьбы катает, невест катает. Стой, чуть-чуть, стой. 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 Стой ты, бульдозер. Микрофон не трогай. На ладошки. На, держи. А почему они любят так именно сахар? Просто здесь у нас часто бывают дети, сам такой, это самое, и лошадь морковку или яблоко берет зубами, а сахар берет Только губами. вот так вот. И чтобы, ну, он отпустит, он не откусит, но вот это наш главный папа, зовут его Буджак. Буча. Главное, потому что у него уже много детей. Ну, там критерии другие, но он все равно главный. На, Буча, на, чуть-чуть, на.
Клички лошадям даются по правилам. Это тоже интересно. А как Первая это по буква клички жеребенка начинается с первой буквы клички мамы. Мама. Папа где-то сзади. Папина буква где-то в середине, в конце. Главное мама. Вот. И даем на разных языках. На русском, на молдавском, на гагаузском. Вот это ковраг. Он утром уже работался. А ковраг как переводится? А ковраг по-гагаузски стройный, нарядный. Его мама Карамель, папа Карабах. Они все работали, видите, они мокренькие. А, сегодня бегали там? Конечно. Вот это Кубей, наш Кубик, он тоже работался. Малыш, 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 малыш. Ему 2 годика, он еще ребятенок. Вот это наш Федька. Я сказал, сам такой. На, малыш, на. Это наш красавчик. Хотя и вредненький, но красавчик. Они все красавчики. Сюда смотри, эй, тебя снимают. На, тебя снимают скрытой камерой. И вот так, всем мацион. Все должны быть в движении, все должны двигаться, выпускать лишний пар. А вот у вас там были везде на табличках написано жеребцы, а девочки тогда в другом загоне держатся? Женское общежитие вот там у нас. А, у вас делятся тогда? Отдельно. А почему так? Так надо. Чтобы не, если не упустить... Нет, не то, что не упустить, они закрытые, но это отвлекает. А, то есть они по запаху даже могут? Конечно, конечно. Тут свое. Константин Васильевич, мы знаем, что вы рисуете. А откуда пришла эта любовь к рисованию? И вы рисуете только лошадей? И рисуете только своих? Нет, не только лошадей. Любовь к рисованию у меня появилась еще с детства. Первая, наверное, появилась любовь к животным, к лошадям. И потом почему-то захотелось изобразить их на бумаге, на стенах, на асфальте. Такое всякое было. И я учился в художественной школе. А потом сам уже. Я рисую, пишу всех животных. Видите, вон там картина. Там это мое детство. Я с отцом. Воспоминания мои. И видите, отара, овец, собака, козы, там, ослики, лошадь. Ну, у меня было 2 хобби. Это рисование и спорт. Спорт так можно чуть-чуть уже оставить. Рисование нельзя. Но это опять же хобби, увлечение. Основная работа с лошадьми. Кто бы к нам ни приезжал, он приезжает на экскурсию, увидеть жемчужину Гагаузии в нашем городе, нашу ферму. И чтобы человек уехал, ну, они снимают на видео, фотографируются, какие-то там планы снимают, какие-то фотосессии делают здесь. Какая-то память, чтобы осталась. И пользуясь тем, что у меня очень много репродукций моих работ, моих рисунков, которые я взял с типографии, которые были не использованы для формирования альбома, и чтобы их не порезали на макулатуру, я их забираю. Это репродукция. Мои рисунки отпечатаны уже в типографии. И дарю на память. Пока они есть, можно дарить. Верочка мне все время говорит, оставьте для наших гостей. Все, кто приезжает, всем дарю. Закончится, скажу, что больше нет. Будем делать ксерокопии. Значит, и нам подарите? Конечно. На память Маши о каникулах в Гагаузии. Пожалуйста. Спасибо. Ты сама выбрала? Да. Константин Васильевич, спасибо вам большое, что провели нам такую экскурсию. Еще и лошадок дали покормить. Я впервые нахожусь на таком месте, впервые даже вот трогаю лошадок. Спасибо вам большое. И вам было спасибо. приятно. Плюс еще и маленький презент от вас. Снова мы не с пустыми руками. Пусть будет. Спасибо. Всего доброго. Ганс, пока. До свидания. А хочешь, я тебя удивлю? Давай. Я в Чедерлунге тоже знаю о кое-каких местах. К примеру, несколько лет назад здесь открылось крутое ателье индивидуального пошива.
Я давно хотела поработать над своим стилем. Думаю, что тебе тоже будет интересно. Поэтому можем зайти в гости. Как думаешь? Маша, я думаю, что это место будет интересно не только нам с тобой, но и молодым девушкам, и даже моим туристам. Кстати, да, туда, я насколько знаю, можно войти любому желающему. Тогда давай посмотрим, что там есть. Давай. Здравствуйте, Надежда. Меня зовут Мария. Очень приятно. А это Вера. Очень приятно. Так вышло, что мы сегодня путешествуем по Чедерлунге, и я как раз вспомнила, что здесь есть ателье ваше. Давно хотела побывать у вас в гостях, как раз поговорить о стиле, может быть, вы даже мне поможете найти свой стиль. С радостью. И расскажете как раз о модных тенденциях. Давайте. Я надеюсь, мы вас не отвлекаем. Вы Нет, все свободны? хорошо. Супер. Надежда, сегодня как вот обычному человеку, вот, например, я, прийти и выбрать свой стиль у вас, например? Как вы помогаете, например, определиться, что мне подойдет, какой мне цвет подойдет? Вы сразу определяете... Ну, по цветам я могу определить, когда человек заходит. А по стилю мы начинаем общаться с клиентом. Я расспрашиваю об образе жизни, дресс-код на работе, предпочтения. Кто-то без каблуков не может, кто-то, наоборот, категорически против. Кому-то нравится классика, кому-то нравится платье, кому-то нравится спорт. То есть мы подбираем, исходя уже из желаний клиента, из его образа жизни. А уже по цветам я помогаю, то, что ему идет. Потому что то, что нам нравится, это не всегда нам подходит. И вот мы играемся с этим. А в этом сезоне что, какие цвета модные, какой стиль одежды? В этом сезоне мы играем на контрастах. Либо это анахромы, белый, серый, total look, то есть ты полностью в белом, полностью в сером, это очень красиво. И играем на супер ярких кислотных цветах, вот, малиновый, зеленый, оранжевый, то есть такие вот контрасты. Для любителей чего-то поярче все есть, для любителей чего-то поспокойнее есть, и для тех, кто хочет акценты, тоже можно играться. К вам туристы часто приходят, например, из других стран? Клиенты из других стран, да, приезжают. А что они выбирают? Они идут к вам, приходят сразу с какой-то определенной мыслью, вот я хочу это, либо советуются с вами? Благодаря Инстаграму зарабатывается такой авторитет, что они видят изделия, видят, как мы работаем, и они приходят и говорят: хочу тоже так. Подбери мне платье, подбери мне пальто, подбери мне цвет. А может, я чего-то не знаю, давай ты что-то мне предложишь. Там, я вообще не умею одеваться, помоги мне разобрать гардероб. Мы иногда разбираем гардероб, который не мы отшивали. То есть девушка приходит и говорит: и что мне с этим делать? Или что надо еще добавить, чтобы это все заработало? Потому что это вещи, которые между собой вообще не сочетаются. Она покупала, потому что ей нравилось. И вот мы начинаем работать с ее гардеробом уже. А из каких стран у вас были? Ой, туристы? Турция, Москва, из Баку еще прилетали. Так, Европу не считаю, потому что там кто в Болгарии, кто в Германии, я просто не очень запоминаю, откуда они приезжают. Знаю так: Европа, потом Россия, потом Турция. Там еще... получается, они просто путешествуют здесь в Молдове и по пути заезжают к вам, как мы сегодня, или это именно определенно сразу к вам? Ну, не всегда. Например, у меня были клиенты, которые спрашивали, на какое число брать билет на рейс, потому что они прилетают только на примерку, улетают, и мы уже отправляем им готовое изделие. То есть чаще всего люди, например, приезжают в Молдову, там, не знаю, к родственникам, просто потому что они хотят увидеть эту страну. Вот когда приезжают, например, из других стран, они приезжают в Гагаузию, чтобы посетить в Кангазе Гагауз Сафрасы, винодельни в Камрате. И вот благодаря, опять же, социальным сетям они знают, что мы есть. Например, на фоне цен в Европе у нас индивидуальный пошив просто копейки стоит. И они такие: мы тут неделю. Они заранее пишут, что приедут. Мы их ждем, и в течение недели отшиваем им изделия, они перед отъездом забирают их. А вот как мне сегодня научиться быть вот такой же яркой, как вы, и не стесняться в обществе появляться в таких ярких цветах? Потому что у нас, в принципе, люди не привыкли, это сейчас только в моду вошло так ярко одеваться. Даже вот я сегодня под цвет. Да. Вот как мне научиться не стесняться и быть такой яркой звездочкой в обществе? Ну, начать с малого. То есть, например, я понимаю, что когда ко мне приходит девчонка, и она постоянно ходит в черном, сером, белом, и, может быть, в бордовом, если повезет.
Я не могу ей сказать, давай ты сейчас будешь в зеленом, в оранжевом, все сразу. Она потеряется, она вообще не будет это носить. Мы начинаем с маленького. Давай мы, например, возьмем только яркий пиджак. Будет, например, водолазка более спокойная, худи каких-нибудь нейтральных оттенков, брючки самые-самые классические, чтобы никого не сбивать с пути, чтобы все понимали, что с чем одевать. Потом на следующий раз я говорю, давай теперь добавим вот этот яркий цвет. И вот первый такой, так много цветов. То есть у тебя 2 ярких цвета, и человек уже такой думает, что буду с ними делать. Потом надо приучать себя потихоньку. Сразу это очень сложно. Можно в цветах запутаться, в оттенках, в сочетаниях. По чуть-чуть. И тогда это начинает работать. Ты привыкаешь, ты учишься. Ну, в процессе все. Надежда, скажите, а почему Black Cherry? Это связано напрямую с моим мужем. У гагаузов есть слово «кирис». Это прозвище моего мужа, переводится как «вишня». И когда мы открывали ателье, хотелось что-то, чтобы это было точно наше. И мы думали, почему бы не назвать черри. А черри это звучит не так красиво, плюс к вишенке мужчины не придут отшивать изделия. Мы такие, давай обруталим, давай как-то обруталим это черри. И решили Black Cherry. Звучно, красиво и про нас. Вот так и выбрали. А раз я к вам уже зашла в гости, я отсюда точно не уйду с пустыми руками, поэтому думаю, может быть, мы что-нибудь интересненькое придумаем, как раз вот с ярким оттенком. Что вы мне посоветовали из гардероба заменить, например? Например, в каких цветах вы вообще одеваетесь? Желтый вижу и черный. Что еще есть? Ну, еще несколько оттенков голубого, но вот малинового у меня нет. Вот этот оттенок ваш мне очень понравился. Давайте в малиновом. А что это будет? Я думаю, пиджак. Причем мы сделаем его универсальным, и на несколько лет он будет попадать в тренды и в тенденции. То есть я смогу его надевать и с классическим стилем, и со спортивным? Да, и с кроссовками, отлично, и с джинсами, с брюками, платьями. То есть можно будет сочетать с очень многими изделиями. Точно, мне такой подходит. Так, давайте снимем ярким. Длину какую делаем? Вот так? Выпрямляемся. Все. И когда мне можно будет уже прийти за заказиком? У нас даты бронируют на недели и месяца вперед, поэтому ближайшая свободная у нас будет в декабре. Приезжаете на примерку и через пару дней забираете готовое изделие. Отлично, мне подходит. Все, супер. Пьер, знаешь, я постепенно начинаю понимать, что хоть и наша Гагаузия и маленькая, но каждое село и город особенный по-своему. И это еще не конец. Здравствуйте, вы смотрите программу «Молдова. Европейский Союз», в студии Петр Гарчу. И сегодня вместе с политическими аналитиками Алексеем Тулбари и Виктором Чабаном мы обсудим наиболее актуальные темы Молдовы. Здравствуйте, рада вас видеть.
Хотелось бы начать с темы национальной. Такое, можно сказать, новый виток противостояния между партией власти ПАС и Ионом Чебан. Потому что было несколько инфоповодов, да, вот, то есть были, во-первых, проблемы с принятием бюджета в Кишиневом Мунсовете, да, и там это уже целый год обсуждается, ни одна из сторон не может прийти вот к консенсусу. Были обыски в руководстве коммунального хозяйства в Кишиневе. И вот самое такое последнее, это заявление Чебана о том, что правящая партия должна доказать, что против Молдовы ведется гибридная война. На ваш взгляд, что происходит? Почему вот такое противостояние снова? Вроде бы выборов в ближайшее время не намечается. Выборов не намечается. Вы правы. Предвыборный период вместе с риторикой по всем правилам должен был уйти в прошлое, и уже как бы после выборов наступает нормальная повседневная жизнь, политики должны как-то взвешивать свои заявления, но со всей очевидностью этого не происходит. Чебан по каким-то причинам до сих пор никак не может спрыгнуть с этой предвыборной риторики. Вот то, что вы процитировали приблизительно, он там любопытно в его заявлении, он прям потребовал ультимативно от ПАС представить доказательства гибридной войны, что она есть, а иначе он, Чебан, сочтет это манипуляцией и так далее, общественным мнением, все такое. То есть какие доказательства нужны Чебану для того, что гибридная война, о которой говорит, кстати, не только Молдова, мы об этом постоянно говорим, что это все присутствует, но об этом говорят в том числе европейские страны, о том, что гибридная война сейчас уже в полном развертывании в европейских странах. Мы видим кибератаки, мы видим пролеты вот этих дронов над военными базами в европейских странах. Теперь, возвращаясь к Молдове, мы видим те же самые дроны, которые летают у нас. Мы манипуляции в соцсетях, манипуляции в соцсетях, которые не ослабевают, несмотря на то, что вроде бы предвыборный период закончился, но Чебан этого не замечает, и он прямо требует вот так вот, чтобы ему представили доказательства. Вот еще один пример я могу привести навскидку. Вчера министр энергетики Дарин Жугдету говорил о том, что Молдова закупила аварийную электроэнергию, поскольку были разрушены определенные генерирующие мощности и сети в Одесской области, и поскольку наши энергетические системы с Украиной связаны, произошел переток, который автоматически происходит в таких случаях, и Молдова вынуждена была докупать. Да, это было небольшое количество, потом еще раз закупили. В общем, пока это незначительные такие были закупки, но аварийная электроэнергия, она в несколько раз дороже законтрактованной. Это надо понимать. В то же самое время в таких условиях, да, и министр обращается к населению с просьбой экономить электроэнергию, особенно в часы пик. Вот вчера ехал на передачу, центр города освещен максимально по всем возможным направлениям, несмотря на то, что во многих, в том числе европейских столицах, введен режим экономии по вот этому уличному освещению. То есть вот есть правительство с одной стороны, есть мэрия Кишинева с другой стороны, и вот такое ощущение, что эти люди говорят на разных языках,
что они между собой не общаются и не могут договориться. И вот это противостояние, оно, не знаю, я, по крайней мере, не вижу перспектив, чтобы оно каким-то образом сгладилось. Я здесь не хочу оправдывать, скажем, фракцию ПАСа в муниципальном совете, поскольку там давно это противостояние, и оно уже давно превратило заседание муниципального совета в такие вот театрализованные выступления с одной и с другой стороны. И наверняка и ПАС вносит свой вклад в это противостояние, которое носит уже такой принципиальный, такой вообще переходит местами в джихад. Одни уходят, вторые уходят, никак не голосуется бюджет, о котором вы говорили, и это противостояние происходит. Я думаю, отчасти это и объясняет еще и поведение Чебана. То есть он видит, что ПАС не идет на сотрудничество в Совете, то есть в каком-то виде. Я не буду сейчас, мы не анализируем ситуацию муниципального совета, но совершенно очевидно, что в муниципальном совете необходимы так же, как на более высоких, например, в районных советах или на уровне парламента некоторые коалиции. Если ни у кого нет большинства, и отсутствие какой-то устойчивой коалиции, большинства, приводит вот к таким эксцессам, что, по сути, каждое заседание превращается в битву не на жизнь, а на смерть, в результате все сводится в каким-то закулисным торгам, в конце концов, вопросы, которые голосует примария. Вот, на мой взгляд, подоплека такого конфликта, она присутствует с обеих сторон. И пока что признаков того, что ситуация нормализуется, я пока не вижу. Господин Тулбари, вот если взять, у меня лично складывается впечатление, что в Молдове политики способны работать только вот в таком режиме, когда есть враг. То есть и постоянно ищут врага. Нет врага, им как будто самим даже некомфортно. Не знаю. Да. Вот в этой ситуации, как вы считаете, что происходит между... Нет, значит, нагнетание ненависти, фобии против врагов, там реальных оппонентов или придуманных, воображаемых, это наилучшая политическая технология. Когда в Гагаузии ты кричишь или там говоришь о том, что вот они объединят нас с Румынией, значит, ничего больше не надо, люди мобилизуются. В Кишиневе, так сказать, пугают другими перспективами и так далее. Значит, мобилизация через ненависть – это наше все. Этим занимались 30 лет с чем-то, вот с момента независимости, практически, за редким исключением, там короткие периоды были, практически все правительства, все партии и так далее. Поэтому сегодня мы оказались в ситуации, когда у нас даже элементов каких-то фундаментальных такой европейской демократической политической культуры не наблюдается. Что это за политическая культура? Политическая культура диалога и компромисса. У нас в полемике, публичной в частности, или непубличной, значит, люди пытаются победить в полемике, уничтожить оппонента или перетянуть его полностью на свою сторону. Это считается хорошим исходом. Тогда, когда в цивилизованных странах хорошим исходом считается решение, принятое консенсусом или через компромисс, общее, которое всеми признано приемлемым. Значит, то, что происходит сейчас между правительствами примарии или между ПАСом и МАНом, это пример вот такой неспособности говорить друг с другом. Я вам скажу, что раньше, вот 90-е годы, качество политического класса, как это ни парадоксально может прозвучать, было несколько лучше, чем сейчас в определенных аспектах. Например, у нас был очень острый конфликт между парламентом и президентом в 1999-2000 году, когда президент Лучинский решил расширить свои полномочия, трансформировать страну в президентскую республику.
Парламент этому сопротивлялся. Это было принципиально... Мы не могли найти общий... Я говорю, потому что я был членом парламента тогда. И тогда хватило мудрости обеим сторонам пригласить третейского судью. Это был секретарь Венецианской комиссии Джанни Букики. Он, по-моему, сейчас председатель этой комиссии. Во всяком случае, его имя ассоциируется с Венецианской комиссией. Создалась комиссия совместная между представителем парламента и президентуры, и был посредник. Эта комиссия работала там чуть ли не год, выработала текст конституционных поправок, которые все сказали, да, мы их принимаем. И президент, и парламент. И они были приняты. Знаменитая конституционная реформа 2000 года. Что надо сделать сейчас? Значит, надо согласиться на то, что есть проблема. У МАНа есть определенное количество советников в муниципальном совете, и у ПАС. Вместе они составляют подавляющее большинство. Значит, надо сесть, обсудить все спорные вопросы и найти взаимоприемлемые решения. И проголосовать бюджет. Не получается. Не умеют. Не знают, что так можно. Считают, что мы должны... значит, разрушить друг друга. Посмотрите, что происходит. Значит, есть такой парень, Мельник, по-моему, фамилия, он советник от ПАСа. Значит, он устанавливает себе камеру, берет телефон, камера снимает, телефон, он в телефон говорит, и ходит по коридорам, ловит чебана. Или по городу срывает плитку, якобы плохо установленную. Тогда. Вот это его работа как муниципальный советник. Это провокационные действия. Наверное, эти из МАНТа, может быть, кто-то тоже такими делами занимается. Вместо того, чтобы они... Нашелся бы кто-то, сказал, ребят, все, дальше так нельзя, давайте мы согласительную комиссию создаем, давайте делегируйте, сколько человек от вас, 5 от нас, 5 от вас. И эти 10 человек... плюс, может быть, юриста какого-то независимого пригласим, обсудим бюджеты и согласимся по фундаментальным позициям, проголосуем. Мне в голову не приходит. И это не только проблема отношений между правительством и примарией в Кишиневе, это проблема отношений между центром и регионами, между там, этническим большинством и этническими меньшинствами и так далее. То есть это... фундаментальная проблема Молдовы в целом. В целом. У нас нет этой культуры, а у нас проблемы, с которыми мы сталкиваемся, которые по-другому не решить. Например, есть принципиальные позиции по многим вопросам, по которым никто никогда, я с полной ответственностью заявляю, не уступит. Тут можно только садиться, говорить и находить какой-то вариант, не этот и не тот, а какой-то третий вариант, который будет более-менее приемлем для всех. Хотелось бы перейти к теме, вы ее частично коснулись уже, ситуация с электроэнергией. Да, то есть в Молдове снова проблемы, только в этот раз закупочной ценой в часы пик. Да, то есть из-за того, что в последние недели Россия еще больше атакует именно вот в том числе инфраструктуру, да, энергетическую. То есть да. Украина страна, которая в основном, наоборот, сама же экспортировала, да, то есть продавала электроэнергию, сейчас вынуждена ее искать, и из-за этого ее очень мало. Я помню, что эта проблема была и год назад, и даже было заседание правительства, по-моему, в марте, когда представили план из 22 пунктов. Там в том числе была закупка газовых турбин, которые вот могли бы даже в часы пик снизить то есть объем необходимой энергии, да, который нужно будет Молдове закупать. Но там был важный момент, что да, этот план, мы его продвигаем, но деньги на его внедрение Молдова должна получить съезд. Прошел там сколько, 9 месяцев прошло с этого момента, опять зима и опять проблемы. Вы как видите ли вы недоработки со стороны правительства Молдовы, потому что все, избирательный период прошел, люди хотят видеть результаты. Очень много пиарили эту линию Вулканешты Кишинев. Да. Линия есть, но самое важное это вот эта вот подстанция в Кишиневе и в Вулканеште, да, то есть
Просто поставить столбы, просто провода, этого да. мало. То есть самые важные это вот две эти подстанции, да? Одна из них, насколько я понял, должна была быть еще в августе готова, но она до сих пор не готова. Видите ли вы в этом недоработки, кто должен отвечать, на ваш взгляд, за это? Ну, разумеется, здесь есть недоработки. Я хочу сказать, что, во-первых, тема это генерирующих мощностей, она с бородой, в общем-то. Я не помню, но лет 10 точно я слышу о том, что в Кишиневе будет построена некая ТЭЦ обновленная. Я даже помню, что были названы некие чешские фирмы, которые должны были строить. И каждый раз это все время ни к чему не приводило. Это мне напоминает ту же историю с мусоросжигающим заводом в Кишиневе еще времен Урикяна, когда об этом тоже говорилось, что вот придет какая-то иностранная фирма, построит этот завод и так далее. То есть это давняя тема. Почему это не решается? У меня нет других версий, кроме того, что существуют некие интересы, может быть, некие группы лоббистов, которые каждый раз между собой конкурируют каким-то образом, и это приводит к тому, что результата в конечном итоге нет. Вот высоковольтная линия. Хорошо, предположим, через месяц, закончат они эти подстанции. Но в любом случае мы с Украиной конкурируем за определенный объем электроэнергии, который физически может поставить Европейский Союз нам и Украине. Вот больше этого не может быть. То есть это есть физические какие-то ограничения по этому объему. Поэтому это не решение проблемы. Линия есть, но энергии нет. Поэтому генерирующие собственные мощности – это часть решения проблемы. Причем говорили о том, что 2 эти электростанции будут у нас построены, термоэлектростанции. Тем более, что вот то, что есть в Кишиневе, это, наверное, там устаревшее абсолютно, и КПД там очень низкое, и электроэнергия очень высокая, и так далее, и так далее. Вот эти газотурбинные станции надо строить. Более того, мы же слышали о том, что вот и Румыния там будет закупать в Соединенных Штатах микроядерные, так сказать, вот эти. Я помню еще одну историю с бородой, когда на заре независимости Молдова могла участвовать в атомной станции в Черноводы и могла какой-то долей войти и получать электроэнергию, выработанную на атомной станции. Мы и тогда этого не сделали. То есть на протяжении всей нашей истории мы не заботились об энергетической эффективности страны. Почему? Потому что была одна труба газпромовская в Республику Молдова, была одна электростанция Кучурганская ГРЭС, которая производила на бесплатном газе электроэнергию. И вот на этой мутной схеме паслись все, включая политиков из Кишинева, из Тирасполя, из Киева и из Москвы. Это выгодная всем была схема, когда можно там на каждом киловатте, на каждом кубометре отщипывать себе вот этот небольшой откат, и всех такая схема устраивала. Вот в 22 году мы, наконец, отключились от газпромовской трубы, начали закупать газ на европейских рынках. Вот сейчас пытаемся решить каким-то образом, в том числе и свою независимость по теме электроэнергии. Но еще раз повторю, линия — это хорошо, но без собственных генерирующих мощностей это все равно будет недостаточно. Вот когда власти наконец
сожмут свою волю в кулак и решат, что дальше уже никак нельзя, и вот пора все-таки что-то делать. Я думаю, что варианты эти есть, и финансирование есть, и Евросоюз об этом говорил, что профинансирует эти мощности. Почему это не движется, у меня нет ответов. Это опять надо Министерство энергетики, правительство вызывать, так сказать, на ковер, и пусть они вот гражданам... Нет, потому что мы решили, что нам бесплатно дадут. Бесплатно все дадут. Оборудование. А те, которые должны были давать, думали, что мы за это заплатим. И в это выяснялось какое-то время, сейчас выяснилось, что те ждут деньги, мы ждем оборудование. Да. И вот во всей этой истории есть еще один неприятный момент. Правительство уже заявляет, вот Министерство социальной защиты отменяет, заявило, что не будет компенсации на электроэнергию с 1 января, то есть все, в этом году заканчивается вот та часть 110, кажется, киловатт, которые были льготными, да, эта компенсация снимается с 1 января. Кроме того, вот тепловая энергия, значит, вместо компенсированных 1400 лей сокращается до 1000 лей. Это крайне болезненная ситуация для социально уязвимых слоев населения. Да, при этом министр говорит, что мы адресно будем помогать именно уязвимым. Да, вы и так им адресно помогаете, но в данном случае вы им одну компенсацию убираете, а вторую сокращаете. Ведь мы все равно о одних и тех же людях говорим. Если по прошлым годам смотреть, то вот газовые компенсации, электроэнергию, те, которые подавали вот эти заявления, их по стране было более 700 тысяч, что, в общем-то, заявлений, что в пересчете на население это 2 с чем-то, это более 1,5 миллиона население получало вот эти адресные компенсации каким-то образом. Сейчас эти программы сокращаются. Очевидно, что дела с бюджетом не очень хороши. Очевидно, что последний транш МВФ, который нам не доплатил, также подрывает позиции бюджета. И вот сейчас правительство пытается в каком-то аварийном порядке вот перекраивать бюджетные вот эти показатели. Но это как у нас происходит обычно, будет за счет потребителя происходить. Хотелось бы коснуться темы визита Игоря Гроссу и Михаила Попшой, то есть спикера парламента и главы МИДЭИ в США. Тут у них там ряд встреч было, как с некоторыми политиками из США, так и с представителями бизнеса. Это довольно интересный визит в том плане, что, не знаю, связан ли он с переговорами, которые сейчас идут, да, потому что видно, что США очень сильно давит на Киев и лично Зеленского подписать мирный договор на условиях, которые не совсем выгодны, или, по крайней мере, не совсем невыгодны, давайте скажем прямым текстом. Которые как минимум не нравятся Киеву, да, и многие называют это даже не мирной капитуляцией. Да, в какой-то мере. И это все, ну и одновременно вот Михаил Попшой с Игорем Гроссу в США. На ваш взгляд, это как-то связано или это просто какой-то такой очередной шаг по налаживанию отношений, которых так очень как будто и нет, я имею в виду с новой администрацией во главе страны? С администрацией они практически не встречались. Нет, только с Келлогом. Это гибридный визит. Гибридный в том смысле, что поехал глава внешнеполитического ведомства и глава парламента. Есть вот это измерение, парламентская дипломатия. Да, довольно серьезное явление. Депутаты ездят к своим коллегам из других парламентов на всякие парламентские ассамблеи и так далее. А тут вдруг, я честно скажу, я едва помню, так сказать, я из этой сферы тоже, потому что работал когда-то в дипломатической службе, не помню, чтобы министр вместе со спикерами ездили. Потом у них встречи были скорее такого плана парламентского. Они встречались с членами Конгресса, они встречались там с экспертным сообществом и так далее, в каких-то think-танках, в каких-то аналитических центрах, где речь шла.
и о Молдове, о двусторонних отношениях, о ситуации в целом. Значит, что меня покоробило, что ли, или, не знаю, показалось очень странным, что во время визита вот наших руководителей США принимает концепцию безопасности США, да, очередную, из которой исчезает Молдова как приоритет. Вообще Молдова исчезает. Значит, мы всегда присутствовали вот в этих документах. Молдова как пример такой нарождающейся, растущей демократии, которая вместе с Украиной имеет европейские аспирации. США берут на себя обязательства поддерживать. Сейчас мы напрочь оттуда ушли. Значит, мы знаем, что вот эта стратегия национальной безопасности, значит, она антиевропейская, антиукраинская, она такой один из вариантов американского изоляционизма и определенное возвращение к эпохе зон влияния, холодной войны. В общем, многие говорят даже о том, что вот эта концепция где-то похожа на концепцию национальной безопасности России по формулировкам, по идеям, по целям и так далее. Вот смотрелось странно, наши руководители в Соединенных Штатах, и в это время Молдова просто исчезает из зоны интересов Соединенных Штатов. Подчеркиваю, до этого, значит, был разгромлен USAID, который оказывал серьезную поддержку Молдове, не только НПО, как некоторые пытаются представить, а и в зоне сельского хозяйства, промышленности там, и так далее, и так далее. То есть по всем аспектам. Ну и в общем, да, в одном из интервью господин Попшой говорит о том, что он считает Трампа президентом мира. Это хорошо, что он так говорит. Это мы не можем другой язык использовать. Мы с господином Чобану можем, потому что мы не безответственные люди. Безответственные в смысле, что не занимаем никаких ответственных постов. Мы сами за себя отвечаем, можем назвать вещи своими именами. Значит, министр не может. Поэтому он говорит, я считаю Трампа, значит, президентом мира, он искренне заинтересован в окончании войны и так далее. Что касается Молдовы, я не вижу каких-то результатов этого визита. Нам сократили или уменьшили вот этот тариф. Он у нас 30%, если не ошибаюсь, как был установлен. Вы имеете в виду пошлины? Да, пошлины, да, на начале года. Мы исчезли из основополагающих документов, которые определяют внешнеполитическое поведение Соединенных Штатов. Не только мы, Европа вся оттуда, так сказать, исчезла или выступает в виде такого карикатурного явления, слабого, умирающего. Что касается Молдовы, мы вообще не просматриваемся. Поэтому, конечно, было бы неплохо, если бы они вышли на совместную пресс-конференцию и Попшой, и Гросу, и проинформировали бы, так сказать, нас всех, каковы результаты их визита. Из того, что мы видели, из видео, ну, фотографии, ладно, но из видео там ничего из всего этого не понятно. Знаете, в основном там наш посол, значит, информировал, что вот мы встретились с хорошими друзьями Молдовы, там, депутатами, конгрессменом таким-то, или с аналитиком таким-то. Ну, встретились, и что дальше? Есть еще заявление вице-премьера по реинтеграции Валерия Киверя о том, что Молдова проводит некие консультации с Евросоюзом и Соединенными Штатами. Вот это надо иметь в виду, но мы, опять же, никаких подробностей по этому поводу не знаем, какие именно консультации и что, по крайней мере, по части Евросоюза мы видим много заявлений, мы можем
представить себе, что думает Европейский Союз по поводу реинтеграции Республики Молдова. Что думают Соединенные Штаты по этому поводу, я не берусь сказать, поскольку в новой вот этой американской доктрине, в том числе и стратегии национальной безопасности, о которой говорил только что Алексей, наверное, приоритеты изменены на 180 градусов. И там уже Европа не партнер, Европа не является другом, и вообще к Европе есть претензии. Молдова входит, опять же, в этот европейский пул. С другой стороны, с Россией надо восстанавливать хорошие отношения. А вот какие и до каких пор хорошие отношения, я хочу напомнить, что Путин в связи с войной в Украине не так давно еще раз употребил слово «Новороссия». Мы возьмем Донбасс и Новороссию, либо, значит, Украина освободит эти территории, либо мы их захватим военным путем. То есть вот где здесь, Новороссия это до Одессы и до Приднестровья, включая Приднестровье, не включая Приднестровье, каковы. Я думаю, что в российских картах, которые мы видели на протяжении войны с 22 года, там Новороссия вплоть до Приднестровья, они заштрихованы в пользу России. Это может быть вот, и блефом со стороны Путина, то есть, учитывая переговоры. Что либо вы нам часть отдадите, либо мы... Это и часть блефа и тактики переговоров, это раз. Но два, я выражу свою уверенность о том, что мы раньше видели карту Герасимова, еще раньше, в 22 апреля, заявление генерала Миникаева, опять же, южный коридор через Николаев, Одессу до Приднестровья. Я думаю, что вот стрелочки на карте Генштаба Российской Федерации никто не менял с тех пор. Они не отказались Одна от этой... стрелочка, кстати, там была от Приднестровья шла. То есть получается, что русские рассчитывали, что какие-то войска двинутся с Приднестровья на Одессу. Поэтому здесь есть много, или скорее больше вопросов, чем ответов, пока у нас есть. Будем следить за ситуацией. Касаемо Гагаузии. Посол ЕС Молдовы Ивана Пьорк недавно заявила, что нельзя исключать Гагаузию и Приднестровье из европейских проектов. С одной стороны, госпожа посол, в принципе, ничего такого сверхъестественного не заявила. Но последние годы были, последний год, после результатов референдума, то есть там был ряд заявлений, причем от самых высокопоставленных чиновников Молдовы, что населенные пункты или регионы, которые там против, они, по идее, и не должны рассчитывать на гранты со стороны ЕС. Помощь, да? Да, и, конечно же, это звучало неоднозначно. В очередной раз ЕС показывает, что нет, у нас не будет такой политики. То есть, как вы оцениваете вообще, почему в Молдове такие вопросы, такие дискуссии идут? Разве, может быть, для кого-то это логичная дискуссия? Лично для меня, например, не совсем, потому что не может быть в такой маленькой стране один регион, допустим, процветать, и рядом быть очень бедный регион. Этот бедный регион, значит, будет как таким источник напряжения, нестабильности, да. Если позволите. Да, конечно. Значит, у нас фактическая констатация. У нас Гагаузия все-таки, я смотрел статистику, там по некоторым показателям чуть хуже обстоят дела и по зарплатам, там, и по формированию бюджета там, и так далее. Это если говорить о социально-экономическом положении. И мы знаем, что регион, значит, русифицирован в сравнении с другими регионами страны сильно, и ориентация, значит, на Россию.
делает ли вот это все Гагаузию, значит, регионов, в которые не надо вкладывать европейские деньги, так как заявляют некоторые в Кишиневе, что раз вы не любите Европейский Союз, значит и денег не получится. Я считаю, что наоборот. Я считаю, что вот когда у тебя есть такие территории, такие регионы, ты должен дублировать или утраивать свои усилия для того, чтобы через конкретные примеры демонстрировать населению этого региона, что тот курс внешнеполитический, экономический, который выбрала страна, он приносит реальные блага, реальное улучшение качества жизни. Кишинев почему-то так не думает. Мы не раз, может быть, сейчас поменяется немножко. Не, ну некоторые так говорят, то есть не все. Ну, некоторые, я знаю, кто там, Гросу там говорил, еще кто-то говорил. Я сколько знаю, даже в партии ПАС есть разные мнения по этому поводу. Понятно, но мы смотрим на как они себя ведут. Мнения есть разные, но мы смотрим, что они делают. Если мы вернемся к периоду референдума и президентских выборов, мы видели, что правящая партия ни ногой в Гагаузию, ни ногой на север циркулировала с востока на запад и с запада на восток по стране. А вот в этой центральной части. А по этому измерению юг-север, север-юг они вообще не ездили. Потому что они считали, что там у них поддержки нет и смысла нет. То есть это абсолютно искаженная неправильная логика. Там, где нет поддержки, иди работай в 3 раза больше. И тот факт, что госпожа Ивона Пьорка взяла и сформулировала очевидную простую истину. Это все граждане Молдовы. Каждый регион, он равноценен, равнозначен, равноправен. Вне зависимости от того, что там происходит и так далее. Тем более, когда мы говорим о Гагаузии, который есть плоть от плоти, кровь от крови Молдовы. И тут нет сепаратистского режима. Все, люди интегрированы полностью. Когда говорят, что Гагаузия не интегрируется, я всегда привожу пример того, что 1 миллион молдаван, прекрасно знающих румынский язык, уехали из страны. Они тоже не интегрировались. Значит, проблема не только в этом. Проблема более комплексная. Поэтому, повторяю вопрос, почему должна Ивона Пьорка приехать в Молдову и озвучивать эти простые истины? Значит, даже они в Брюсселе увидели, что что-то не совсем Кишинев правильно делает. Вот приходится выходить дипломатам и в открытую об этом говорить. Ну, я почему говорю, что может быть что-то изменится, потому что и Майя Санду после выборов заявила о том, что надо с Гагаузией работать, вот там начинать. Даже Премьер на инаугурацию сказал, что поеду в Гагаузию и буду... Но повторяю, Гагаузия это особая наша ситуация, но это касается всей страны, надо ездить везде. Тут интересный момент просто, политики иногда, я понимаю, что вот автономия ассоциируется, к сожалению, по политикам, да? Но жители Гагаузии это же не всегда прям полностью отражение первых лиц автономии. То есть и вот в этом плане я думаю, что даже многие в гагаузских селах вживую никогда не видели власти Молдовы. Да, тяжело, неприятно приезжать. Опять же, тут еще был эффект Шора и его команды, которые они все делали для того, чтобы Кишинев сюда не захотел приезжать. То есть там были искусственные скандалы, там были помню, митинги. Конечно, я брал интервью, история это смешная, очень быстро. Брал интервью у гагаузов, которые были депортированы в 1949 году. Лет 10 назад, чуть больше. И в конце интервью, значит, дедушка, с которым я говорил, говорит, он спрашивает меня, ты откуда? Я говорю, из Кишинева. О, что ж вы, так сказать, в этой Румынии присоединились? Я говорю, да мы не присоединились. Я говорю, как? Вы не присоединились к Румынии? Я говорю, нет, мы все вместе пока не присоединились к Румынии. Да, то есть представление о том, что там-то совершенно другой мир. Вы правы в том, что люди живут оторванные от реальности. Да, тут ответственность, я как по другим поводам говорил о роли большинства. Вот в демократиях большинство
будь то политическое большинство, как в нашем случае ПАЗ, или будь то этническое большинство, как там титулярная группа, их больше, чем нетитулярные этнические группы, на них лежит ответственность самая большая за то, что происходит в стране. Вот если в стране плохо, где-либо, в центре, на периферии, на тебе лежит ответственность, что ты большинство. Ты должен идти к меньшинству и спрашивать, что тебе болит, какие проблемы. Давайте вместе думать, как решить вопрос. Даже если неприятно это делать, даже тут сидят такие, как Константинов там, или Евгения Гуцул и так далее. Хотя Константинов со всеми, да, вот он такой долгожитель политический. Константинову есть другие вопросы. Ну, Константинов как колобок. Ну, я имею в виду путь. Вот его политический путь, это вот типичный... Да. От волка к лисе, к зайцу там, и так далее. Да, но в сказке «Колобок» довольно грустный конец. И, кстати, мы плавно подошли к последней теме нашего выпуска. Она не очень приятная, но это жизнь политическая. Значит, Константинов рискует получить до 13 лет тюрьмы. По крайней мере, прокуроры, то есть уже завершились прения, то есть 26 декабря мы должны узнать вердикт. Прокурор требует 13 лет. По делу о мошенничестве, значит, если очень коротко, его обвиняют, точнее, в том, что, будучи директором одной из компаний, там, в 19-20-е годы, он вывел и нанес ущерб 46 миллионов леев, то есть ущерб учредителям. Вы как считаете, чего ожидать Константинова и его судьба в гагузской политике сочтена? Скорее всего, его политический путь завершается на этом. Я, по крайней мере, надеюсь, что это будет так. И это, с другой стороны, послужит определенным сигналом остальным представителям вот этой шоровской преступной организации, которая фактически захватила гагаузский регион и на уровне исполкома, Башканата, Национального собрания и так далее, о том, что все, время шора прошло. Об этом он заявил самолично в видеообращении, которые многие там отслеживали, сказали, что это не шора, а искусственный интеллект, но это не суть. Важно, мы проекты-то закрылись. Главный текст передаем. Проекты закрылись, финансирования нет и не будет. Шор, на мой взгляд, не собирается, по крайней мере, в ближайшее время возвращаться в Молдову. Там есть ритуальная фраза о том, что он объявляет о создании некого там Народного фронта или что-то типа этого, но за ней следует фраза о том, что его проекты социальные будут возобновлены сразу после того, как падет режим или в Кишиневе и так далее. То есть это Шор фактически попрощался с Молдовой, у него совершенно другие перспективы в Киргизии, ему уже мало интересно заниматься раздачей денег 200-леевыми купюрами, когда в Киргизии криптовалютные биржи и миллиарды долларов пролетают туда-сюда. Поэтому он просто помахал нам ручкой и, скорее всего, он улетел, но в данном случае не обещал вернуться. На мой взгляд, как раз-то он больше не вернется. Вот это как раз открывает, наверное, может быть, новую страницу в политической жизни в Гагаузии. Я далек от мысли, от того, что все те, которые, так сказать, летали к Шору, получали деньги от Шора, вдруг откажутся от участия в политической жизни, и на будущих выборах они сразу скажут: нет, пусть вот другие, более достойные придут. Многие из них, кроме политики, ничем не умеют заниматься, совершенно верно. Но в любом случае некая
обновление вот этого политического ландшафта, я уверен, что в Гагаузии произойдет. И это, наверное, на благо все-таки Гагаузии будет. И можно будет говорить тогда, что вот тот самый диалог, о котором говорила и госпожа посол, кстати, она... Ключевая фраза у нее — прямой диалог. И не только на уровне политиков она подчеркивает, но и на уровне граждан, общественных организаций и так далее. Надо проводить, и только это является ключом успеха и консолидации всего общества. Господа, я вас благодарю за участие в сегодняшней программе. В принципе, удалось наиболее... на наш взгляд, наиболее актуальные и интересные темы удалось обсудить, и будем, конечно же, продолжать внимательно следить за событиями. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях были политические аналитики Виктор Чабан и Алексей Тулбури. Оставайтесь с нами и до новых встреч. Здравствуйте, меня зовут Арина Неду, я живу в городе Камрад, в Молдове. Мне на данный момент 17 лет, я учусь в Молдавском лицее Михаила Минеску. Я была по программе Flex в Америке в течение 10 месяцев полных, то есть учебный год. В основном училась, занималась театром, театральной деятельностью, много участвовала на разных воркшопах, интернациональных каких-то воркшопах, знакомилась с новыми людьми и в основном находила новых друзей, занималась этим. Я планирую... Одно из главных — это волонтерство. Я планирую дальше продолжать заниматься волонтерством, потому что в Америке занималась очень много, часов, наверное, 100 точно есть. Заниматься волонтерством, помогать людям, работать в театре, если будет возможность в Молдове, или заниматься этим просто как хобби, скажем так. Вот. Здесь, ну, по крайней мере, в детстве я занималась всем, чем можно было, на все кружки различные, танцы, шахматы, рисование, все перепробовала здесь, в Доме творчества. И ездила даже в другие города на турниры по шахматам. Очень нравится, рисованием занималась долгое время. В театре ездила, но это в Кишинев. А в Гагаузии планирую, может, посетить несколько домов культуры или театров, или каких-то таких под открытым небом мероприятий. Мне интересно вот узнать людей в сфере театра, которые работают. По большей части я хочу путешествовать по Европе. Конечно, возвращаться в Молдову я всегда смогу, к родителям, к друзьям здесь, которые у меня есть. Навещать, допустим, ту же школу, может организовывать что-то, если будут такие возможности. Гагаузия.
местом, где родилась и выросла, теплым и родным. Здесь, в Кирсово, на одной улице можно услышать сразу два языка – гагаузский и болгарский. Для местных это не барьер, а повседневное богатство. Перед вами два платья. Это платье тети Лены гагаузка, а это платье моей мамы болгарка, чисто болгарка. Вот эти два цвета, вот обратите внимание, здесь графировка. Вот эти платья назывались графировка. Вот она чуть-чуть в крупном размере. А вот это тоже графировка, но она в более мелком размере. Формат такой оригинальный, но этим платьем это, считайте, 50-е, 48-е года. Здесь вы видите предметы и от болгар, и гагауз. Вот если посмотреть, первый гвоздь. У нас был дядя Марин, который самым бондарем он работал. Вот он, первый гвоздь его, они делали, это самодельные гвозди, когда первые дома их строили. Самое главное, что гагауз у нас, Дмитрий, вот у него, он тоже был бондарем, этого человека, он себе сделал это предмет, оно работало на все село. В этой комнате стоял вот такой крупный столик, на котором помещалась вся семья. И даже когда приходили гости, могли поместиться 10-12 человек. Сидели кто на земле сидел, кто на стульчиках сидел. Женщины обычно стелили кожух на землю и сидели на земле. Мужчины сидели на стуле. На суфру ставилась, как обычно, традиционная еда, которая готовилась на плите. Вот здесь есть плита. Но кроме этого в каждом доме был еще куптер, кухня. И в этом куптере, вот в таких чугунках, это моей бабушки чугунок. И вот с этим хватом доставали еду, готовили. Очень вкусная была еда, вот таких чугунок. Грели воду и приносили сюда, и за этим столом сидели. Всегда в каждом доме, где вот этот столик был, софра называем, был еще долап, вот такой шкафчик маленький, в котором хранился хлебушек, посуда. Мой отец первый учитель гагаузского языка в селе Кирсово. Мама первый агроном колхоза «Маяк». Они построили этот дом в 1959 году. Здесь я сделала потом свои первые шаги. Здесь мы выросли 4 детей. Дом – это как память не только о моих родителях, это память о всех моих родственниках, это память о всех жителях села, как гагаузов, так и болгаров. Потому что моя бабка была и болгарка, и молдаванка, и украинка, и я гагаузка. Поэтому здесь память, и здесь сколько экспонатов, я не могу разделить. Гагаузские экспонаты, болгарские – это и болгарские, и гагаузские, и молдавские, можно сказать, и украинские экспонаты. И вот эта память мне дает не забывать, а наоборот помнить и продолжать их, потому что они все это делали любовью. Различия между болгарами и гагаузами: мы яркие, у нас красный цвет, а гагаузы у нас синий цвет, более зеленый, более такой, а у нас все время яркий цвет.
Здесь вы видите экспонаты, я не могу разделить болгарские, гагаузские, все смешано. И здесь у меня девочки, которые присутствуют, поют, помогают, и болгарки, и гагаузские. Живем дружно, понимая друг друга, радости, веселье всегда, когда собираемся вместе, потому что это память, а память – это прекрасно. В Кирсово языки не границы, а мосты. Символ ладони и знак, что богатство культур и языков делают людей ближе. Вы смотрите итоги уходящей недели, самые важные события в подборке ЛАВ. Сегодня в выпуске. Власти Гагаузии выплатят компенсации более 21 тысячи семей. Посол Украины вручил бывшему премьер-министру Молдовы орден князя Ярослава Мудрого. Национальная компания медицинского страхования одобрила включение 3 новых препаратов в список компенсируемых лекарств. Министерство образования рассматривает вероятность исключения дипломных работ из системы оценивания студентов в связи с широким использованием искусственного интеллекта. А теперь об этом и других событиях уходящей недели подробно. Меньше семей в Молдове получат компенсацию за отопление в этом году. Число получателей сократилось на 120 тысяч по сравнению с предыдущим сезоном. Более половины потребителей, имеющих право на получение компенсации, получат максимальную сумму – 1000 леев. Из 783 тысяч поданных заявлений было одобрено 605 тысяч, сообщила министр труда и социальной защиты Наталья Плугару. Остальные почти 180 тысяч домохозяйств не соответствовали критериям для получения компенсации. Выплаты начали поступать 12 декабря. Речь идет о бенефициарах, указавших социальную карту. Остальные граждане, имеющие право на компенсацию, смогут получить деньги на почте, начиная с 15 декабря. Власти Гагаузии выплатят денежные компенсации за холодный период года нуждающимся. Помощь за ноябрь и декабрь получат около 22 тысяч малообеспеченных семей. Исполнительный комитет региона 8 декабря утвердил выделение 17 миллионов на эти выплаты. Региональные компенсации дополнят государственную программу «Ажутор Ла Контор». В среднем семьи получат менее 800 леев за 2 месяца. Правительство приняло решение о повышении размера компенсации для работников бюджетного сектора с низкими зарплатами. Новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года. Проект предусматривает увеличение компенсации с 5500 леев до 6300 леев, что соответствует новому уровню минимальной зарплаты. Компенсации будут получать те сотрудники бюджетных учреждений, чья ежемесячная зарплата за полную ставку ниже 6300 леев. Национальная компания медицинского страхования одобрила включение 3 новых препаратов в список компенсируемых лекарств. Эти медикаменты, предназначенные для лечения диабета, гипертонии и тромбозов, станут доступны пациентам с 1 января 2026 года. Перечень пополнится комбинированным препаратом сидаглиптин и метморфин для диабетиков 2 типа и охватит около 8 тысяч человек с неполной компенсацией. Также будут полностью компенсироваться комбинация валсартан-гидрохлоротиазид, для
контроля артериального давления. В список включен современный антикоагулянт апиксабан 2,5 и 5 мг, который показан для профилактики тромбоза, включая послеоперационный период. Ожидается, что ежегодно терапию апиксабаном смогут получить около 1600 пациентов с неполной компенсацией. Посол Украины в Молдове Паун Роговей вручил бывшему премьер-министру Дарье Нуричану орден князя Ярослава Мудрого первой степени, одну из высших государственных наград Украины. Церемония вручения прошла в офисе дипмиссии в Кишиневе. Посольство Украины в Молдове сообщает, что Ричан получил орден за личный вклад в укрепление двустороннего партнерства между Молдовой и Украиной, за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за участие в благотворительных инициативах. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении бывшего премьер-министра Дарьи Нуричана специальным эмиссаром по развитию и устойчивости. Его ключевая миссия – укрепление способности государства предотвращать гибридные угрозы национальной безопасности и бороться с ними. Мандат Ричана также включает продвижение имиджа Молдовы на международных площадках, обмен опытом и мобилизацию необходимой поддержки для страны. Назначение призвано усилить деятельность администрации президента за счет привлечения специалистов в стратегически важных областях. Агентство государственных услуг запустило новый образец сертификата о праве на управление транспортным средством на английском языке, который требуется гражданам Молдовы, проживающим в Великобритании и желающим обменять свои молдавские водительские права категории «Б» на британские. Документ был адаптирован к требованиям британских властей, чтобы устранить проблемы, о которых ранее сообщали заявители. Сертификат можно получить в территориальных подразделениях учреждения или в Департаменте регистрации и квалификации водителей в Кишиневе. Он должен быть приложен к документам, которые заявители направляют в британское агентство по регистрации и лицензированию водительских прав. Агентство госуслуг Молдовы уточняет, что документы, уже поданные в британское ведомство, будут рассматриваться без необходимости предъявления нового образца свидетельства. Министерство образования рассматривает возможность исключения дипломных работ из системы оценивания студентов в связи с широким использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр образования и исследований Дан Перчун, отвечая на вопросы о влиянии искусственного интеллекта на образовательную сферу. По словам министра, учебные заведения по всему миру, включая школы и университеты, сталкиваются с проблемой сдачи работ, выполненных с помощью ИИ. На это указывают как студенты, так и преподаватели. В качестве альтернативы власти Молдовы могут перейти к новым методам оценивания. Дан Перчун отметил, что для борьбы с недобросовестным использованием ИИ могут быть применены специальные технологические решения, либо будет введен новый формат оценивания. Он уточнил, что возможен переход к формату, который предполагает отказ от дипломной работы с большим упором на устное тестирование. Аренда помещений, выставленных на торги оператором Молтелеком, оказалась дороже в Камрате, чем в Кишиневе. Для лота номер 9 в Камрате на улице Победы 48 общей площадью более 300 квадратных метров. Начальная цена аукциона составляет 1 миллион 650 тысяч лей в год, включая НДС. При этом в Кишиневе в здании на проспекте Штефан-Челмари 12 лот номер 1 площадью более 500 квадратных метров выставлен с начальной ценой в 1 миллион лев в год, включая НДС. Государственный оператор Молтелеком выставил на открытые торги право аренды 10 нежилых помещений без права приватизации. Секретарь конкурсной комиссии Молтелеком отказался предоставить журналистам объяснения по телефону относительно установленных цен и такой значительной разницы в стоимости. В Молдове ужесточили правила покупки и хранения оружия. Закон вводит цифровой учет всех единиц оружия, сокращает срок действия разрешения с 5 до 3 лет и ужесточает требования к владельцам. Теперь лицензии не смогут получить неподготовленные люди, нарушители закона за последние 5 лет и жители отдельных районов на левом берегу Днестра и города Бендеры. В Кишиневе задержаны 3 молодых людей в возрасте 18, 20 и 21 года, подозреваемых в мошенничестве по схеме «Родственник попал в ДТП». Задержанные уроженцы Теленешты и Приднестровского региона. По данным полиции, парни позвонили пожилой женщине, выдав себя за сотрудников правоохранительных органов и убедили передать им $1000 и 5000 леев. Они заявили, что близкий родственник женщины якобы спровоцировал ДТП, а деньги нужны, чтобы замять дело и избежать уголовной ответственности. В ходе
задержания у них были обнаружены полученные обманным путем деньги. Все трое помещены под предварительный арест сроком на 30 суток. Такой была минувшая неделя. Dmitri Karaçoban. Urok. Oldu gece. Çöktü koyu karanlık. Gongo iyice gezinerdi dışarıda. Onun oğlu Trifon içeride çaldırardı plastinka. Plastinka sesi sustuğuyla Gongo çağırdı oğlunu. Trifon! Oğlu peydalandı kapıda. Gel burayı. Trifon gitti karanlığa. Da birden çirkin bağırdı. Saçak altında tutuştu şafk. Dışarı çıktı ana. Yerde yatardı tırmalanmış burnuyla parpul yavru da anırardı. Ben ona diyerdim. Savaşardı Naşise söylemeye Gongo. Naşe sen diyerdin be. Naşe sen diyerdin. Korkuyla sordu karı. 17 yıl oldu hep yürüdemiyoruz onu sıraya. Homurdanardı Gongo. Sen dediydin götürsün çukura evin önünde o suva parçalarını. Geldim, targa hep duruyor dolu ortalıkta. Köpek de dolaşmış ona. Sonra ben çağırdım bunu da aktarıldı targa aşırı. Sen bunu isteyip de yaptın be. Sen ne? Şaştı karı. İsteyip de zir. Geçtiği haftada tırmık vurdu kafama. Dün diline saplandım. Bugün bırakmış kazmayı eşik üstünde de Gongo gösterdi kanlı kulağını. În inima Europei de Est, într-un colț pitoresc al Moldovei, trăiește o comunitate cu o identitate încărcată de cultură și tradiție. Găgăuzii, o istorie nedescoperită care datează de peste 1000 de ani. Potrivit unei versiuni, găgăuzii ar fi descendenți ai popoarelor turcice care au venit din munții Altai în Balcani pe teritoriul contemporan al Bulgariei. Sunt vorbitori de limbă găgăuză, o limbă turcică. Unii istorici spun că găgăuzii, împreună cu alte popoare creștine din Balcani, au venit în Europa din stepele Asiei Centrale în secolul al VII-lea. В исторической науке есть 21 гипотеза.
даже не теории, потому что считается, что теория это более развитая уже, вот эти гипотезы и так далее о происхождении гагаузов. Я вас уверяю, что еще до сегодняшнего времени нету единого мнения по тому, кто такие гагаузы, откуда они. В средние века они принимают православие, будучи язычниками изначально. Изначально были язычниками племена. Потом принимают православие, и когда наступает османское нашествие, и есть и религиозный гнет происходил, а сохранение произошло за счет фанатичной веры. Фанатизм был у гагаузов. Они были еще в качествах свойства характера, упрямства, упорства. И, кстати, гагауз – одна из версий этимологии самого этнонима, то, что это упрямый, упорный, который отстаивает свою точку зрения. Între anii 1806-1812, când Bugeacul a trecut de stăpânirea otomană în cea rusească, turcii și tătarii musulmani au fost alungați, fiind înlocuiți de găgăuzi și bulgari, dar și alte popoare precum germani, elvețieni, albanezi. Din schițele etnografice aflăm că după 1812 găgăuzii au devenit proprietari de pământ, iar principala lor ocupație a fost agricultura și viticultura. Вставал вопрос перед Российской империей, чтобы заселить эту территорию с населением, которое будет в первую очередь христианским, потому что нагайцы были мусульманами. Гагаузы и болгары, как никто лучше подходили под критерии, которые Российская империя поставила, потому что они на тот момент уже 4,5 века находятся в составе Османской империи, испытывают на себе тяжелейшие репрессии, притеснения. Это религиозные, например. Pe teritoriul Bugeacului, găgăuzii au beneficiat de mai multe privilegii, datorită cărora au putut să facă agricultură, artizanat, să-și vândă producția pe întreg teritoriul al Imperiului Rus. Găgăuzii se ocupau activ de creșterea oilor, totodată au obținut faima viticultorilor buni. Astăzi, vinul nu este o simplă băutură pentru găgăuzi, ci parte a culturii materiale și spirituale a găgăuzilor. Găgăuzii se ocupau de vinificație încă din perioada când locuiau pe teritoriul Dobrogei. Când s-au așezat cu traiul în Basarabia, și-au continuat îndeletnicirea, iar anumite tradiții au fost preluate de la populația locală. Cel mai des, găgăuzii plantau soiurile de struguri Zaiber și Kuderka. Alegerea a fost dictată de condițiile climatice din partea de sud a țării. Традиционно гагаузы производили 3 вида вина. Это аджи, шараб, называлось горькое вино, которое производилось с добавлением полыни. Оно использовалось в лечебных целях. Было вино, которое готовили хозяева для себя, и готовилось обрядовое вино, которое было качественное, которое производилось из сока первой выжимки. Vinul era păstrat în pivniță, un element tradițional al unei case găgăuze care se întâlnește și azi. De altfel, mai multe elemente ale locuinței găgăuze au fost păstrate până în zilele noastre. Если посмотреть даже вот этимологию слова «есть», «дом», и в гагузском языке «жениться», «явленное», идет от слова «дом», то есть обзаводиться домом. Pe timpuri, construcția avea o formă dreptunghiulară cu o lățime de cel mult 4 metri, incluzând un element obligatoriu, terasa. La punerea temeliei casei era amenajată o masă pentru pâine. Casele erau construite cu ferestrele orientate spre sud sau est, iar în interiorul său, locuințele găgăuzilor aveau 2 camere, asemănătoare celor tradiționale moldovenești, casa mare și camera de locuit, iar la mijloc se afla hayat, коридорul, ceea ce din limba turcă înseamnă viață. В конце также 19-го, начале 20 века дома были вот такого вот типа, как у нас представлено на изображении. Комната служила спальней для всех, а в коридоре была расположена кухня. Дома старались украшать также и снаружи. Для того, чтобы его украсить, использовали вот такие вот деревянные узоры. Им занимался специально обученный мужчина.
Încă de pe vremuri, covoarele găgăuze au avut un rol deosebit în fiecare gospodărie. Fiecare familie avea în casă un colț unde păstra zestrea și obiectele de preț. De obicei, pe cel mai mare perete era înșirat un covor ornamentat cu arborele genealogic. Фон ковра ткался в основном или черных цветов, или коричневых цветов. Могли, конечно, и синий цвет, но в основном темные цвета. Когда-то Валентин Машков писал, что какими цветами пользовался гагаузский народ. Там 3 цвета было. И для костюма, и, скорее всего, для ковра тоже 3 цвета. Оттенки цвета зелени, оттенки цвета земли и оттенка цвета неба. Și în zilele noastre, aproape fiecare femeie din Găgăuzia are acasă un covor, moștenit de la mama, bunica sau străbunica sa. Era o parte importantă din zestre pentru fiecare tânără care de curând trebuia să devină soție. Наши родители и бабушки тоже, они, чтобы ткать один ковер, смотря по размеру, нужно было изготовить 5-6 килограмм шерсти. Fiecare element țesut pe covor simboliza ocupația familiei. Crescătorii de animale îl ornamentau cu păsări sau bovine. Agricultorii împodobeau țesătura cu struguri, iar florile simbolizau dragostea. Costumul național este un alt element cheie a culturii și modului de viață a găgăuzilor, care se mândresc cu hainele naționale, ce se deosebesc prin sobrietate, nuanțe întunecate, dar în același timp detalii sofisticate brodate cu mare maestrie. Он отличается строгостью, темными цветами и сочетание вот таких элементов, взятых с природы. Вот зеленого, голубого неба, синего, темные цвета, это цвета земли. Вот это вот все сочетает народ в своем национальном костюме. И хочется сказать, что очень ревностно охраняет, чтобы сохранился костюм. Наш гагаузский костюм не принял их яркость. Astăzi, costumul național găgăuz este purtat de către localnici la festivaluri sau alte evenimente culturale. Straile unui bărbat găgăuz sunt compuse dintr-o cămașă, pantalon de croială largă, centură roșie lată și o pălărie. Шляпа – это гордость мужчины. Тут же цветок также должен красить человека. Обязательно цветочек с левой стороны у мужчины, у женщины с правой стороны. Это тоже элемент наш. Дальше идет рубашка. Обязательно воротник стоящий. Тоже элементы здесь вот ручная работа. Costumul național al femeilor găgăuze constă dintr-o cămașă de pânză țesută manual, o rochie și o batistă de nuanțe întunecate. La sărbători, femeia poartă și o floare roșie sau roz, care este fixată în colțul batistei, puțin sub nivelul ochilor. Găgăuzii prima dată au fost menționați ca un grup etnic separat în cadrul unui recensământ desfășurat în România în perioada interbelică. Dar prima identificare științifică și prima descriere a găgăuzilor a avut loc în secolul al XIX-lea de către savanții ruși. Aceasta a fost o etapă importantă în dezvoltarea identității găgăuze. В 1930 году в Румынии проходила перепись населения, где впервые гагаузы проходят как этническая группа. То есть до этого нигде не было переписи, указано, что они гагаузы, они были, как я говорю, как болгары, или по языку были как бы турки. Да? В 19 веке начинаются гагаузы обучаться. Они посещают сначала церковно-приходские школы, потом уже земские школы, то есть государственные. Гагаузы не восприняли в начале установления румынской власти. Даже в Сватул-Цери был орган, да, вы знаете, первый парламент Бессарабии его называют. В этом органе была болгаро-гагузская фракция, она так и называлась. 27 марта 1918 года, когда было проголосовано за объединение Бессарабии с Румынией, и тогда со стороны болгаро-гагузской фракции выступил Крестимир Сирков, в который сказал, что мы воздерживаемся от голосования. Потом уже происходит адаптация к новым реалиям. По моему убеждению, именно в этот момент происходит вот эта кристаллизация и разделение искусственное гагаузов от болгар.
Сюда приходит турецкий посол Абдулла Субхи Тынрёвер в 1931 году. И здесь именно вот начинается вот отправная точка sbliženia găgăuzов с турками. Ambasadorul Turciei, Abdullah Subhi Tanrıver, a făcut tot posibilul ca atunci, în Basarabia, să fie invitați profesorii din Turcia care, în mare parte, erau originari din Dobrogea și care au început să predea în școlile locale în limba turcă. Acest lucru a devenit posibil și datorită legislației de atunci din România, care prevedea posibilitatea organizării procesului de învățământ în limba minorităților etnice în localitățile unde acestea constituiau o majoritate. În această perioadă au fost deschise 28 de școli cu predare în limba turcă pentru găgăuzi. Un grup de găgăuzi au învățat în Turcia, au fost editate cărți despre găgăuzi. Pentru activitatea sa, ambasadorul Turciei a fost numit mitropolitul găgăuzilor. Tot atunci, mai mulți găgăuzi au început să plece la studii în Turcia, unde beneficiau de locuri la buget. Anul 1944 aduce o nouă schimbare pentru găgăuzi. Teritoriul Basarabiei a intrat în componența Uniunii Sovietice. Я считаю, что надо разделить советский период, если мы говорим для этой территории, на два этапа. Да? Это тяжелые 40-е послевоенные годы, это голод 46-47 года. То есть это как раз вот в 46-47 году пострадали более всего как раз южные поселения. Когда мы уже говорим о 50-х годах и дальше, да, уже происходит вот это их развитие. То есть они получают и свой алфавит, да, который был разработан на основе кириллицы. Din anul 1959, limba găgăuză era predată în școli, iar scriitorul și pedagogul Dionis Tănăsoglu este unul dintre cei care a contribuit la dezvoltarea limbii găgăuze. Человек, благодаря которому у гагаузов появилась своя письменность. Человек, благодаря которому впервые были открыты школы с гагаузским языком преподавания. Dionis Tănăsoglu a fost implicat în organizarea școlilor care predau în limba găgăuză și în dezvoltarea programelor culturale. O altă personalitate care a contribuit la dezvoltarea educației în limba găgăuză a fost scriitorul Nicolae Baboglu, originar din localitatea Copceac, care a tradus operele lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, Alexandru Pușkin și alții. În paralel se dezvoltă cinematografia, teatrul, în satul Beșalma apare chiar și primul post de radio în limba găgăuză. Toate acestea au fost posibile datorită unor personalități remarcante, precum Dmitri Caracioban, scriitor, profesor, autor al primelor filme găgăuze, este și fondatorul primului muzeu al culturii găgăuze situat în localitatea Beșalma, dar și Maria Marunevici, cercetătoare, etnografă, activistă civică și politiciană găgăuză. Maria Marunevici a contribuit la crearea televiziunii găgăuze și a stat la baza fondării Centrului Științific de Cercetare al Găgăuziei, care îi poartă numele. Un rol aparte în dezvoltarea culturii și limbii găgăuze au avut intelectualii locali, fără activitatea cărora istoria contemporană a găgăuzilor pare a fi cu totul alta. Anul 1988, sudul Moldovei, orașul Comrat. Intelectualii găgăuzi se întrunesc la mese de discuții, unde dezbat teme pe subiecte istorice și culturale. Aceștia sunt preocupați de faptul că limba găgăuză a început treptat să dispară din viața cotidiană și nu se mai predă în școli. С 1959 года гагаузский язык стал изучаться в школе. Все предметы были переведены на родной. Затем проект был свернут, и гагаузский язык до 1987 года в школах в Молдавии не изучался. Atunci, în 1988, reprezentanți ai intelectualității găgăuze au creat mișcarea Гагауз Халкы, în traducere Poporul Găgăuz. До появления именно как политического движения, да, Гагауз Халкы, оно было изначально называлось под другим статусом – дискуссионный клуб по вопросам истории, этногенеза, культуры. То есть не предполагалось политикой заниматься, а именно обсуждать проблемы, связанные с гагаузской историей, культурой, языком. И действительно, поначалу было так, но потом постепенно перерос в политическое русло. Этот клуб стал политическим движением, это партия, назовем его так. În data de 21 mai 1989, la primul congres al poporului găgăuz, a fost votată rezoluția grupului care a cerut crearea unei republici autonome în sudul Moldovei, cu capitala la Comrat. Гагаузскую советскую автономную и советскую социалистическую республику в составе Молдавской ССР. Кто за то, прошу поднять мандат. Для гагаузов это
движения в центре, им казалось, что это приведет к тому, что Кишинев ведет и идет к объединению с Румынией. И поэтому они, конечно же, на волне их национального движения, потому что у них тоже возникает свое национальное движение, да, за сохранение гагаузского языка, за развитие его, за популяризацию его. Гагаузы в этом видят гарантию сохранения, да, своей идентичности. La 19 august 1990, grupul condus de Stepan Topal a proclamat Găgăuzia ca republică autonomă din cadrul URSS. Guvernul de la Chișinău a calificat această decizie drept neconstituțională. În martie 1991, pe teritoriul Găgăuziei a fost organizat un referendum la care s-a votat în unanimitate pentru rămânerea în cadrul URSS. Între timp, pe 27 august, Moldova își obține independența. Pe acest fundal, disensiunile dintre Chișinău și Comrat cresc. După un proces lung de negocieri cu implicarea mai multor actori naționali și internaționali, precum liderul Turciei, cu mai multe compromisuri din ambele părți, Comratul acceptă revenirea comunității găgăuze cu statut special în câmpul constituțional al Republicii Moldova. Gagavuz kardeşlerim, uzun lafın kısası, sizi seviyoruz ve size güveniyoruz. Статус Гагаузии, который будет рассмотрен парламентом, открывает широкие возможности самоуправления в рамках свободной, независимой, целостной Молдовы. În data de 23 decembrie 1994, legislativul de la Chișinău a adoptat legea privind statutul juridic special al Găgăuziei, însemnând unitatea țării cu garantarea unor drepturi autonome de autogestiune. Признание гагаузского народа и признание автономии Гагаузии 23 декабря исполнено. Хочу отметить, что эта победа не только наше население Гагаузии, это победа прогрессивно мыслящего молдавского народа. Появление Гагаузии как таковой – это не только великое событие для гагаузов нашего региона, но это был и великий бонус для всей нашей республики Молдова. Ведь путем переговоров, парламентским путем, не кровопролитным, это было, скажем, исключение из правил, можно сказать, даже так, создание государства внутри страны, появилась автономия. Multe organizații europene de apărare a drepturilor omului, dar și istorici, consideră UTA Găgăuzia drept model de succes pentru rezolvarea conflictelor etnice. В первую очередь, я всегда, когда говорю о гагаузах людям, иностранцам, да, я им говорю, что, во-первых, это является самым показательным примером, когда на постсоветском пространстве мирно был решен конфликт. Особенность Республики Молдова как раз и является то, что вот эта мультиэтничность, и я даже бы сказал, это должно быть такой визитной карточкой, но это ни в коем случае не ущемляет титульную нацию. Adoptarea legii privind statutul special al Găgăuziei a fost un pas important în soluționarea tensiunilor și disputelor politice dintre Comrat și Chișinău. Statutul special a asigurat găgăuzilor recunoașterea și păstrarea identității culturale în cadrul statului Republica Moldova, oferind autonomiei competențe de autogestionare în anumite domenii. Potrivit legii, puterea legislativă în Găgăuzia este exercitată de adunarea populară, iar cea executivă de guvernatorul autonomiei numit Bașcan și comitetul executiv. A fost instituit drapelul și stema Găgăuziei, totodată legea a consacrat că limba găgăuză este oficială în regiune, pe lângă celelalte două limbi. Limba găgăuză sau Gagauz Dili aparține subgrupului Oguz a limbelor turcice. Pe glob locuiesc aproximativ 180.000 de vorbitori ai limbei găgăuze, cei mai mulți dintre ei fiind în autonomia găgăuză.
Însăși, noțiunea de găgăuz, dar și denumirea limbii, nu erau cunoscute până la sfârșitul secolului XIX. Procesul a fost pornit de către savantul și cercetătorul rus Valentin Moșcov. În anii 1890, el a organizat mai multe expediții, a adunat materiale și a scris publicații unde este stipulat că este vorba despre găgăuzi și care vorbesc limba găgăuză. La începutul secolului 20 începe creația literară a găgăuzilor, iar primii pași i-a făcut Mihail Chachir, protoiereul care a tradus în limba găgăuză Evanghelia de la Matei, Evanghelia de la Marcu, a reeditat Molitvoslovul, dar și a scris istoria găgăuzilor din Basarabia, publicată în anul 1934 și care constituie prima lucrare scrisă și tipărită în limba găgăuză. Chachir a lansat primul ziar în limba găgăuză, iar în 1938 a creat Dicționarul Găgăuz Român. Pe 27 aprilie, ziua în care s-a născut Mihail Chachir, este sărbătorită în Găgăuzia Ziua Scrisului și a limbei materne. În anul 2010, Organizația Națiunilor Unite a declarat limba găgăuză ca fiind o limbă pe cale de dispariție. La 25 iulie 2003 se produce un alt pas important. UTA Găgăuzia a obținut garanții constituționale atunci când Parlamentul Republicii Moldova a aprobat cu 76 de voturi completarea legii supreme a țării. Astfel, potrivit articolului 111 din Constituție, Găgăuzia este o unitate teritorială autonomă cu un statut special care, fiind o formă de autodeterminare a găgăuzilor, este parte integrantă și inalienabilă a Republicii Moldova. Парламент принял основные положения этого закона как конституционные положения, что, на мой взгляд, явилось очень важным решением с точки зрения укрепления стабильности и безопасности на юге. Не только в автономии, но в целом в государстве. Legea organică ce reglementează statutul special al UTA Găgăuzia poate fi modificată cu votul a 3/5 de numărul deputaților aleși în Parlament, adică de cel puțin 61 de voturi după o consultare prealabilă cu adunarea populară. Iar în cazul schimbării statutului Republicii Moldova ca stat independent, Găgăuzia are dreptul la autodeterminare externă. În noiembrie 2013 a urmat un eveniment important pentru Republica Moldova. A fost parafat acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Ca urmare, în autonomia găgăuză, în februarie 2014, au fost organizate 2 referendumuri privind vectorul extern al țării și dreptul la autodeterminare externă a autonomiei. Referendumurile nu au fost recunoscute de Chișinău, din motiv că cele 2 subiecte depășesc atribuțiile constituționale ale autonomiei. Acest context al relațiilor dintre autoritățile centrale și cele din autonomie au atras atenția internațională. Возможно, Кишинев и внешние партнеры решили объединить усилия, чтобы была создана институциональная платформа постоянного сотрудничества между парламентом Республики Молдова и Народным собранием Гагаузии, чтобы создать превентивный механизм предотвращения возможных конфликтов. Parlamentul Republicii Moldova s-a adresat organizației CMI, Fundația pentru Pace Martie Ahtisaari, pentru oferirea serviciilor de mediere și expertiză pentru inițierea unui dialog constructiv între centru și autonomie. Astfel, în luna noiembrie 2015, a fost creat grupul de lucru parlamentar privind Găgăuzia. Acesta este format dintr-un număr egal de reprezentanți ai Parlamentului și Adunării Populare. In general, the organisation works on an informal basis, but we also have mandated work. An example of this is the work that we do with the Parliamentary Working Group on Gagauzia, which is to provide good office, which is mandated by the Speaker of the Parliament. This involves shuttle diplomacy, agenda setting, looking at priorities, things that are important both to the autonomy and to the Republic of Moldova. Pe tot parcursul procesului, membrii grupului de lucru au identificat soluții pentru îmbunătățirea mecanismelor existente și crearea unor proceduri noi pentru clarificarea competențelor autonomiei și prevenirea eventualelor neclarități dintre autoritățile centrale și UTA Găgăuzia.
Grație expertizei și sau atragerii experților internaționali, activitatea acestui grup este una eficientă, este una permanentă și care pune în abordare anume acele subiecte importante pentru ambele părți. În perioada de activitate a grupului de lucru au fost obținute mai multe rezultate în domenii prioritare Găgăuziei, inclusiv în domeniul socioeconomic. Spre exemplu, în 2016, în cadrul ședinței guvernului care a avut loc în Găgăuzia, a fost adoptat Planul de Dezvoltare Social-Economică al Autonomiei pentru anii 2016-2019. Adoptarea acestui plan a fost un rezultat direct al activității grupului de lucru, deoarece reflecta prioritățile Găgăuziei identificate în cadrul platformei de dialog dintre Chișinău și Comrat. Ulterior, pe baza acestui plan, au fost implementate o serie de proiecte care au avut un impact pozitiv asupra calității vieții cetățenilor din regiune, cum ar fi repararea drumurilor, îmbunătățirea condițiilor de studii în instituțiile preșcolare și așa mai departe. Astăzi, UTA Găgăuzia a devenit o adevărată atracție turistică. Tradițiile, bucatele, dar și sărbătorile naționale atrag vizitatorii. Hederlez este una dintre principalele sărbători de primăvară ale găgăuzelor și este marcată anual pe 6 mai, atunci când creștinii ortodoxi îl sărbătoresc pe Sfântul Gheorghe și simbolizează deșteptarea primăverii și începutul lucrului în câmp. De Hederlez, găgăuzii sacrifică unele animale. Carnea neapărat trebuie să fie pregătită cu bulgur, adică grâul prelucrat și măcinat. Его готовить надо или всем селом, или всей улицей, или собираются 2-3 семьи, готовят вместе, половину раздают бедным или соседям, а вторую половину выносят на общую трапезу. То есть это вот такая вот социализация. De Hederlez în UTA Găgăuzia se organizează festivaluri și evenimente culturale, precum renumitele curse de cai din Ceadărlunga, o adevărată atracție turistică. У гагузов скачки проводятся несколько раз в году, но самые большие скачки – это на Хедерлез. O altă sărbătoare tradițională importantă în cultura găgăuză este Casâm. Se celebrează la 8 noiembrie, de ziua Sfântului Dmitri și marchează sfârșitul sezonului agricol, dar și începutul iernii. Însuși găgăuzii împart anul în două cicluri, de la Casâm la Hederlez, fiind iarna, iar de la Hederlez la Casâm, vara. Касым – это день, когда заканчивается лето. Это наступление зимы. И сам термин «касым» с тюркского языка на русском языке означает «отделяет лето от зимы». Само слово «касым» – это рубеж. Astăzi, cu ocazia sărbătorii Casâm, în autonomia găgăuză se sărbătorește și Ziua Vinului, Găgăuz Șarap Iortusu. Agricultorii din regiune se adună la Comrat, unde prezintă nu doar măestria sa în vinificație, dar și prepararea bucatelor tradiționale. De asemenea, în unele localități sunt organizate expozițiile de animale domestice, iar gospodarii se laudă cu rezultatele muncii. Găgăuzii atrag turiștii și datorită bucătăriei tradiționale. Hoş geldiniz. Bine ați venit. Welcome, добро пожаловать в Гагауз Суфласы. Гагауз Суфласы – это в широком смысле гагаузское гостеприимство. Это столик маленький, за которым собиралась вся семья. И когда гости приходили, всегда бабушка говорила: «Ха буйр софрая, ха винит сломаса, ха подходи». И каждого человека угощала. Чем угощала? Конечно, это настоящая гагаузская кухня, гагаузскими блюдами, которые наши бабушки готовили столетиями. Самые хорошие блюда, за которыми нам приезжают, конечно, это наша знаменитая каурма. Это ягненок молодой, который готовится на Хедерлез, на Пасху. Без ягненка не обходится ни один стол. Этот ягненок также у нас всегда в
На каждое воскресенье, на каждый праздник всегда ее готовят каурму. Ca urma, mâncarea tradițională găgăuză se prepară din carne de miel și se servește fierbinte sau rece, în primul caz fiind felul principal, iar în al doilea o gustare. Шабрец, да, который мы ставим в конце, чтобы не было его много. Ca urmare ce cu brânză de casă era acel set de produse pe care păstorii le luau când plecau cu turmele de oi pe pășuni. În prezent, ca urma se servește în localurile din autonomia găgăuză. Un alt fel de mâncare este curban bulguru. Вот у нас курбан булгуру из ягненка, мяса и печенки из внутренностей. В печке это тоже по особой технологии готовится очень долго. Но это бесподобное блюдо курбан булгуру. Его готовят, когда идет человек, делал раньше новоселье, когда на новый дом, за здоровье, за счастье этого дома, за людей, которые будут в этом доме. Brutăria ocupă un loc aparte în bucătărie. Ghiozleme și câvârma sunt cartea de vizită a găgăuzelor. Cabaclă, o coptură din dovleac, este desertul găgăuz servit în fiecare familie care a păstrat tradițiile bunicilor. Ну, конечно, без десертов, без сладкого никак не обойтись. Сегодня есть такие вреки, шишек. Это хрустик такой вот, который подается, это готовится чисто на домашних яйцах. И там сладкое, мед и, может, только пудрой, которую мы любим. На то же самое наши из тыквы мы готовим очень красивые кабаклы. Мы фаршируем наши орехи, они всегда есть. И, конечно, сютляш. Сютляш – это специально готовится рис с молоком, с изюмом и в печке тоже. Это очень вкусное блюдо. Bucătăria găgăuză are unele asemănări cu cea turcească, însă și-a păstrat individualitatea de-a lungul anilor. Faima găgăuzelor în lume o duc nu doar tradițiile și bucatele, ci și dansul. Legendarul coregraf Constantin Ghermec, care a făcut cunoscut dansul popular găgăuz peste hotarele țării, spunea că dansul este oglinda caracterului acestei națiuni. Într-un interviu, Ghermec povestea despre maestria dansului găgăuz. Характер самого танца. Ведь народ тюркский, гагаузский. Здесь подчеркивается на характер того народа, как плавные девочки идут. Это как лань. Вот они подчеркивают, они играют, цветы собирают, фрукты. Это все оттуда, видите, наклонился, сорвал ветку. Это все подчеркивает. Руки, это самое, это Восток. Почему богатый фольклор, говорю? Потому что у нас основа тюркская, влияние балканское очень сильное и молдавское. Корпус, раз, два, три, четыре. Идеально. De la est la vest, găgăuzii au arătat lumii întregi bogata tapiserie a culturii lor, au ridicat în picioare nenumărate auditorii prin concertele, dansurile, dar și spectacolele artiștilor găgăuzi. Мы, допустим, Гагаузский театр представляем на международных театральных фестивалях не только наш народ, но представляем и Республику Молдова. Мы завоевали имя как театр, как профессиональный театр в большом тюркском театральном мире. În anul 2021, Teatrul din Ceadărlunga a obținut premiul mare la Gala Premiilor Unitem pentru spectacolul Mozgoroi, cel mai bun spectacol pentru copii. Un alt element al culturii găgăuze, care de altfel ajută la păstrarea și promovarea limbii. În prezent, trupa Teatrului din Ceadărlunga este formată din 12 actori, iar majoritatea spectacolelor se joacă în limba găgăuză.
Găgăuzii locuiesc pe teritoriul Moldovei de mai bine de 2 secole. Împreună cu restul țării, ei au cunoscut perioade de renaștere națională, crize identitare și oportunități de dezvoltare a propriei culturi, care face Moldova mai bogată prin diversitate. Având uneori o opinie separată, prin dialog între autoritățile centrale și cele din autonomie, mereu a fost găsită o soluție pentru păstrarea rezilienței și fortificarea unității Republicii Moldova, care a fost și rămâne patria noastră comună. Astfel, autonomia găgăuză, prin diversitatea culturală și arta dialogului, a devenit un puternic avantaj al Republicii Moldova.